Тансулпан Гарипова. Буренушка. Роман-эпопея. Авторизованный перевод с башкирского Марселя Гафурова. Часть 4. Звезды ночью горят. Глава 1. Изнывая под палящим солнцем, Мадина вновь устремилась вперед. Горячий песок ускользал из-под ног, оттягивал ее назад, а она упрямо уже не шла, а ползла туда, где, глядя в жаркое небо, стоял с автоматом в руках ее призванный на службу в пограничные войска сын. Дауд. Он вздрогнул, направил дуло автомата на голос, ее не видел. Мадина пыталась показаться ему, но сыпучий песок не позволял встать. «Это я, твоя мама!» — закричала она и проснулась в слезах. Прикорнула на лежанке в летней кухне, оказывается, уснула. Через стекла окна нещадно палило полуденное солнце. Мадина села, облизала пересохшие губы. Какой тяжелый сон. После того, как получила письмо от Даута с южной границы страны, нет покоя в ее душе. Тревога за него, нарастая, как скатывающийся с горы снежный ком, лежит тяжким грузом на сердце. Мадина зачерпнула холодной воды из бака, выпила, и сердцебиение вроде упорядочилось. Через открытую дверь уже отчетливо услышала голоса игравших в тенечке возле дома дочек-двойняшек. «Что уж ты, соседка, в кое веки у тебя попросила? Проси что угодно, только не совраску. А того, что в соседний аул к свахе съезжу, копыта у него, небось, не отвалится. А вот и отвалится. Не дашь, значит, не дам. Жадина. Попробуй теперь попросить у меня гребешок с глазками. Больно он мне нужен. Вот узнает мама, что свой ты потеряла». «Я не потеряла, он сломался». «Покажи сломанный». «Думаешь, я сломанный на голове ношу? Я не такая жадина, как ты. Не обзывайся, а то маме скажу. Еще и ябеда». Мадина, слушая разговор девочек, игравших в соседок, сначала улыбнулась, теперь обеспокоилась, запахло ссорой. Какие они у нее все-таки разные. Чаще всего ссорятся из-за деревянной лошадки, которую Абделяхут привез из Уфы, когда они были совсем еще маленькие. Мадина тогда рассказала им о Саврасам и дала игрушке эту кличку. Байкая, с мальчишескими повадками Кюнхелу вцепилась в лошадку, объявила ее своей, и с тех пор спокойная, застенчивая Кукхылу даже ненадолго не может выпросить Савраску. Чтобы дети не рассорились всерьез, Мадина окликнула их. «Девочки, идите-ка сюда». В дверном проеме первой показала синеглазая, кудрявая Купхылу. Она знает, что мать защитит ее. Ее все любят. Прабабушка и дед называют Купхылу слепком с бабушки Гульбану, отец — воспоминания моего юности. И сама Мадина видит в ней черты своей покинувшей этот мир в тоске и печали матери, которой жить бы дожить еще. Мама. Купхылу стремилась было к матери, но почувствовав, что сестра дышит в затылок, остановилась и, сев на порог, поправила юбочку. Теперь уже в дверном проеме стояла и Кюнхылу, медноволосая в отца, черноглазая, глаза ее от злости, казалось, стали еще черней. «Мама, Купхылу меня обзывает. Говорят, когда рождается двойни, мать сильно любит лишь одного ребенка, о другом заботится Всевышний. Может быть, так оно и есть. Кюнхылу не окружена в семье такой любовью, как Купхылу, но растет, ничуть не уступая сестре, скорее даже превосходя ее в развитии. Дома они могут поссориться до слез, а на улице Кюнхылу сестру в обиду не дает, может даже съездить мальчишке-обидчику по сапатке». Увидев, что сестра не уткнулась в подол матери, Кюнхылу тоже остановилась у порога. Мадине хотелось подозрить первую, прижать к груди, приласкать, но она сдержала себя. Коли давать явное предпочтение одной, душа у другой в конце концов может ожесточиться, очерстветь. Она протянула руки Кюнхылу. «Иди-ка, детка, ко мне». Девочка кинулась в объятия матери. «Мамочка, у тебя, гребенка потерялась, сломалась. Надо было сразу сказать мне». «Мама, а почему этот глупый дядька в Шангаре говорит Кюнхылу, ты моя невестушка?» «Он ведь Диуана», — подала голос Кюнхылу. «Барсын Алэсой говорит, что Диуану нельзя обижать, грех.
Уж не поссорилась ли ты с Ангареем, а, Кинакис? Нет, только немножко рассердилась. Мам, а гнедой со звездочкой Хусейн Баба и вправду потомок Саврасова? Ай, неугомонная, ты и в конюшне побывать успела? Разговор с детьми и на этом оборвался. Взбрехнула собака, скрипнула калитка, послышался голос. «Есть кто дома?» Мадина вышла во двор, раскрылив руки над прижавшимися к ней девочками. «Есть». У ворот стоял пожилой мужчина городского обличия с растрепанными на ветру седыми волосами. Вглядевшись в его лицо, Мадина ахнула. «Давид. Давид Соломонович. Мадина. Вот и свиделись». С любовью засияли черные глаза под седыми бровями. Давид, подойдя ближе, опустился на корточки перед ее девочками. Бурсенбика, подтерев и помассировав занемевшие во время намаза ноги, тихонечко поднялась с молитвенного коврика. Встряхнула коврик, повесила на перекладину. Взглянула на висевшие на стене в застекленных рамках фотокарточки. На них запечатлены люди, с которыми были связаны ее радости и горести. Воденгесху на снимке, сделанном в Туркестане. Тогда он еще не потерял воинственный дух и надменность, унаследованные от предков Тарханов. У него было много золота. Хай, как возносит человека богатство. А вот снимок, сделанный здесь в пору его работы в кузнице. Он уже сник и словно ростом стал ниже. Надменный лев превратился в жалкого бродягу. Помнится, однажды, когда он, выпив, лил слезы по утраченному богатству, Бурсенбика рассказала ему одну притчу. Ходжа Насреддин будто бы попал на тот свет, а там было все, чего душа пожелает. Ешь что хочешь, пей что хочешь, прекрасные райские гури готовы исполнить любое твое желание. Сначала Ходжа было весело, но со временем наскучило ему изобилие всяких благ. Захотелось взглянуть на земную жизнь. Выполнили и это его желание, приоткрыли полог небесный. Посмотрел он вниз, увидел, как суетятся его сородичи, добывая в поте лица пищу и одежду, и снова погрузился в море удовольствий. Однако вскоре такое существование опять Ходжу пресытило. И пришла в его умную голову мысль: постой-ка, кроме рая ведь есть еще ад. Каково, интересно, там? Спросил у окружающих, а те ему говорят: Ходжа, неужто после того, как столько напроказничал в земной жизни, ты думаешь, что попал в рай? А где я, разве не в раю? Удивился он. В аду, Ходжа, в аду, последовал ответ. Да, если душа человека перестает трудиться, стремиться к совершенствованию, жизнь превращается в ад. Не понял этого Дингисхан. Не смог перенести утрату, а утратил он не то, что хранят в мошне, а то, что облагораживает душу. Есть на стене и снимках Хсанбая, держит под узцы Саврасова, пришедшего первым на районом Сабантуи. Лошадей то обуздывать он умел, а себя. Человек, не обуздывающий свои неумеренные желания, становится их рабом. Вот их Хсанбой стал таким из-за этого погиб, оставил Абу-Бакир сиротой. Бурсенбика перевела взгляд на снимки молодых парней в военной форме. Вот Абу-Бакир стоит, улыбаясь, на берегу моря. Он, моряк, служит в Ленинграде. Спасибо зятю Абделяхату, вырастил мальчика вместе с Даутом, как будто сыновей-близнецов, одинаково заботился о ее внуке и правнуке. Абу-Бакир называл папой Абделяхата и узнал о том, что рос не у родного отца, когда пришло время получить паспорт. А на этом снимке – Дауд. Красивый юноша с продолговатым, как у отца, задумчивым лицом, большими черными глазами. Бывало, как заиграет на гармоне, весь мир, казалось, пускался в пляс. Абу-Бакир, к слову, мог бы стать певцом. Голос за сердце берет. Если бы и не превзошел Мадину, по меньшей мере, не уступал бы ей. Но почему-то потянуло его в море, на флот, и добился-таки своего. Но ничего, были бы только живы-здоровы, вернутся ее беркуты, прижмет еще их Бурсенбика к своей груди. Узловатым указательным пальцем прикоснулась она к снимку, присланному Даутом, и вздрогнула. Холодок тревоги пробежал по спине, проник в сердце. И в доме словно бы вдруг стало холодно.
О, Аллах, не случилось ли что-нибудь с ее правнуком? Торопливо сунув ноги в галоши, Бурсенбика взяла кумган и вышла на облитое солнечным светом крыльцо. А там во дворе перед Мадиной и прижавшимися к ней с двух сторон девчушками стоял какой-то бородатый человек. Абдиляхат сильно нервничал, взвинтился в ожидании своей очереди предстать перед членами бюро райкома. Наконец, вызвали его, последним из собравшихся в приемной Камалетдинова. Камалетдинов сидел, как обычно, во главе поставленных буквой «Т» столов, подперев подбородок рукой. Его отрешенный взгляд был устремлен в неведомую даль. Он, казалось, не заметил, что вошел очередной, вызванный на прописочевание человек. Но нет, оказывается, заметил. «Садись, Абдиляхат». «Извините, Аюб Газизович», — возразил, поправив очки, сидевший за длинным столом, боком Камалетдинову, второй секретарь райкома Кыдрасов. При разговоре с членами бюро приглашенному положено стоять. Камалетдинов промолчал. Разговор повел Кыдрасов. Сельским хозяйством непосредственно ведал он, хотя по образованию был электротехником. Абдиляхат постоянно конфликтовал с ним. «Так», — протянул Кыдрасов. «Значит, перед нами товарищ Чернозаров Абдиляхат Гимранович, главный агроном колхоза «Алга». Ну, рассказывай, Батыр-Полей, как в колхозе идет посевная кампания». Абдиляхат разозлился. «А вас она очень волнует?» На лице Кыдрасова выступили красные пятна, у Камалетдинова дрогнули ресницы. Третий секретарь райкома, Галима Мингажева, что-то написала в своем блокноте. Кто-то из членов бюро кашлянул, остальные не шелохнулись. Если бы не волновало. Голос Кыдрасова взвился, дал петушка. Он налил из графина воды в стакан, сделал глоток. «Если бы не волновало, мы бы не вызвали тебя сюда. Тот, кого действительно волнует ход полевых работ, судьба урожая, не станет отрывать агронома от дела, когда ему впору разорваться. Пошел на пропалую Абдиляхат. Вы видите, товарищи?» Кыдрасов как бы в бессилии развел руками. У человека нет элементарного понятия о партийной дисциплине. Мало того, он и выполнение государственных заданий саботирует. Ответьте, Ирназаров, почему вы уменьшили посевные площади под пшеницу? Видимо, для того, чтобы придать разговору более официальный тон, Кыдрасов перешел на «вы». Урожайность же в нашей зоне стабильно выше, чем у пшеницы, поэтому осенью отвели под озимую рожь большую, чем прежде, площадь. Это самовольство. Нарушать государственные планы никому не позволено. А почему даже на урезанных площадях сев у вас идет ни шатка ни валка? Всего 20% на сегодняшний день засеяно, у нас почва поспевает позже. Кроме того, не дождавшись всходов пырея, не уничтожив их, сеять бесполезно. Пырей. Кыдрасов, словно почувствовав удушье, ослабил галстук. Одному тебе пырей мешает, другие сеют. За других я не отвечаю. Несу ответственность только за поля своего колхоза. Скорее никакой ответственности не чувствуешь. Предлагаю, товарищи, за недисциплинированность и безответственное отношение к порученной работе объявить члену партии Ирназарову строгий выговор с занесением в личное дело. Это был в общем-то обычный в работе райкома прием. Кто-то из членов бюро обрушивается на вызванного на ковер с резкой критикой, вгоняет его, что называется, в пот, предлагает строго наказать. Предложения могут принять, могут и отклонить, дать припугнутому человеку время для исправления положения на порученном им участке деятельности. Решающее слово должен сказать первый секретарь. Но как бы ни обернулось дело, уже сам вызов на заседание бюро – своего рода кнут. Абдиляхат понимал, что подстегнуть кое-кого не лишнее, однако на сей раз кнут достался ему самому, причем, по его мнению, несправедливо. Явная недоброжелательность и хамоватость Кыдрасова окончательно вывели его из себя. А Камалетдинов молчал. Согласен с Кыдрасовым. Затмение, вызванное вспышкой обиды, что ли, на атлан Абдиляхата, не дожидаясь решения, не думая о последствиях, он повернулся и ушел из кабинета, где заседало бюро. Выйдя из райкома, направился было к стоянке автомашин, но остановился, вспомнив,
что приехавший с ним главбух колхоза уехал в райфинодел сдавать отчет. Они договорились встретиться потом в заезжем дворе. У райкома под раскидистым осокорем стояла скамейка, Абдляхот присел на нее, закурил, стараясь успокоиться. Разумеется, он знал, что в райком его вызвали не для того, чтобы похвалить, а все же. Обиднее всего для него было какое-то безразличие Камалетдинова к тому, что происходило на его глазах. Раскиселился Абгазизович в последнее время, слишком много воли дает этому очкарику Кедрасову. Похож стал на выброшенную на берег снулую рыбу. А какой был командир! За безоглядную храбрость, за готовность душу отдать ради друзей и боевых товарищей полюбил его Абдляхот, почитал, как отца. И не сказать, что Абгазизович не отвечал ему взаимностью, отвечал. После возвращения Абдляхота из лагеря похлопотал о восстановлении его членства в партии, помог и ему, и Мадине поступить в сельскохозяйственный институт. Главным агрономом колхоза Абдляхот был назначен тоже не без его участия. И Мадину хотел он утвердить в должности главного зоотехника, но она сама отказалась и от авторитетной должности, и от вступления в партию, поэтому до сих пор ходит в заведующих фермой. Да, добрые отношения Аюпа Газизовича к ним незабываемо, но в последнее время Абдляхот не может его понять. Пусть 10 выговоров ему влепит, не это его волнует. Огорчает перемена в близком человеке, его все более заметное отдаление. Может быть, одиночество терзает Аюпа, оттого и раскис, замкнулся в себе. Уехала его Малика и как в воду вместе с дочкой канула. Задержаться, что ли, еще в Таулах, поговорить с ним? Так и так день уже потерян. Может, ему как раз сейчас не хватает дружеского разговора? Вышли из райкома гурьбой члены бюро, заседание закончилось. Попрощались, разошлись. Спустя несколько минут появился и Камалетдинов. Заметил скорчившегося на скамейке Абдляхота, остановился, сказал, не глядя в его сторону: «Ты что, на рожон полез? Мало тебя жизнь научила?» Абдляхот поднялся, чувствуя, что опять его захлестывают обида и злость. Не таких слов ждал он от друга. Выходит, мало. До сих пор не понимал, что человек что-то значит только в стае. Сделаешь самостоятельный шаг, оттобешься от стаи, ты уже никто. Спасибо, товарищ Камалетдинов, сегодня ты дал мне это почувствовать. Во всяком случае, я это хорошо понял. До свидания. Погоди-ка. Голос Камалетдинова прозвучал повелительно, в то же время по-свойски, но Абдляхот не обернулся, пошагал, подгоняемый злостью, по улице, не зная куда и зачем. В возбужденном мозгу теснились беспорядочные мысли. Кто бы мог подумать, что их дороги разойдутся вот так. Только добра желал Абдляхот Камалетдинову даже тогда, когда замечал его полный любви взгляд, обращенный на Мадину, держал себя в руках, не позволяя ревности пустить глубокие корни. В конце концов, ни один мужчина, если у него в груди не льдина вместо сердца, не пройдет мимо красивой женщины, не бросив на нее восхищенный взгляд, не оглянувшись затем назад. Поняв это, Абдляхот простил всем мужчинам, в том числе и Камалетдинову, повышенное, скажем так, внимание к своей жене. Он вернулся из лагеря с подорванным здоровьем и измученной душой, и если бы к этому добавилась еще и сводящая с ума ревность, наверное, совсем бы слег. Устоял Абдляхот. Направил всю силы на учебу, на работу. Рядом подрастал Дауд, напоминая о годах, когда и сам Абдляхот был полон жизни и светлых надежд. А теперь подрастают дочки-двойняшки, подтверждение его взаимной с Мадиной чистой любви. Жизнь продолжается. Может быть, то, что произошло сегодня, ничего не изменит. Он объяснится с Камалетдиновым. Нужно для этого немного выждать. Какие только раны времени лечит. Абдляхотовой, что это ты стоишь у ворот? Айда заходи. Абдляхот удивленно поднял голову. Бэй, Галима Мухаремовна, вы, что ли, здесь живете? Идем. Идемте. Не смог Абдляхот отвергнуть приглашение приветливо улыбавшейся Галимы, переступил порог дома, в который ни сном,
Как говорится, ни духом заходить не собирался. Галима теперь не может пожаловаться на свою жизнь, круто она изменилась с появлением в ней Кайдрасова. Все решила поездка с ним в Уфу на республиканский слет передовых доярок. Конечно, Исаяфу Галима благодарна, он создал для нее особые условия, не гнушался приписок, закрепил за ней самых удоистых коров фермы, благодаря чему безвестная доярка стала героиней, депутатом, сидела за столами, какие другим и не снились. Но Кайдрасов. Кто уговорил ее отправиться, бросив работу в ауле, на учебу в Свердловск, в партшколу? Он, Кайдрасов. Кто после завершения учебы предложил назначить ее заведующей общим отделом райкома партии? Он, Кайдрасов. Кто выдвинул ее на должность третьего секретаря райкома? Опять же он. Разумеется, и самой Галиме пришлось поднапрячься. Легко ли учиться в чужом городе, имея при себе ребенка? Стипендии в партшколе не чета студенческой, но все равно для того, чтобы сносно содержать себя и дочку, денег нужно было больше. Галима нанялась на ночную работу в кочегарке. Работавшая там же русская женщина Надежда Павловна многому ее научила. Эта женщина, когда-то занимавшая видный пост в торговле и отсидевшая за растрату довольно долгий срок, внесла существенные поправки во взгляды Галимы на жизнь и ее поведение. Даже выщипывать брови, в меру пудриться и красить губы Галима научилась у нее. У нее же брала уроки русского языка. Частенько они беседовали о счастье. Как учился Давуд Мичурин, мы не можем ждать милости от природы, взять их у нее, наша задача, говорила, смеясь, Надежда Павловна. Именно взять, голубушка. В любви то же самое. Кто умеет превращать чужое в свое, тот и выигрыша. Мне не повезло, но эх как пожила я, пока была молода. Есть у нас частушка, правда, шуточная, пусть у него, сказать по-русски, 7 по лавкам, милуйся с ним, раз сердцу мил. Вот-вот. Когда-то красивая, а теперь обрюзглая, отечная из-за частых выпивок лицо Надежды Павловны посветлело. В точку ты попала. Ты сообразительна, красавица моя. Тебе нужен хороший мужчина. Если хочешь чувствовать себя королевой, без короля не обойтись. Непременно рядом должен быть король. Не всем женщинам достается такое счастье. Тут Галиме вспомнилась Мадина. Вот ведь, не приложив никаких усилий, вышла замуж за хорошего человека. Ну, победовала, зато теперь живу душа в душу, воркуют как голубки. А я тебе о чем толкую? В широко раскрытых глазах Надежды Павловны обозначилось удивление. У тебя что, нет подруг с приличными мужьями? Есть. Ну так отбери у любой и живи. Мужчина что скотина, где хорошо кормит, мягко стелит, там и остается. Гадима ничего в ответ на это не сказала. Хоть и работали вместе и вроде бы подружились, не раскрылась она полностью перед Надеждой Павловной. Ни об отце своего ребенка Ихсанбая, ни о Саяфе в разговорах с ней не упоминала. Наверно, собеседница принимала ее за неопытную деревенскую простушку. А Галима немножко в мужчинах разбиралась. Они норовят попользоваться тобой, ну и ты иногда пользу из этого извлекаешь. Когда не видна им труба своего дома, они джигиты хоть куда, но едва учует жена, что мужа потянула налево, запрет крепко дверь, не пустит его разок-другой домой, и тише воды, ниже травы становится джигит, а дома своего не отойдет ни на шаг, никакими калачами к себе его уже не заманишь. Знала это Гадима. Однако внимательно слушала поучения Надежды Павловны. Ибо сказано было кем-то из древних мудрецов, выслушай и умного, и глупого, когда-нибудь услышанное от обоих может тебе пригодиться. Мужчины в общем-то все на одну колодку шиты. Кайдрасов, на первый взгляд, готов выполнить любую прихоть Галимы, но попробуй сказать ему, брось свою семью, женись на мне. Сразу охладеет, а там, того и гляди, с должностью ты распрощаешься. Кайдрасова на Абделяхата она натравила, занесся, пользуясь покровительством Камалединова, проучи его как следует. Кайдрасов поколебался, мол, неизвестно,
как на это Аюб Газизович отреагирует, но все же послушался ее. Сегодня, видя, как строптивый тереклинский агроном то краснел, то бледнел перед членами бюро, Галима испытывала злорадное чувство. И это было лишь начало ее мести. За что? За то, что не ей, а Мадине досталось женское счастье, за то, что еще тогда, когда Абделяхут приехал в аул отбирать талантливых ребят и девчин для направления на учебу, на нее, Галиму, несмотря на ее старания понравиться, не обратил внимания и потом ее не замечал. Ничего, зато теперь она заметный человек, весь район под ее дудку пляшет. Вот сидит Абделяхут на ее кухне, смущенно пьет чай. Галима, само радушие, крутится-вертится перед случайно забредшим к ней гостем, придвигает к нему то одно, то другое угощение, выставила на стол и небольшой графинчик. Мужчины в доме нет, так и выпить некому. Галима улыбнулась, отчего на ее порозовевших щеках заиграли ямочки. Давно уж стоит на всякий случай. Вот он, случай, и представился. «Нет-нет, не нужно», — запротестовал Абделяхат. «Я ведь зашел, чтобы не обидеть вас отказом. А иначе не зашли бы. Как сказать? Не принято заходить к одиноким женщинам без особой нужды, не по делу. Ай, Абделяхатовой, уж кого-кого, а вас то в дурных намерениях не заподозря», — прикинулась обиженно Галима. «Такие, как вы, мужчины на дороге не валяются, а того многие женщины и одиноки. Не все такие счастливые, как Мадина». Упоминание о Мадине еще больше смутило Абделяхата. К сожалению, не всегда была она счастлива. Сколько пришлось ей ждать, носить звание жены врага народа. Знаю, Абделяхатовой, все о ней знаю, вместе работали. Кстати, сегодняшнее поведение Камалетдинова объясняется его желанием отомстить ей. Он ведь избавился от своей жены, отправил ее куда-то ради Мадины. Вы ошибаетесь, Галима Мухарямовна. Абделяхат отодвинул свою чашку. Аюб Газизович не такой человек. И Мадина тоже. Эх, агай. И я так думала, пока не попала в здешний круг. Извините, я сказала все это вам как односельчанину, близкому человеку. Ничего. Абделяхат встал, подтянулся к своей шляпе. Спасибо за чай. Когда закрылась дверь за ним, Галима, расхохотавшись, упала на диван. Вот так, подружка моя Мадина. Пока получила ты щелчок по задранному носу, но то ли еще будет. В квартире Камалетдинова утром начали ремонт. Он вспомнил об этом, войдя в прихожую. Надеялся, что дома успокоятся, а тут на тебе. Ремонтники к его приходу уже ушли, учинив в комнатах полный разгром. Вся мебель была передвинута, на полу валялись обрывки содранных со стен обоев, посреди гостиной возвышался ворох старых газет и журналов. И зачем он затеял ремонт? С тех пор, как уехала Малика, все откладывал его, думал, вернется и займется этим она. Не вернулась. Он тосковал по дочке, лелеял надежду на их возвращение. Ведь надежда, по присловию, умирает последней. Чтобы не оставаться наедине со своими грустными думами, Аю полностью отдавал себя работе. Хрущевские реформы, пусть и взбалмошные, дали стране возможность продвигаться вперед то бегом, то кувырком. За компанией следовала компания, подняли целину, повоевали с козами, засеяли даже цветочные клумбы кукурузой, повсеместно разводили уток и кроликов, но наряду с этим строили большую химию, запускали ракеты в космос, триумфально облетел Землю Юрий Гагарин. Все это возродило в народе надежду на скорое наступление светлого будущего. Волна всеобщего энтузиазма подхватила и Аюба Камалетдинова. Так надо, считал он, и в душе гордился своим участием в осуществлении грандиозных планов партии. Правда, его быт оставлял желать лучшего, не хватало семейного тепла, за порядком в квартире следила, обстирывала его и готовила еду приходящая пожилая женщина. У него не было близких, с кем он мог бы пообщаться вне работы, сходить, скажем, в гости, и он все более замыкался в себе. На работе вновь был на коне, его слово ждали, перед ним вытягивались в струнку. Единственным человеком,
позволявшим себе поспорить с ним, был Абдиляхат. Спор обычно начинался с какой-нибудь мелочи и мало-помалу достигал высот общегосударственной политики. Теперь уж поводы, из-за чего они спорили, подзабылись. Одно лишь помнит Аюб Газизович: болевой точкой Абдиляхата всегда было и оставалось отношение к земле. Он, например, считал распашку целины для расширения пассивных площадей ошибкой. «Помнится, — сказал однажды, — эта политика к добру не приведет». Почему? Преобразования в таких масштабах могут обернуться экологической катастрофой. Ты когда-нибудь обжигался, ошпаривался кипятком? Знаешь, что человек, если обожжет хотя бы четвертую часть кожи, может погибнуть? Мы, кажется, говорим о земле. Почва – кожа земли. На Луне ничего не растет, там мертвый грунт. А у земли кожа – живая. Философией, дружок, народ не накормишь. Аюб говорил спокойно, а в душе переживал за друга, из-за языка своего нахлебался лагерной баланды, а все тот же, не изменился. Ладно, еще кто-нибудь другой его не слышит. И издревле крестьянин и себя, и страну кормил, продолжал Абдиляхат. Превращение его в люмпина тоже грозит катастрофой. Уже сейчас народ из деревень бежит в города. Что ему в деревне делать, если не может хлеба с маслом досыта наесться? К сожалению, жизнь подтверждала правоту Абдиляхата. После Целины эпопеи Хрущев провозгласил: отныне советский народ будет волю есть белый хлеб. И в самом деле, некоторое время в столовых хлеб даже выставлялся бесплатно: ешь, сколько хочешь. Но в 1963 году грянула беда. В Казахстане, ставшем главным поставщиком зерна, черные бури на огромных пространствах поднятой целины снесли почву вместе с засеянными в нее семенами. «Природа сама защищает себя», — сказал по этому поводу Абдиляхат. «Ты тоже заставил распахать в районе целины земли. Скотоводство всегда было основой благополучия башкир. Скоро у нас негде будет пасти скот. На земле, кормившей бесчисленные табуны, лошади становятся экзотикой». Спорили они о роли науки, об академиках Вавилове и Лысенко, вновь возвышенным Хрущевым. Насчет Лысенко мнение у Абдиляхата было вполне определенное. Ущерб, нанесенный им науке, не скоро еще мы восполним. В последние годы, пользуясь его, Аюпа, покровительством, что ли, Абдиляхат совсем с привязи сорвался. Превратил поле своего колхоза в площадки для экспериментов, то защищал теорию безотвальной вспашки, то кулисы на отведенной под пар земле испытывал, пытается сеять и убирать урожай, когда и как ему самому заблагорассудится. Теперь вот посевы пшеницы самовольно сократил, без конца конфликтует с Кадрасовым, не признают никакого руководства. Кадрасов тоже хорош. Одна из последних вечерних бесед с ним совершенно лишила Аюпа Газизовича душевного равновесия. «Аюб Газизович, извини, в каких ты отношениях с женой Ирназарова?» — спросил тогда Кадрасов. «То есть? Если я одинок, думаешь?» «Нет-нет, ты неправильно меня понял. Я слышал, Ирназаров из ревности к тебе частенько поднимает руку на жену. Мне жаль ее. Гнусная сплетня. Я Абдиляхата хорошо знаю. Дыма без огня не бывает, Аюб Газизович». Этот разговор стал последней каплей в чаше терпения Аюпа Газизовича. Он не возразил против рассмотрения работы главного агронома колхоза Алга на заседании бюро. Мадина тут была ни при чем. Абдиляхат ведет себя слишком вольно, пусть почувствует, что Камалединов может быть и суровым. Аюб Газизович вскипятил и попил на кухне чаю. Собравшись прилечь в разгромленной гостиной на диван, увидел нераспечатанную запыленную бандероль. «Это еще что?» Сургучная печать не сломана. Судя по почтовому штемпелю, бандероль пришла 8 лет назад. Должно быть, выскользнула из пачки газет за спинку дивана и лежала там, пока диван не сдвинули с места. Адрес написан рукой Малики. Да, ее почерк. Рауза, заперев дом Ишмамата, направилась в сторону дома Ирназаровых. Старость не радость, ноги несли ее грузное тело нехотя. Впрочем, она не спешила. Зачем ей спешить? Она теперь пенсионерка.
Ей как бы ни за что ни про что ежемесячно приносят деньги. Небольшие, но на чай сахар хватает. К этим деньгам добавляется пенсия Шангарея по инвалидности. У Хусайна она ничего не просит и не берет. Хусайн живет в прежнем доме Раузы, в прежнем ее хозяйстве, растит купленного где-то же ребенка будто бы из потомства Саврасова. Теперешние власти разрешают содержать лошадь в личной собственности. Пожить в доме Ишмамата Раузу попросил Хашим. За Шангареем больше некому присмотреть, уж позаботься о нем, тебе это зачтется, сказал он. Рауза согласилась. Для нее что Хусайн, что Шангарей, оба тронутые. Хусайн чокнулся на любви к лошадям, Шангарея хоть повернуть куда хочешь можно. Если и заупрямится, разозлит, то Рауза отходчива, злится недолго. Жалеет она бедняжку с разумом ребенка. Кому он нужен? Стареет Рауза, что будет делать это божье создание, когда ее не станет? Так-то, коль найдешь к нему верный подход, не совсем уж бесполезный он человек, любые ее поручения выполняет. Сама Рауза вот уж сколько лет после увольнения из кооперата ходит в помощницах Абдиляхата. Никто ее не заставлял, сама напросилась. Когда умерла Магинур, Абдиляхат устроил в ее опустевшем доме семенную лабораторию. Старался приспособить к местным условиям разные сорта высокоурожайной, не полегающей пшеницы и ржи, даже арбузы и дыни пробовал выращивать. Походила Рауза 3 месяца в пенсионерках и, не зная куда девать еще не растраченные силы, пришла к нему. «Кустым-туры Абдиляхат», — сказала она, стараясь вложить в свою речь всю грамотность, накопленную на государственной службе. Думала и пришла к выводу, что в ауле дело важней, чем у тебя, нет. Потому что нет ценности выше хлеба. Это тебе не приборка в канцелярии или торговля в лавке. Вижу, маешься ты в одиночку. Поручи всю черную работу мне, а сам читай книги и считай цифры. Спасибо, Раузаупай ответил, улыбнувшись, Абдиляхат. А я-то думаю, в кого уродился Хусайн. Оказывается, его фанатизм идет от тебя. Что ж, работы у меня много. Не стала Рауза допытываться, что означает слово фанатизм. Фанатизм так фанатизм. Она и Шангарея склонила к этому самому фанатизму. Приставила его караульщиком к усадьбе покойной Магинур, превращенной Абдиляхатом в опытный участок. А то спасения нет от окаянных коз. Не зря Хрущев объявил им войну. К слову сказать, Шангарея устроил себе кабинет в бане Магинур, повесив там портрет Хрущева. Крепко взялись они за работу, сил не жалеют. Зато синий Шангарея полын рот всякой вкуснятины, тут тебе и арбузы, и дыни, и яблоки, и груши, даже виноград. Правда, больше, чем сам ест, он угощает дочек Абдиляхата, в особенности Купфхылу. Не жалуется Рауза на судьбу. Кому бы еще доверили столь ответственное дело, каким она занята сейчас? Прежде чем войти на опытный участок, Рауза глянула на Хашимову избу. Остался он жить в избе Гульбану, не последовал за Мадиной и Абдиляхатом в новый дом, построенный во дворе Барсанбики. И родительский дом отдал сыну Касима. Укоренился здесь. И не женился. В последнее время редко показывается на улице, сидит в избе, даже не раздвинув занавески. Впрочем, если бы и раздвигал, не стала бы Рауза заглядывать в его окна. Давно пропал у нее интерес к мужчинам. Ихсанбай, горит он вечно в аду, вызвал в ней полное отвращение к мужскому полу, погасил естественные для женщины желания. Слава Аллаху, душа у нее теперь спокойна. Увидев, что дверь дома Магинур открыта, Рауза удивилась. Ключи есть только у нее у Абдиляхата, а он в это время обычно бывает где-то на полях. Войдя в дом, опять удивилась, Абдиляхат лежал, растянувшись на голой скамье. «Ах, что с тобой случилось, Абдиляхат?» «Ничего не случилось. Ты все горшки во двор вынесла». «Вынесла, как не вынести, раз велено. К Мадине, говорят, какой-то гость, урус, который с вами учился, приехал, уж не от него ли, Кустым-туры, ты решил тут скрыться?» «Гость?» Абдиляхат сел. «Что за гость?» Рауза, сообразив, что он ничего не знает,
умостилась на стуле у двери. Ах. Говорю же, Урус. Урус он и есть Урус. От людей, у которых он спрашивал, где вы живете, я слышала. Лицо, говорят, все заросшее, одни глаза видать. За спиной какая-то длинная сумка, в ней, похоже, что-то есть. На вид не молодой. Ах, иди домой. Где же это видано, чтобы человек средь бела дня улегся спать в конторе? Рауза умолкла, почувствовав, что Абделяхуд в неважном настроении. Не привыкла она видеть его таким подавленным. Последила за ним через окно, пока он не скрылся в своем дворе. Саиф Шамсудинов каждый раз, когда видел Мадину, испытывал противоречивые чувства. В принципе, общение с красивой женщиной каждому мужчине доставляет удовольствие. Но в ту пору, когда Мадина начала работать на ферме, сильного чувства в нем она не пробуждала. Рядом была доступная, налитая, как спелое яблочко, Галима, а худенькая, легонькая, дунет ветер и унесет. Мадина представлялась плодом недозрелым, кислым. Благодаря тому, что долго возглавлял женский, в основном, коллектив, Саиф изучил характеры и повадки женщин. Если женщина, взглянув мельком, затем задержит взгляд на тебя, считай, ты привлек ее внимание. Остальное зависит от тебя. Если же, несмотря на все твои старания, женщина тебя не замечает, значит, тебе ничего не светит. Мадина оказалась из разряда женщин, которые не задерживали взгляд на Саифе, не подавали ему никаких надежд. Этим-то после отъезда Галима из аула и взбудоражило его сердце. Галима доставляла минуты наслаждения, возносившие его в небеса, а Мадина своей недоступностью причиняет боль. Больше того, неравнодушное отношение к ней обернулось для него равнодушием к другим женщинам. Кто же, в виде румяный персик на ветке, подтянется к зеленым яблочкам на картофельной ботве? Вон она, Мадина, идет к правлению, глянула на окно его кабинета, должно быть, возникла у нее нужда в нем как председателя колхоза. Ах, какая у нее фигура! Как она идет! Не идет, лебедушкой плывет. За что, за какие заслуги Всевышний, если он есть, отдал Мадину Абделяхуту? Бабушка читала Саифу в детстве книгу, героиня которой Зулейха рисовалась ему такой вот красавицей. Если бы судьба не забросила в Теряклы женщину по имени Шахарбану, не увидел бы Саиф Мадину и прожил жизнь спокойно, без душевных бурь. Внезапной вспышки ярости, его неуравновешенность связаны с этим. Понимает Саиф, что часто бывает несправедлив к Абделяхуту, но ничего поделать с собой не может. Ревность не дает покоя. Сгинул бы уж Абделяхут в лагере и все было бы проще. Так нет, вернулся, да еще институт окончил и гнет тут свою линию. Если б не поддерживал его Камалединов, давно свернул бы Саиф ему шею руками Галимы. Услышав шаги на лестнице, ведущей на второй этаж, Саиф поднялся, будто бы торопясь выйти из кабинета, столкнулся с Мадиной на пороге. «Ой, чуть не сбил тебя с ног». Приобнял ее за плечи, как бы извиняясь за свою неловкость. «Ничего», — сдержанно ответила Мадина. «Хорошо, что застала вас на месте. Я сам собирался вызвать тебя», — сказал Саиф, вернувшись в кабинет. «Почему ты не была на утренней планерке?» «Да, не смогла. Гость приехал к нам издалека. Вроде не сезон сейчас в гости ездить. Говорят, смерть и гость могут прийти в любое время. Это так. Ну, как идут дела на ферме? Готовитесь к переезду в летний лагерь?» «Готовиться-то готовимся, но у нас зоотехника мнения насчет места для лагеря разошлись. Я считаю, что сначала надо перегнать стадо подальше, в межгорье, где травы богаче, а к осени, когда медведи начнут баловаться, передвинуться ближе к аулу. Не знаю, не знаю». Саиф склонялся к такому же решению, но зоотехник упрекнул его в том, что ходят на поводу Мадины, и он заколебался. «Чего ж тут не знать? Вы сами заведовали фермой, не вам объяснять, что молоко у коровы на языке. Но я сейчас пришла по другому вопросу. Не разрешить ли мне день-другой отдохнуть? Гостя надо принять, как положено».
Просьба была необычна, не по делу. Мадина смутилась, отчего ее смуглое лицо вспыхнуло, стало еще привлекательней. Саяфу хотелось как-то выразить, насколько она ему нравится, но он понимал, скажи ей что-то лишнее и она тут же замкнется, лишит его даже такого вот неофициального общения. «Ну, раз надо», — проговорил он. «Возьму ферму под свой контроль. Гость-то хороший человек, очень хороший. Наш общий с Абделяхотом давний друг. У красивых женщин, Мадина Ханум, друзей не бывает. Только поклонники. Спасибо за комплимент. На складе есть свежее мясо. Для работающих в поле приготовили. Давай выпишу тебе для гостя. Спасибо и за это». Мадина опять покраснела. Но надобности такой нет. Бабушка Бурсенбика, кажется, уже позаботилась насчет мяса. «Запятай, вот и хорошо, что не выписала колхозное мясо», — сказала Бурсенбика, дождавшись возвращения Мадины исправления. «Я несу ягную овечку дома оставила, попроси кого-нибудь из соседей зарезать». Редкие люди, перед кем светлеет лицо Бурсенбика, для кого сама она готовит угощение. А сегодня засучила рукава, приготовилась замесить бешбармак. И для пирога, и для бульхака тесто сама приготовит. Мадина, конечно, тоже мастерица по этой части, но сильно взволновал ее неожиданный гость, как-то растерялась она. А если у женщины душа неспокойна, тесто это чувствует, вбирает в себя ее переживания. Замечено ведь, что еда, в зависимости от того, кто ее готовит, способна и породить болезнь, и исцелить больного. Если жена ненавидит мужа, он может отравиться обыкновенной, приготовленной ею пищей и даже умереть. Еда, сваренная в столовой, наполняет желудок, а душу не насыщает, не хватает в ней сердечного тепла. Бурсенбике, приехавший издалека гость, с первого взгляда пришелся по душе. Горшок с маслом, говорят, нетрудно определить по внешнему виду. Так и тут. По лицу гостя видно, что он хороший человек. Иначе разве отыскал бы столько лет спустя товарищей по учебе? Мадина рассказывала, что в самое тяжкое для нее время, перед отъездом из Москвы, он продал свою скрипку, чтобы снабдить ее деньгами на дорогу. Абделяха тоже очень гостю рад, живо баню истопил, крепко его попаре, лежит сейчас в горнице, отдыхает. Господи, есть все-таки на свете люди, хранящие в душах доброту. После бешбармака попили чай со сладким пирогом, и Мадина, вымыв и прибрав посуду, легла на свою кровать за занавеской. Девочки уже заснули. Бабушка, сотворив вечерний намаз, посидела у окна, пока совсем не стемнело, и тоже растянулась на своей постели. Не ложились только Абделяхот с Давидом. Они устроились в летней кухне. Абделяхот спиртное на дух не переносит. А сегодня купил ради гостя. Вот ведь судьба. Оказывается, и Давид прошел через сталинские лагеря. Строил в Сибири железную дорогу. На каждом, говорит, километре дороги оставили по трупу. И у него здоровье расшаталось. Освободили его намного позже, чем Абделяхота. Семья, детей у него нет. Вот, говорит, и разъезжаю по стране, навещаю старых друзей. Нина радуется, что у Абделяхота жизнь ладилась. Любуется их девочками. Сразу заметил сходство Кукхылу с матерью, а Абделяхот за столом вел себя как-то странно. Смотрел на Мадину то влюбленно, то как бы враждебно. Что с ним случилось? Почему вернулся из поездки в райцентр сам не свой? Подумать, что нервничает из-за выговора, так не из тех он, кого такая малость приводит в отчаяние, испытание пострашней пережил. Мадине наутро надо встать рано, к табуну, а сон ее не брал. Петух пропел первый раз, затем второй. Скрипнула дверь. Абделяхот тихо вошел в комнату. Сел на стул возле кровати, начал раздеваться, тяжело дыша. Мадина отодвинулась, освободила место для него. «Не спишь?» По голосу Абделяхота Мадина поняла, что он напился. «Не спи. У меня душа горит». «Думаешь, пьян?» «Нет. Я все понимаю. Сердце. Ты знаешь, где находится сердце?» «Абделяхот, не шуми. Ты в самом деле пьян.
А тебе нужен трезвый муж, такой, как Камалединов. А, мадам, ты что, хочешь, чтоб я встала и ушла?» Мадина, разозлившись, приподнялась. «Лежи, лежи. Я сам уйду. Я ведь мужчина. Мужчины женщин, какие бы ни были, должны уважать». Мадина не находила, что сказать. Таким мужа еще никогда не видела. А он и впрямь натянул обратно одежду и ушел. Невеселое для Мадины выдалось утро. Абделяхот, поспав несколько часов в летней кухне рядом с Давидом и, видимо, немного протрезвев, оседлал свой иже, укатил на поля. Не поднял глаз на Мадину, ни слова не проронил. Мадина старалась не выдать свое настроение гостю. Благо, занялась им бабушка, принялась почивать, как только он проснулся. И чем это он так покорил нелюдимую Барсенбику? Зная она русский язык, наверное, их разговору не было бы конца. Мадина еле успевала переводить их слова друг дружке. Давид интересовался и здешними обычаями, и песнями, и растительным миром. Попив чаю, вышли в сад. Давид взял с собой скрипку. Встал под цветущей черемухой, глянул, сузил глаза, на Мадину и бабушку с девочками, коснулся смычком струн. Зазвучала пронзительная мелодия. Широкая гамма чувств сливалась в ней воедино. Надежда, любовь, восторг, ожидание, тоска, отчаяние. Мелодия оборвалась на трагически высокой ноте, как будто сердце, вмещавшее все это, вдруг разорвалось. Мадина закрыла лицо ладонями. «Давид, ты должен жить. Извини, Мадина». Голос Давида задрожал. Он торопливо достал из кармана сверточек, развернул и протянул ей золотой браслет. «Вот. Я у охранника. Отыскал его спустя много лет и попросил вернуть тебе. Давид, ты же, наверное, все свое состояние потратил, чтобы выкупить его». Разобравшись, что произошло, Барсенбика благодарно притронулась узловатыми пальцами к плечу Давида. «Спасибо тебе, святая душа. Мадина, впервые со времен моей прабабушки Бандабики пара заветных браслетов будет украшать одно запястье, твое. К тебе переходит сила духа наших предков, тебе было предназначено вернуть счастье нашему роду. Переведи мои слова к гостю, он – Божий посланник. И спой ему. Он жаждал услышать твою песню, ради этого пересек много рек». Мадина выпрямилась. Постояла немного, задумавшись, и запела ту песню, которую пела Давиду в Москве, прощаясь с ним, Ашкадр. Тогда она вложила в старинную мелодию боль, порожденную арестом Абделяхота, и печаль, вызванную расставанием с другом. Теперь ее душевный опыт пополнился многими другими переживаниями. Долгим ожиданием любимого, томившегося в гулаговском аду. Радостями и горестями материнства. Одна тоска сменилась другой, по сыну, по Дауту. Может быть, и неожиданная размолвка с мужем из-за глупой его ревности сказалась на ее песне. И на то, о чем рассказала скрипка Давида, она должна была ответить. Поэтому Ашкадр прозвучал несколько иначе, чем много лет назад в Москве, но не менее проникновенно. «Это не вмещается в моем сердце», — Мадина сказал Давид. По его лицу, по бороде катились крупные слезы, то ли счастливых, то ли горьких. Радость, вызванная приездом гостя, преобразила Барсенбику. Она словно сбросила со своего девятого десятка 30-40 лет. Принудила одряхлевшее тело двигаться легко, забыв о боли в суставах. Повязала на голову белый платок, надела давно забытое цветастое платье с оборками, чем произвела сильное впечатление на правнучек-двойняшек. Тхылу, всегда готовый улизнуть куда-нибудь, трется около нее. А Кутхылу липнет к Давиду, совсем свыклась с его присутствием. И Хашем, постоянно занятый чем-то в своей избе, зачастил в их двор, оживился, старается чем-нибудь помочь старухе, дров наколет, в воду занесет в летнюю кухню. Барсенбика шутит. «Что это ты пасашком обзавелся? Сейчас на 3 ногах, а в моих годах на 4 станешь ходить. 11 ты», смеется Кюнхыл, «дедушка будет, как младенец, на четвереньках ползать».
Эх, была бы жива ваша бабушка Гульбану, я бы еще любого жеребца мог объездить. Бурсенбика накрывает сухой ладошкой его подрагивающую руку, которой он опирается на пасашок. Живи, вознося благодарение небесам. Ты не одинок. Посмотри на кюнаки с кукеней, это цветы вашего с Гульбану посева. А лучше, вернула Бурсенбика русское слово, приведи нам запряженную лошадь. Сегодня женщины аула выйдут на Каргатуит-25, свозим туда гости, покажем наш праздник и обычаи. На поляну леса, где уже разгорался праздник, они приехали около полудня. Распрягли в сторонке лошадь, поставили треножник для казана, разожгли костер. Радовали глаз земля, покрытая юно-зеленью, деревья, раскрывшие клейкие листочки. Рядом журчала, пела по-своему полноводная еще речка, над головой подкинутым в небо колокольцем звенел жаворонок. Все это доставляло удовольствие, возбуждало участников праздника, выливало в их сердце жизненную энергию. Хашим разулся, прошел, откинув пасашок, по зеленой травке босиком. Давид, несколько стесняясь, последовал его примеру, окунул белые, будто никогда не видевшие солнца ступни в холоднющую воду ручья. Девочки сразу побежали к гурьбе девушек, подхватили их песню. Возвращаются к нам птицы. Отступили холода. Поиграть, повеселиться мы пришли сейчас сюда попросить у поля хлеба. Попросить дождей у неба. Мы пришли сейчас сюда. Птиц, как прежде предки наши. Угостить грачинной кашей мы пришли сейчас сюда. Давид, оглядев собравшихся, удивленно спросил: «А почему здесь нет мужчин?» И сам себе ответил: «А, понимаю, ислам. Вера не разрешает». «Ислам тут ни при чем», — возразила Мадина. «Это древнеязыческий праздник, доживший до наших дней, как, например, Масленица у русских. Почему же в таком случае нет мужчин? Видимо, потому, что праздник зародился во времена, когда в наших родах главенствовали женщины. Мы – потомки женщин-воительниц. Судя по преданиям, которые пересказывала мне бабушка Бурсенбика, они держали в страхе приморские царства, сражались с воинами Атилы. Ты хочешь сказать, что вы – потомки амазонок? Да, можно назвать наших прапра. Не знаю, сколько раз надо повторить это про. Обрати внимание на старинные наряды пожилых женщин. Это воинская одежда. Монеты на головных уборах и нагрудниках, накладки на плечах не просто украшения, они играли ту же роль, что и кольчуги. Со спины воительницы были защищены от сабельных ударов накосниками. Удивительно. Я среди амазонок по-детски обрадовался Давид. Здорово придумано, наряд и красив, и удобен для защиты в бою. А мужчинами они что, пренебрегали? Они были и физически, и духом сильны, мужественны и самостоятельны. Это теперь на женщину смотрят как на прислугу, обязанную подчиняться мужчине. А тогда считалось, что мужской пол нужен лишь для продолжения рода. Времена изменились, верх взяли мужчины, но башкирки поныне не утратили свободолюбия, даже после принятия ислама, заметь, никогда не носили паранджу. Мадина, ты уж, подражая своим прапрабабушкам, не обижай моего друга Абделяхата, пошутил Давид. Я его люблю, серьезно ответила Мадина. Между тем к бабушке Бурсенбике подошли ребятишки, распевавшие песенку. Дождик, землю полей. Сил своих не шали. Я козу под нож пущу. Всех тут мясом угощу. Каждому достанется и тебе останется. Мальчишки и девчонки по отчаянии, взобравшись на деревья, изображали ворон. Кар, кар. Из котлов валит пар. Налетай все, кто есть. Вкусной каши поесть. Бурсенбика принялась угощать маленьких певцов, складно приговаривая: всем, метку по глотку, после меда, ясно, надо отведать масла, а вот и корот, так и просится в рот. После того, как наелись кашей и остатки разложили на видных местах для птиц, не скоро еще разошлись. Пели, плясали, затевали веселые игры, привязывали, высказывая свои желания, к веткам старой лиственницы разноцветные ленты и тряпицы.
Бурсенбика и ее спутники, устроившись в тенечке под вязом, опорожнили уже несколько чайников вскипяченного на костре чая, вернее, кипятка, в котором старуха заваривала разные травы. Мадина пододвигала гостю приготовленные бабушкой угощения, пирожки с ягодной начинкой, несколько видов сливочного масла, объясняя ему: это с молотой черемухой, это с вишней, это с плодами шиповника. Ешь, Давид, ешь, а то потом будешь сожалеть. Я уж и так лет на 20 помолодел. Пусть останется жить у нас, места хватит, предложила Барсенбика. Нет, спасибо, не могу. Надо дела мои привести в порядок. Много мелодий сочинил, может быть, удастся издать их книгой. Понимаю, сказала Барсенбика. Но на здоровье бы укрепил. Здоровье-то у тебя не очень крепкое. Верно, неважное у меня здоровье, поэтому и должен поторопиться. Мадина задумчиво смотрела на огонь костра. Обязанности переводчика взял на себя Хашим, старался передавать всю тонкости родного и русского языка, и получалось это у него не хуже, чем у Мадины. Русским он владел неплохо, не зря ведь в молодости его прозвали Урус Хашимом, а потом еще войну прошел. Пепельно-серое лицо Давида на природе, на свежем воздухе, кажется, немножко порозовело. Бурсенбика распорядилась. Мадина, капни в чай гости настой из голубого чайника. Довольно. Выпей, Дауд, потом полежи, закрыв глаза. Эта травка сил тебе прибавит, дыхание облегчит. Я ее давно искала, оказывается, здесь растет. Бурсенбика и сама прилегла, уместив иссохшее тело на небольшой стеганой подстилке и подушке с думкой. Давид, глянув на нее, сказал: «Удивляюсь я, ты, бабушка, никаких учебных заведений не окончила, а как мудро мыслишь, понимаешь жизнь. Для понимания жизни не надо оканчивать какие-то заведения, сынок. Чтобы открылась ее сущность, надо разобраться в своей сущности. Поняв себя, понимаешь и всех людей, весь род человеческий. И ты все поняла? Я? Где там?» Бурсенбика села. «Но у меня есть внучка. Вот она поймет больше, чем я». К ней вернулись оба браздета, амулеты нашего рода. Это добрый знак. День клонился к вечеру. Народ мало-помалу начал расходиться. Заржала нащипавшаяся травы лошадь, должно быть, захотела пить. Прибежали наигравшиеся двойняшки, набросились на чай. Я, наверное, утомил бабушку. Но перейди уж еще несколько вопросов. Давид просительно посмотрел на Хашима. Я побывал во многих селениях, но только в одном увидел действующий Божий храм. А народ, по-моему, все-таки духовно здоров. Как это понять? Хашим перевел. Повеяло холодком, Бурсенбика накинула на плечи кашемировую шаль, протянула руки к костру. Да, у нас в ауле нет мечети. Но, как я понимаю, Божий храм – это сам человек. А вы, башкиры, живете кучно, храните свои обычаи, свои предания, песни. Политика, направленная на слияние наций в одну, как будто не коснулась вас. Во всяком случае, несмотря на сравнительную малочисленность, вам удалось сберечь свою национальную самобытность. Вам можно позавидовать. Я думаю так, наша вера и совесть, в наших преданиях, в наших песнях. Сейчас во многих школах не обучают родному языку, и дети его забывают. Не от нас это зависит. В Теряклах дух народа поддерживает хор, созданный Мадиной. А такие, как она, певицы и певцы, продляют жизнь нации по меньшей мере на 100 лет. Огонь зажигается от огня. Семейство Барсенбики отправилось домой, когда весь остальной народ, собравшийся на праздник, уже разошелся. Запрягавшего лошадь Хашима удивило овладевшее ею вдруг беспокойство, она застригла ушами, нервно затопталась в оглоблях. Едва выехали на дорогу, рванулась, не ожидая понуканий, в сторону аула. Хотя Хашим не знал, чем объясняется поведение лошади, была у нее причина для беспокойства. За речкой, под скалой, в небольшой пещере, прикрытой зарослями чильги, обитали потомки Кукбури. Самой Кукбури, рожденного ею Белолобова, давно уж нет, но их отпрыски народили новые поколения волков,
Те размножились в свою очередь. Очень похожая на Кукбури волчица, назовем ее молодой Кукбури, устроила логово под скалой и родила в нем 5 волчат. Когда неподалеку появились и расшумелись люди, выводок затаился в логове. Волчица лежала поперек выхода из пещеры, перекрыв путь из нее. Однако один из волчат, завозившихся возле ее сосков, самый крепкий и любопытный, воспользовался тем, что мать задремала, залез на ее брюхо, перекатился за спину, вылез наружу и, не оглядываясь, побежал к речке. Неодолимое желание посмотреть, что за существа собрались на поляне, взяло верх над страхом, побудило волчонка перебраться на противоположный берег. Быстрое течение подхватило его. Волчонок инстинктивно забарахтался в воде, заработал лапами и в конце концов выбрался на сушу ниже того места, где собрались незнакомые ему существа. Мокрый, продрогший, испуганный, он закрыл глаза и заскулил. «Гляди, щеночек!» Из речки вылез. Тонкие, пахнущие цветами пальцы обхватили дрожащего волчонка, подняли, накрыли чем-то. Он почувствовал тепло и биение трепыхавшегося, как принесенный матерью зайчонок, сердца. Но тут послышалось угрожающее рычание. Пальцы рожались. Волчонок, падая на землю, благо, было невысоко, успел увидеть, что существ, прикасавшихся к нему, было 2. Существа эти, источавшие запах цветов и еще какие-то вкусные запахи, мгновенно кинулись прочь. Затем рядом появилась его мать. Она ухватила волчонка зубами, в несколько прыжков перемахнула по валунам через речку и вернула его в логово, где все запахи были знакомы. Камалединов смотрел на лежавшую перед ним бумагу, не веря своим глазам. Району спустили дополнительное задание по сдаче мяса. Срок – 15 суток. Только что завершилась зимовка скота. Лишь в немногих хозяйствах прошла она более-менее благополучно, а в тех, где кормов было в обрез, скот сильно отощал. Поэтому райком торопил руководителей колхозов, чтобы скорее перевели его на пастбищное содержание. Сдавать истощенный скот на мясо, лишь губить его. Осенью, пожалуйста. Бычки нагуляют вес, дойное стадо пополнится стельными телками, можно сдать, выбраковав, старых коров. А сейчас придется сдать и телок, и коров, которых браковать еще рано. Что делать? Плановые задания, закон, попробуй не выполнить. Посидя в опустевшем здании райкома в тяжком раздумье, Аюб Газизович раскрыл папку, в которую вчера вложил письма Маликис, пролежавшие за диваном 8 лет бандероля. Писала письма, не отсылала, а потом собрала и отправила все вместе. Аюб Газизович взял их с собой, чтобы перечитать, когда выпадут свободные минуты. Сейчас вот самое время. Может быть, найдет в них слово, способное облегчить его душу. Из рамы на стене на Аюба Газизовича смотрел бровястый генсек. Под портретом – лозунг «Партия, ум, честь и совесть нашей эпохи». Ранее на этом месте висел портрет лысого вождя, и слова на лозунге были другие: «Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме». А еще раньше – портрет отца всех народов, лозунг под ним гласил: «Если враг не сдается, его уничтожают». Как всегда, на левой от стола стене висит портрет Ленина. Он неизменен. Каждый из этих портретов и лозунгов Аюб Газизович воспринимал как должное, и только подспудно точила его мысль: такая большая у нас страна, а не может прокормить себя сама, завозит сельскохозяйственную продукцию за границей в обмен на нефть, золото, лес. Тяжелым бременем на сельском хозяйстве лежат цены на технику, большинство колхозов убыточно. Выращенное на своей земле зерно выгребается из колхозных амбаров почистую, а все равно его не хватает. А теперь вот и фермы будут разорены. Горестно вздохнув, Камалединов начал перечитывать письма на слегка пожелтевших уже листках. Первое письмо. Аюб, дорогой мой, знаю, что давно ждешь письма, потому что и я на твоем месте ждала бы. Знаю, тебя интересует здоровье дочки. Нет, не интересует, а тревожит, не дает, наверное, покоя. Когда уезжала, думала,
что буду писать тебе каждый день. Но еще до того, как доехал он до Кызылкаши, на берегу здешней реки Туш началась череда неожиданных событий, как будто то, что я должна была пережить, поджидало меня на этом берегу. Альп, я не писала тебе не потому, что не хотела, а потому, что трудно было решиться. Сейчас пишу. Пишу, но не знаю, буду отсылать письма или нет. Главное, что меня страшит, ты не знаешь меня, мое прошлое. Смогу ли открыться в письмах так, чтобы ты понял меня? А может, и нет надобности в этом. Но, с другой стороны, со мной твоя дочь, твоя кровинка, единственное дорогое тебе существо. Вот она, нагулявшись в лесу, набегавшись, спит. Когда спит, еще больше похожа на тебя, у нее один глаз тоже не до конца закрывается. На этом прервусь. Целую, люблю. Малика. Второе письмо. Альп, дорогой. Тебя, наверное, прежде всего беспокоит то, что Флорида не разговаривает. Иначе не отпустил бы нас к черту на кулички, поверив старухе-знахарке. Да, девочка наша заговорила. Помогло ей, кроме подсказанного знахаркой ритуала, и многое другое. Но сразу скажу, старуха на самом деле обладает даром ясновидения. У дома, где я родилась, и вправду стоит странное дерево. На него не садятся птицы, под ним не растет ни одна травинка. Смерть моей матери, несчастье, преследовавшее семью, здешние старики связывают с этим деревом. Страшное дело, оказывается, творились под ним. Во время гражданской войны превратили его в виселицу. Проклятие умиравших в петле дерева впитало в себя, стало черным, как адская головня. Я носилась Флоридой воду из речки, поливала его корни, просила простить нас, людей. Но Флорида заговорила позднее, когда мы поселились в лесу Павла с Игорем. Об этом напишу позднее, пока прощай. Целую, люблю. Малика. Третье письмо. Альп, дорогой мой. Написать о дереве я написала, но понял ли ты меня? Люди твоего круга смотрят на такие вещи как на суеверие, мистику, потому что забыли язык природы или вообще не знали его. Я, Альп, не образована как ты, не умею мыслить, как ты, стыдилась своего невежества. Но я видела, как здорово ты рисуешь, и думала, если бы я приехал сюда, в Сибирь, то раскрылся бы в объятиях природы в нем талант художника. Теперь сомневаюсь в этом. Смотрю на репродукции картин Шишкина, Айвазовского, Крамского, изумляюсь их способности чувствовать природу. Они словно разговаривают с ней на ее языке. Не каждый человек такой способностью наделен. А вот твоя дочка, кажется, наделена, понимает язык из старого кедра и молоденькой сосны. Спрашиваю нее, почему нарисовала дерево так, а не иначе. Она объясняет, как живет, чего хочет это дерево. Да, Альп, и деревья, как люди, оказывается, очень разные. У каждого творения свое предназначение. К слову сказать, если бы меня после рождения не отдали тетке, вряд ли я сейчас жила бы. Всевышний, видно, счел нужным сохранить мою жизнь, чтобы распустились бутоны заложенных в меня новых жизней. Впрочем, ты ведь не знаешь, что до Флориды я родила еще одного ребенка. Но на сегодня хватит. Целую. Малика. Четвертое письмо. Дорогой мой Альп. Не поступила ли я опрометчиво, написав в предыдущем письме, что у меня до Флориды был еще один ребенок? Не вызову ли сумятицу в твоей рассчитанной по минутам жизни, в твоих дисциплинированных, как солдаты в строю, мыслях? Хотя я ведь уже писала, что не знаю, отошлю ли эти письма тебе. Одно я знаю, ты не только правильный, но и порядочный человек. Поэтому хочу, чтобы между нами не осталось места недопониманию. Я не допытывалась, почему ты женился на мне, увез с собой из Москвы. Это твое дело, твое решение. Почему согласилась я, уже другой вопрос. Я думала, выйдя замуж за тебя, изменю свою жизнь. Так оно и вышло. Но так просто избавиться от прошлого, оказывается, невозможно. Привезя из Москвы и заперев Малику в своей квартире, ты нашел для нее место в своем сердце, а для ее прошлого не нашел.
Ни разу не спросил, не поинтересовался им. Любил ли ты меня? Не колеблясь, могу сказать, любил. Это для тебя неожиданность? Тебе смешно? Пока. Твоя Малика. 5-е письмо. Дорогой Альп. Заранее прошу прощения, если это письмо окажется длинным. Я многое должна прояснить, не только для тебя, но и для себя. Помнишь, я сказала тебе, что выставила из нашей квартиры возвращавшуюся из Москвы беременную Мадину? Думаю я об этом, думаю и прихожу к мысли, что это был, наверное, самый большой в моей жизни грех. Правда, первый тяжкий грех я совершила, когда мне было 16 лет, вступила в интимные отношения с мужем моей тетки, вырастившей меня. Сначала я винила в этом только цеплявшегося за каждую юшку езны. Но я и сама была уже физически зрелой девушкой. Ума еще нет, а тело созрело. Может быть, это и подтолкнуло его, он изнасиловал меня, когда я лежала, приболев, а потом уж я не противилась. Ну, это еще можно понять. Тетка выгнала меня из дома, бросила девушку на последние месяцы беременности на произвол судьбы, вот это уже в голове у меня не укладывается. Павел говорит, что слово «грех» по-гречески имеет значение «промахнуться». Кто в молодости не промахивался? Не зная, куда податься, расстроенная до затмения разума, я случайно угодила в колонну заключенных, попала в их список, родила на этапе. Пуповину ребен, перерезал Павел, он и понес младенца. Когда проходили через какую-то деревню, мне кинули краюшку хлеба, она отлетела на обочину дороги, Павел рванулся за ней и упал на снег, сраженный пулей охранника. Колонну не остановили, погнали дальше, он остался лежать там с моим ребенком. Потом жизнь закружила меня, как щепку. Лагерь со всеми его ужасами. Выйдя на свободу, поехала в Москву, надеялась устроиться там, а она сунула меня в другой лагерь, лагерь проституток. Может быть, я давно уж рассказала бы тебе обо всем этом, если бы тебя интересовало мое прошлое. Сейчас еду, Маю, что ты кое о чем догадывался и боялся разоблачения своей жены, второй твоей половины. Да-да, боялся. И я этого боялась. Твой страх был сильней, ты мог оказаться меж двух огней, с одной стороны система, которая подчинила каждую твою клеточку, инкубатор рабов, сталинизм, с другой – я с моим неправедным прошлым. Флорида зародилась в тисках этого страха и ненависти. Ненависти отца, жаждавшего отомстить убийцам своих родителей, и ненависти матери, которая проклинала свою тетку и езны, кинувших ее в ад живьем. А коли так, могла ли она видеть спокойные сны и научиться разговаривать, как нормальные, зачатые в любви дети? Ты, Альп, не был счастлив со мной в постели, если и был, то редко, потому что представлялся мне одним из насильников, скотов, пользующихся женским телом для того, чтобы удовлетворить свою похоть. Мое отвращение к тому, что называют занятием любовью, передалось и тебе, и ты лишил меня близости в постели. Отношение окружающих к тебе, говорит Павел, это отражение состояния твоей души. И наоборот, состояние твоей души определяется отношением к тебе окружающих тебя людей. В твоем, Альп, охлаждении ко мне виновата я, тут двух мнений быть не может. Душу Флориды исцели, ли Павел и мой сын Игорь. Исцелили любовь, природа, ощущение свободы. Сейчас Флорида сладко спит, прижавшись к Павлу. Рядом с ней кошка, во дворе ее друзья, собака и олененок. Игорь с нетерпением ждет, когда сестренка проснется, они собираются отправиться в путешествие по тайге. Ты, наверное, понял, Альп, я нашла здесь сына, которого считала погибшим, и его спасители. Та пуля ранила их обоих, у обоих осталось по одной руке, но они выжили. Павел сохранил мой платок с вишенками по синему полю, я завернула в него младенца. Игорь его очень берег. Они жили, как отец с сыном, с парой рук на двоих. Теперь добавились мои Флоридины руки. Павел сделал мне предложение выйти за него замуж. Дал время на раздумья. Сегодня ждет ответа. А я колеблюсь. Смогу ли я добавить света в его жизни?
Для того, чтобы решиться на такой шаг, одной лишь жалости к человеку и даже искренней благодарности мало. Я должна любить. Но полюблю ли его? Павел мне близок. Это чувство зародилось еще тогда, когда я шла в колонии заключенных, поддерживаемая его рукой. И я его нисколько не боюсь. Тебя боялась, а Павла – нет. Игорь его называет папой, считает родным отцом, вслед за ним папой стала называть его и Флорида. Папа – первое произнесенное ею слово. Зачем я пишу тебе об этом? Чтобы получить решение или благословение. Но когда я уезжала, ты сказал, ты свободная, Малика. Ни на одном лишь свидетельстве о браке держится семья. Тебе, наверное, оформить развод не позволит твоя работа, ставшая твоим естеством. Для меня бумага с печатью – не самое главное. Пожалуй, я приму предложение Павла. И не потому, что хочу стать замужней. Просто иногда хочется положить голову на чьи-нибудь колени и полежать, беспечно глядя в небо. Прощай, Малика. 6-е письмо. Дорогой Аюб. Прошло много времени с тех пор, как я написала последнее письмо. Ни одно из них я не отослала. Не знаю, как ты ко мне относишься. Говорят, от любви до ненависти один шаг. Однако я не думаю, что ты настолько жестокосерден, чтобы люто возненавидеть меня. Судьба все же стала благосклонней ко мне. Что такое судьба? Не цепь ли случайностей? Я повстречалась с тобой случайно. К счастью, это произошло или напротив, покажет будущее. Флорида пока что подрастает здоровой красивой девочкой. Надеюсь, не заблудиться в жизни, как я. Она хорошо ориентируется, по крайней мере, в тайге. Какую бы сторону ни пошла, безошибочно приходит домой. В конце марта у меня родился еще один сын. Он почему-то похож на тебя. Сказала об этом Павлу, а он, значит, ты очень хотела родить Аюбу сына, похожего на него. Может быть, так оно и есть? Видел бы ты, как Павел радуется, прижимая ребенка к себе. В семье у нас все обстоит благополучно. Игорь женился, скоро стану бабушкой. Аюб, я записала Флориду на фамилию Павла, чтобы вся семья носила одну фамилию. Так будет лучше. В материальном отношении мы живем неплохо. Ни в чьей помощи не нуждаемся, ни у кого ничего не просим. Может быть, и ты уже создал новую семью. Я желаю тебе счастья. Наверное, больше писать тебе не буду. Павел никому зла не желает, но таких, как ты, ярых коммунистов считает слепцами, которых ведут слепые поводыри. Возможно, тебе лучше оставаться слепым, а то, прозрев, увидишь, что не только король, но и сам ты, голый. С приветом издалека прежде близкая тебе Малика. Дочитав последнее письмо, Камалединов стиснул руками голову. Вот и финал. Может быть, для того, чтобы одолеть его, присланная Маликой бандероль 8 лет пролежала под диваном. Теперь стало ясно, почему на все запросы о местонахождении жены и дочери Абгазизович получал один и тот же ответ: не удалось установить. Они, оказывается, сменили фамилию. Веру, предстоящий путь и жену человек выбирает сам, говорила когда-то одна из воспитательниц их детдома. Сейчас Аю понял, веры у него нет, предстоящий путь не ясен, жена ушла к другому. Семья требует самопожертвования ради жены, ради детей, а он ставил интересы партии выше личных. Утешался тем, что и у вождей семейная жизнь не заладилась, у Ленина не было детей, жена Сталина застрелилась, жены Калинина и Молотова, занимавших высшие государственные посты, были репрессированы как враги народа. Поскольку вырос в детдоме, Аю придерживался внушенного ему мнения, что его дом – вся родина. А теперь оказалось, что у него нет никого, перед кем он мог бы раскрыть душу и облегчить ее в такие вот минуты отчаяния. Абделяхат. Вот кого не хватает ему. Но и с ним отношения испортились. Камалединов карандашом в серебряной оболочке, оставленном у него Лидией Николаевной Башкирцевой, несколько раз машинально начеркал на лежащем перед ним листке имя Абделяхат. Перед его глазами представали то Лидия Николаевна, мелькнуло лицо Мадины, смотревшей то ли испытующе, то ли удивленно.
На столе лежал еще один листок бумаги, с доносом на Абделяхата и Мадину. Ирназаров вместо того, чтобы заниматься полеводством, не вылезает с крохотного опытного участка. Вдобавок в горячую пору Сева устроил у себя с подозрительным приезжим пьянку, ночь напролет орали песни и матерились так, что было слышно на улице. Его жена тоже ненадежна, под предлогом занятий с хором морочит людям голову пережитками прошлого. А ее бабушка дает правнучкам запрещенные законом религиозные уроки, учит писать отмененными палочками и закорючками. Под отмененными палочками и закорючками, видимо, подразумевался арабский алфавит, которым и после перехода на кириллицу пользовались по привычке пожилые грамотные люди. Камалетдинов порвал тетрадный листок в клеточку с грязным доносом, кинул в мусорную корзину. Если бы он мог вот так же порвать и выкинуть листок с заданием на сдачу мяса. Это не задание, а топор, занесенный над большой отраслью сельского хозяйства, которому Камалетдинов отдавал всю силу, жертвуя личной жизнью. Он и так уж не раз по приказу сверху рубил сук, на котором сидит. Абделяхут прав в своих умозаключениях. Счастливец. Если он и умрет, останутся семена выведенных им сортов, останутся дети. А что останется от Камалетдинова? Он – сухое дерево без корневых отпрысков. Около него нет зелени так же, как под тем деревом, о котором написала Мулика. Достав из нагрудного кармана, Камалетдинов положил перед собой старую фотокарточку, на которой он, совсем еще маленький, был запечатлен с отцом и матерью. Отец. Газизу Камалетдинову тоже выпал нелегкий путь. Воевал на фронтах Первой империалистической, затем с верой во всеобщее счастье, обещанное вождем мирового пролетариата, в рядах Красной армии, штурмовал восставший против советской власти Кронштадт, громил басмачей в Средней Азии. Сколько жизней было оборвано, сколько крови пролито им, и чужой, и своей. А что изменилось? С пустыми руками пришел в этот мир, с пустыми ушел. Аюб Газизович вновь придвинул к себе листок с дополнительным заданием по мясу. Последствия его выполнения нетрудно представить. Сдашь коров с ферм, возьмут за горло, почему снизил производство молока? План, закон, выполняй. Дело упрется в селян, имеющих по единственной корове на семью в личных хозяйствах. Он, Камалетдинов, будет вынужден, как разбойник с большой дороги, взять в свою очередь за горло крестьянина. Есть ли выход из этого проклятого заколдованного круга? Есть. Всего один – смерть. Смерть равнозначна обретению свободы. Многие его ровесники, фронтовики, сражавшиеся рядом с ним, давно ее обрели. Аюб и так уж намного пережил их. Он открыл сейф, достал пистолет, положил на стол. Порвал письма Мулики и поджег их на сейфе. Когда они сгорели, вынул из сейфа свои награды. Эти вот, воинские, ордены Красной Звезды, Отечественной войны первой степени, медали за отвагу, за взятие Берлина. А эти получил в мирное время, ордена Ленина, Трудового Красного Знамени, медаль за освоение Целины. Первый Камалетдинов повесил на грудь, награды за труд положил на сейф, на пепел от сожженных писем. Нагруженный углем железнодорожной платформе, подставив ветру, как флаг, свою рубашку, стоял голый, черный от пыли мальчик. Он не знал, куда мчится поезд, но и сойти с платформы не мог. Поезд втянулся в темную пасть тоннеля. Глухо прозвучавший в кабинете первого секретаря районного комитета партия выстрел не услышала даже женщина, мывшая пол на первом этаже. «Расселяем души», — был ответ. Чьи душа? Куда расселяете? Человеческие. Душа вечна. Простившегося с прежним телом вселяем в того, кому предстоит родиться. Но не все души имеют право на человеческий облик. Как, есть и такие. Есть. Видишь вон ту уродливую? Бэй, это же, мой сын, Ихсанбай. Вот ему вновь обрести облик человека не позволяют совершенные им в прежней жизни поступки и дела. Кем же он заново родится, если не человеком? Дал согласие родиться в волчьем обличье. Ихсанбай. Прекратив полет, Бурсенбика протянула руки к сыну. Ихсанбай.
Но он, обретя очертания волчицы, оскалил зубы. Бурсенбика попятилась в страхе. Долго еще после пробуждения ее сердце дрожало, колотилось неровно. Чтобы успокоиться, ей надо было сотворить утренний намаз. Молча помолилась, тихонечко, дабы не побеспокоить спящих в доме, вышла во двор. Двойняшки безмятежно спали в летней кухне. Летом домой их не загонишь. Должно быть, тяга к свободе, приволью передалась от предков им. Налив воды в самовар и кинув в ее трубу подожженные лучины, Бурсенбика удовлетворенно оглядела скот в загородке у сарая. Слава Аллаху, они, записав на 3 хозяев, включая и Хашима, держат 3 коров, а при них и приплод. Будь это в прежние годы, Бурсенбика не стала бы будить Мадину, сама бы подоила, но теперь ослабли ее руки. Пока жила при них Газима, она помогала, да, потеряв надежду на Хашима, нашла себе старика, ушла к нему. Теперь и работа на ферме, и домашняя забота лежат на плечах Мадины. Абделяху даже при желании помочь не может, и домой то редко заглядывает, день-деньской на полях или на своем опытном участке. Когда Бурсенбика, разбудив Мадину, вернулась к самовару, и девочки уже проснулись, расчирикались как воробушки, прислушалась к их голосам. «Я же у тебя брошку не насовсем прошу. Это Кюнхылу. Только на карточку снятся. Мама ведь сказала, что приехал фотограф, снимемся утром. А если она спросит, где моя брошка? Скажешь, что дома забыла. Раз ты такая умная, сама соври. Мне она не поверит, сразу догадается, что потеряла, а тебе поверит. Хочешь сняться с брошкой, так не надо было терять. Ну, раз вредничаешь, скажу маме, что тебя чуть не съела волчица. Там и ты была. Мы вместе были. Я ее детеныши не трогала, а ты на руки взяла. Это была не волчица, а собака. Ну да, будет тебе собака в лесу щениться. Ладно уж, не говори маме. А брошку дашь? Дам. Нехотя согласилась Купфхылу. Бурсенбика насторожилась. Это о какой такой волчице говорили девочки? Мало того, что страшный сон встревожил ее, так и еще. Придется выпытать у них, о чем шла речь. Впрочем, Кюнхылу, раз завладела брошкой, будет молчать, из нее, как говорится, хоть режь, кровь не выступит. Легче найти подход к Купфхылу. От этих мыслей у Бурсенбики закружилась голова, стеснилось дыхание. Присела на бревно у летней кухни. Обратила взгляд на сад за оградой. Там по дикой яблоне лежат косточки 2 ее рожденных в грехе безгрешных внуков. Надо сказать Абделяхату, пусть строго поговорит с девочками, чтобы далеко от дома не уходили. А то, не дай Аллах, и с ними беда может случиться. Раньше Хашим, дед, не спускал с них глаз, а теперь невесть что с ним случилось, собирает у речки какие-то камешки и запирается с ними в своей избе. Вообще-то дитя человеческое, придя в этот мир, должно ждать не радостей, а горестей, ибо горести приближают к Богу. Но Бурсенбика ни Мадине, ни правнучкам не желает горестной жизни. Она за всех настрадалась, хватит. Теперь всякого рода неприятности воспринимает спокойно, как бы глядя на себя со стороны. Осталось научить этому Мадину. А может, и не надо учить ее, сама всего вдоволь нахлебалась. Абделяхут ходил в последнее время как в воду опущенный, а все же Мадина упросила его надеть праздничный костюм, вплела в косички дочек яркие ленты, уговорила бабушку с отцом тоже принарядиться и повела всех к дому, где остановился приезжий фотограф. Фотограф и в аул приезжали нечасто, поэтому не удавалось собраться и сняться всей семьей, а сегодня вот выпал случай. Вложит Мадина в письма Дауту и Абубакиру фотокарточки, обрадует их. Абубакир близок ей, как родной сын, он называл ее, как и Даут, мамой. Бывало, заберется на ворота, высмотрит, что она возвращается с фермы, и первым кинется навстречу. Правда, узнав при получении паспорта, что он не родной сын, стал добавлять к слову мама ее имя. И письма начинает так: «Здравствуйте, мама Мадина, папа Абделяхат и все родные мои.
Сейчас Мадина больше тревожится от Даути, месяц с лишним нет от него письма. В отличие от Абу-Бакира, Даут, замкнутым в себе, был немногословен. В школе ему легко давались математика, физика, химия. Увлекся авиамоделизмом. Однажды его модель с бензиновым моторчиком взорвалась, упав на колхозный бак с горючим, возник пожар. После этого происшествия Даута поставили на учет в милиции, грозили отправить в воспитательную колонию, Камалединов за него заступился. Но на родительских собраниях, на учительских конференциях долго еще промывали косточки Абделяхата и Мадины, обвиняя их в неправильном воспитании сына. Из-за всего этого Даут и паник, замкнулся в себе, и не вспыхивали уже в его глазах озорные искорки. А теперь вот почему-то не пишет. Мадина поглядывала на Абделяхата, шагавшего, беседуя с дочками. Стареет ее суженый. Все еще пышные, волнистые волосы побелели. На лице сгущается сеть мелких морщин. Несколько отстов, идет с бабушкой отец, Хашем, постукивает пасашком. Пальцы, сжимающие пасашок, кажется, утончились, усохли. Лицо особо не подалось времени, а все же чувствуется в нем какая-то перемена, как будто осветилось оно внутренним светом, присущим творческим людям. Это в отце нечто новое. Бабушка Барсенбика тоже вооружилась пасашком. Прежде прямое, уверенное в своей силе тело согнулось в пояснице, сила сосредоточилась в полных мудрого спокойствия глазах. Оглянувшись на отца с бабушкой, Мадина вновь глянула на дочек. Школьная форма, коричневое платьице с белыми фарточками, была им к лицу. Кутхыла прицепила к фарточку брошку с темно-вишневым глазком. А Кутхылу почему-то нет, хотя обе девочки очень обрадовались, когда получили, как всегда, одинаковый подарок. Сказать, что забыла дома, так Кутхыла очень аккуратная во всем девочка. Кутхылу, уловив внимательный взгляд матери на ее грудь, покраснела. «Ну, ясно», — подумала Мадина, это свою потеряла и позаимствовала брошку ступчивой сестрички, либо как-то улестив, либо чем-то припугнув. Сфотографировались они наконец-то всем семейством, затем фотограф попарно заснил двойняшек и Мадину с Абделяхатом. Когда направились домой, обогнав их, остановился газик председателя колхоза. Сайф выскочил из машины, поманил к себе Абделяхата с Мадиной. «Это?» Позвонили из райкома. «Ауп Газизович, того, а вы, наверное, поедете?» «Постой», — говорили с ней. Абделяхат побелел. «Что с ним? Он жив? Был бы жив, так зачем я собрался бы повесить вас? И Мирхайдарова прихватим. Велели особо эту весть в народе не распространять. Нехорошо он выбрал смерть. Не тебе его судить. Поехали». Абделяхат первый пропустил в машину Мадину, затем забрался сам. Барсенбика, Хашем и девочки растерянно застыли посреди улицы. Вернувшись с похорон Камалединова, Абделяхат уединился в своей конторе. Говорила я ему, что политика не его дело, лучше бы художником стал. Сказала, вздохнув, подавленной Мадине Барсенбика. Мадина в ответ ничего не сказала. Помывшись в истопленной отцом бане, она растянулась на своей кровати за занавеской. Утомленная поездкой, затем жаркой баней тело и потрясенная душа просили покоя. «Лежать бы так и лежать, и больше не вставать», мелькнула в голове Мадины. А девочке воспротивилась другая мысль. Кто их поставит на ноги? 90-летняя старуха? Эта мысль шла от ума. Ум все время ищет доводы, стараясь примирить человека с окружающей действительностью, находит зацепки, чтобы не сорвался он с чертова колеса, именуемого жизнью. Тем не менее Камалединов сорвался. А ведь казался сильным, как сказочный великан, весь район в рот ему смотрел. Но вот умер и уместился в небольшой яме. На кладбище людей было немного, самоубийство почтения не вызывает. Человек ушел из жизни не так, как положено, а как сам решил. Впрочем, Мадина подробностей не знала. Кто же ей расскажет? Возле могилы взяла ее за локоть одетая в черное галима. И хотя Мадина не повернула к ней голову, прошептала: «Ах, подружка, тяжело тебе, понимаю.
Какого защитника лишилась? На соболезнование, выраженное с откровенным злорадством, Мадина не ответила, лишь прикусила губу. Не стоило тратить слова на эту выскочку, тем более, у свежей могилы. Но если Галима не перестанет бесстыдничать, придется показать ей зубы. Потому, как держал себя, по речи, произнесенной у могилы, стало ясно, кто станет первым лицом в районе. Кадрасов. Он старался выглядеть солидным, умным человеком. Скупо отметил заслуги Камалетдинова в развитии сельского хозяйства района. О человеческих качествах покойного ничего не сказал, хотя мог бы упомянуть, например, о том, что в течение последних 8 лет Аюб Газизович отсылал половину своей зарплаты в детдом, в котором вырос. Не упомянул. Мадина знала об этом понаслышке, а Кадрасов то не мог не знать о ежемесячных перечислениях из бухгалтерии райкома. Когда Мадина собралась сесть в машину, в которой приехала из Тереклов, взяла ее под руку пожилая женщина, работающая уборщицей в райкоме, отвела в сторонку. «Сестрица», — сказала она, утерев покрасневшие от слез глаза уголком платка, — «я тебя знаю. Я ведь и за его квартирой присматривала. Хороший он был человек, больше таких, наверное, уж не увижу. Он долго рисовал вот этот портрет, поэтому я тебя узнала. Держал его в раме, а потом почему-то свернул. Возьми его, раз тебя нарисовал, тебе он сужден. И еще». Женщина достала из кармана старую фотокарточку и карандашик в серебряной оболочке. «Это я в его кабинете взяла». На фотокарточке были запечатлены маленький мальчик с отцом и матерью. В мальчике проглядывали черты Аюпа, а отец был похож на него, уже взрослого. Мать симпатичная, Мадина вроде где-то ее видела. Но как могла увидеть? Они ведь давно умерли. Мадина встала, зажгла свет, развернула на столе холст, разгладила, повесила на вбитый в стену гвоздик. Она не знала, что Камалетдинов обладал даром рисования, удивилась, услышав сегодня упоминание об этом от бабушки. На картине, это была именно картина, а не портрет в прямом смысле слова, Аюп изобразил ее сидящую у рояля. Одна рука лежит на клавишах, другая опущена вдоль туловища, на запястьях, по браслету с капельками бирюзовых глазков. Удивительно. Ведь второй браслет Давид привез ей совсем недавно. Но еще удивительнее были глаза, угольно-черные, они таили в себе гипнотическую силу. Будто не Мадина смотрела с холста, а бабушка Барсанбика. Мадина даже вздрогнула. Да, глаза бабушкины, а остальное, вплоть до мельчайших подробностей, включая маленькие родинки на лице и шее, списано с нее, Мадины, словно она долго позировала перед Аюпом совсем еще молодой в мамином старинном наряде. А фон картины составляли то затемненные, то кричащие багровые мазки, смахивающие на зверские рожи. Художник, казалось, спрашивал, как такая ангелоподобная девушка может жить в этом зловещем мире? Яркий свет падал на клавиши рояля и ее тонкие, изящные пальцы. Художник сам себе отвечал, она найдет нужные ноты, изольет переполняющую ее жизнь и утверждающую мелодию. Плотно облегавший ее стройный стан бархатный камзол снизу не был дописан. Картина осталась незавершенной. Услышав в передней комнате шаги, Мадина потянулась к холсту, хотела снять его с гвоздя, но отразившаяся в зеркале Барсанбика сказала: «Пусть висит, детка. А ты полежи, отдохни. Когда ты была в бане, я развернула, посмотрела, что это». Мадина легла, заложив руки за голову. Барсанбика присела на край ее кровати. «И, что ты, Алысы, думаешь?» «Что я думаю?» В Аюпе начал брать верх художник. Хоть и запозданием, раскрыл свой талант. Почему запозданием? Талант раскрывается, когда душа потрясена сильным чувством, либо любовью, либо горем. А одиночество может потрясти? Думаю, может. Не зря говорят, что оно посильно лишь одному Всевышнему. Я не просила Аюпа написать мой портрет, не сидела перед ним. На картине ты, и не ты. А кто же? Мадина, заинтересовавшись, приподнялась на локте. Он начал рисовать меня. Пытался представить,
какой я была в молодости. Но неожиданно для него самого проступили твои черты. А почему он не завершил картину? Помешало возникшее в тебе чувство. Камзол, видишь, старинный, такой и у меня был. Он собирался посадить девушку на коня, а посадил к роялю. Откуда ты знаешь, что он меня? Мадина покраснела. Что возникло чувство ко мне? По картине сужу. Глаза-то он они мои, а когда лицо получилось твое, он испугался, что Абдиляхат его не поймет. Художник должен быть свободным от страха, как сам Аллах. Работу Аюпа прервал страх. Поэтому, значит, он вынул холст из рамы. Не просто вынул, вырвал. Края, гляди, излохматились. Вырвать вырвал, а уничтожить рука не поднялась. А если Абдиляхат в самом деле не поймет? Посмотрит и, может, сразу и не поймет. Только дураки считают, что все вокруг должны их понимать. А ты ведь умная. Кабы люди с полуслову понимали друг друга, давно уж на земле был бы рай. Успокойся. Спи. Бурсенбика легонькой рукой погладила Мадину, как ребенка, по щеке, и она, успокоившись, вскоре уснула. Глава 2. Поднявшаяся чуть свет Мадина прискакала из летнего лагеря к Тереклам, когда выгоняли скот в аульное стадо. Заехать домой, попить чаю решила попозже, еще за околицей повернула коня в сторону фермы. Сейчас конец июля, а на березах уже замелькали там-сям желтые листочки. Давным-давно, увидев их, мать говорила, оказывается, уже прибыли вестники Деда Мороза. А почему они только к березам прибывают, удивилась однажды Мадина. К людям их он не посылает? К людям вестников присылает старость, печально улыбнулась мать. Видя белых нитей среди черных волос. С тех пор маленькая еще Мадина стала побаиваться, как бы в ее волосах не появились белые нити, и она не состарилась. О смерти тогда она не задумывалась, ведь дети полагают, что они бессмертны. Лишь после гибели мамы поняла, что смерть никого не щадит, что с уходом из жизни и близкого тебе человека утрачивается и часть твоего «я». Кем был для Мадины Камалединов? Она до сих пор не нашла ясного ответа на этот вопрос. Сказать близким другом, так ни разу не поговорили они под душем. Сказать старшим братом, так не были связаны родственными узами. И все-таки в самые трудные моменты жизни Мадина ощущала его поддержку. И тем, что сейчас приняли отец и бабушка, что защищена ими, обязана ему, Камалединову. Наверное, ее чувство по отношению к нему – это благодарность. Искренняя, чистая, ничем не замутненная. При встречах и разговорах с ним она по его глазам, по взгляду догадывалась о его чувстве, сравнимом с чувством путника, жаждущего в пустыне глоткой воды. Но он всегда оставался другом Абдиляхата, не переступал черту, прочерченную этой дружбой. За это Мадина благодарна ему вдвойне. Конь вынес ее на возвышенность, откуда стали видны строения фермы. Вон они, новые коровники, возведенные благодаря ее упорству, оплаченные ее беспокойными днями и бессонными ночами. И сейчас там работает ремонтно-строительная бригада колхоза. Много внимания уделяет Мадина подготовке фермы к зиме, не должно остаться ни вершка ни побеленной стены, ни метра не отремонтированных полов. Хоть и доведет иной раз своим настырным характером до белого коленя и руководителей колхоза, и своих подчиненных, а должного результата добьется. Да яркие скотники за спиной называют ее Бибатшей, бабушкой-царицей. Так башкиры встарь прозвали императрицу Екатерину II. Ну и ладно, не столь уж обидное прозвище дали, а если бы и обидное, на каждый роток ведь не накинешь платок. Крепко держит Мадина поводья в плане руководства фермой. Конечно, ничего без борьбы не дается. Раньше пастухи и скотники на обед и ночевать ездили домой на закрепленных за ними лошадях, а доярки, хоть расстояние от летнего лагеря до ула не близкое, ходили пешком. Едва забрежет утро, они уже на ногах. Мадина добилась, чтобы за фермой закрепили больше рабочих лошадей и небольшую конюшню для них построили. За счет этого и фураж стали экономить, лошади зимой в тепле, и жизнь доярок облегчилась. Теперь из летнего лагеря домой пешком не ходит.
Мадина хорошо знала прежние приемы выдвижения той или иной доярки в мыки и положила этому конец. Коров батрачек давно уж нет и в помине, испоенное телята молоко никому не приписывается. Между доярками коровы распределены по справедливости, заранее известно, когда они отелятся, когда будут в запуске, сколько молока могут дать за сезон, и тут уж все зависит от старания доярки. Конечно, при работе с людьми без споров не обойтись, но до скандалов дело не доходит. Мадину разве обманешь? Она не то что твои мысли, шевеление змей под землей учует, скажет кто-нибудь, на этом попытки переспорить ее и закончатся. Живя сейчас в летнем лагере, Мадина ежедневно контролировать работу ремонтников и строителей на ферме не может. Привязав коня, она направилась в первую очередь на новый объект, пристрой коровнику, и едва не присела от удивления. В помещении, пахнущем сосновой смолкой, значительная часть пола была забетонирована. Планировали в старом телятнике поставить надкорм подросших бычков, а здесь содержать новорожденных телят. В колхозе «Алга», по сравнению с другими хозяйствами, телят гибло не так уж много, а все же гибля. Мадина считала, что можно, создав надлежащие условия, вовсе избежать потерь, ведь в личных хозяйствах ни у кого телята не гибнут, и на тебе, вместо дощатого настила, холодный бетон. Чьих это рук дело? Кто распорядился? Больше никуда, даже к своей состарившейся, на силу перед перегоном стада в летний лагерь отелившейся в последний раз и по этой причине оставленной на ферме буренушки Мадина не заглянула, вскочила на коня и помчалась к правлению колхоза. В правлении, у председателя, шла утренняя оперативка. Разгоряченная Мадина намеревалась сходу излить свой праведный гнев, но, увидев сосредоточенно серьезные лица собравшихся в кабинете, приостыла. Вон ее Абделяхут сидит безмолвно, остановив взгляд на невидимой точке. Значит, разговор полеводства еще не коснулся. Обычно с оперативок он спокойным не выходит. Так, Ирназарова. Сайф Сайфулович глянул на лежавший перед ним список. На сегодняшнюю оперативку мы вас не приглашали, сочли достаточным присутствие зоотехника. Или уж пожар там у вас случился? Пожар случился здесь. Кто распорядился настелить в новом телятнике бетона вместо досок? Я. Председатель откинулся к спинке стула. А что, я должен был насчет этого попросить разрешения у вас? Если считаете унизительным для себя советоваться со мной, сами должны думать головой. О, такой я слышу впервые за 20 лет, отданных животноводству. Побагровевший председатель, будто ища защиты, оглядел собравшихся в кабинете. Так, за тобой, сестренка, теперь нет Камалединова. Теперь вы, Ирназаровы, не сможете делать все, как вам заблагорассудится. Чем сильнее распалялся председатель, тем спокойнее становилась Мадина. К ней вернулась обычная сдержанность. Боялась только за Абделяхата, как бы он, видя, что жену оскорбляют, не взорвался, не наломал дров. Поэтому сказала, не повышая голоса. Я пришла сюда не в качестве сестренки, а в качестве заведующей фермой. На бетонном полу телята перемрут от воспаления легких. Опять 25. Только она все знает, а председатель и главный зоотехник ничего не знают. Ты, Мадина, должно быть, не видела современные животноводческие комплексы. Они сплошь из бетона. Думаешь, там, Сайф воздел указательный палец, сидят люди с головами, набитыми мекиной? Бетонный пол – это экономия средств. Гигиена. Дисциплина. Поистине у женщин волос длинные, а ум короткий. А не благодаря ли этой женщине колхоз не сдал весной телок на мясо? Ты, Сайф Сайфулович, не подсчитал, какую прибыль получили, устроив летний лагерь по ее настоянию в богатом травами урочище? Это вскочил с места Абделяхат. Мадина не повернула голову к нему, но чувствовала, муж раскалился. Тебе, товарищ Ирназаров, слова не предоставляли. Но раз поднялся, ответь, почему не приступаешь к косовице и ржи? Еще не созрело. В соседних хозяйствах косят. У нас, в Теряклах, что, особый климат?
Ну, это уже не по моей части. Я свое мнение высказала и буду на этом стоять. Извините, что явилась без приглашения, прервала оперативку, сказала Мадина и, оставив готовых схватиться за грудки мужчин, вышла из кабинета. На улице светило солнце. У природы свои законы и правила, каждый злак, каждая травинка живет в согласии с ней. Правда, и у нее бывают какие-то сбои, то весна придет слишком рано, и черемуху в цвету побьет заморозками, то лето затянется, обманутый теплом шиповник зацветет второй раз, но это исключение из правил. А так все идет извечным порядком. Крестьянин давно это понял, чутко следил за состоянием природы и подлаживал под нее свою жизнь, свой труд. Но поставили над ним любителей покомандовать, принялись ломать привычный ему жизненный уклад через колено. Мы, люди, и сами оторвались от природы, и животных отчуждаем от нее. Скот, если под ним сухо, не пропадет и под открытым небом, как не пропали его дикие сородичи. Лося, например, и сейчас так живут. Предавшись этим мыслям, тихонечко, в ожидании мужа, ведя коня в поводу, Мадина направилась в сторону своего дома. Впрочем, Абделяхат, наверное, домой не придет, сразу едет в поле. После того, как он вернулся из таулов с выговором и устроил сцену ревности, они толком не разговаривали. Невесть, что с ним случилось. Не чувствуя за собой никакой вины, Мадина первого шага, чтобы наладить отношения, не делала. А надо что-то предпринять. Не за себя она боится, за Абделяхата. Здоровье у него и так не очень крепкое, как бы из-за нервных перегрузок и переживаний вовсе не свалился. На прошлой неделе приехала она с дочками побаниться и застала его перед картиной Камалетдинова. Бабушка, натянув холст на сделанную по ее заказу резную раму, повесила картину в простенок между окнами. Когда Мадина входила в комнату, Абделяхат пробормотал себе под нос, прямо едив, только сабли голого любовника у ног не хватает. Увидев ее, не обнял, как раньше, до размолвки. У Мадины зачесался язык сказать: «Ты же часто бывал у Аюпа, оставался ночевать у него, что ж не посоветовал голову пририсовать?» Сдержалась. Прошла к стоящим на подоконнике горшкам с цветами, проверила землю под ними. Бабушка состарилась, иногда забывает полить цветы. Мадине хотелось обернуться, обнять мужа, приласкать. Но опять сдержалась, чтобы Абделяхат не подумал, будто она подлизывается, чувствуя свою вину, а она в проявлении этой картины невиновна. Да, и сегодня Абделяхат домой вслед за ней не придет. Мадина, наскоро попив чаю с бабушкой и отцом, поскачет в летний лагерь. Сейчас пара самых высоких надоев, коров доят трижды в день, если ослабишь контроль, то пастухи стадо на дойку вовремя не пригонят, то доярки фляги с молоком в холодный ручей студит не поставит. И за девочками глаз да глаз нужен. Особенно Кюнхылу шустро. Не доглядишь, так невесть куда умотает. Кукхылу, хоть и боится, что мать отругает, от сестры не отстает. Что касается пристроя, где настилают бетонный пол, можно обернуть это на пользу делу. Сайф весной, не подумав как следует, распорядился разобрать здание старой котельной. Там и корм запаривали. Доярки маялись, таская его издалека на коромыслах. Судя по ходу работ, строители с возведением новой котельной до зимы не управятся. Значит, волей-неволей придется перенести оборудование в этот пристрой с бетонным полом, устроить в нем кормоцех, подготовив для приема телят прежний телятник. Придя к такому решению, Мадина вскочила в седло, заторопила коня. Настроение у нее приподнялось. Самые большие враги человека – его собственные ошибки. Он ненавидит их, воспоминания о них, а также людей, напоминающих об этих ошибках хотя бы одним лишь своим существованием. Пожизненным свидетельством от допущенной в молодости ошибки стало для Галимы Мингажева рождение ее дочери Самиры, теперь уже взрослой девушки. Не очень-то веселое воспоминание вызывает она. Второй живой свидетель был их ее промахов, старуха Барсанбика. В свое время обратилась к ней растерянная Галима за помощью, считая ее колдуньей.
а она оказалась матерью провалившегося в тартарары Ихсанбая. Более того, еще и родной бабушкой Мадины, которую Гадима всю жизнь называла подружкой, в душе завидуя ей, как раз за советом, как навредить подружке, и пришла она колдунья. Мадину старуха тогда защитила и добавила самой Галиме терзаний, сказав насчет Самиры: девочку должна носить фамилию отца. Что, интересно, теперь, когда высоко поднялась Галима, думает и говорит о ней эта старая карга. К ней много народу уходило и ходит. Колдунья она не словит, лечит травами, помогает недужным, короче говоря, немалый у нее авторитет в народе. Ее прошлое никого не интересует. Не дают Галиме покоя невеселые думы, особенно ночью. Мечется она на своей просторной кровати, места себе не находит. К тому, что дочь где-то пропадает ночами, она уже привыкла. Больше волнует ее своя судьба, собственная жизнь. Сколько унижений, позора пережила она. Одна из очевидец этого – Мадина. Она истекавшую кровью Галиму, может быть, от смерти спасла. И от стыда оградила. Будь на ее месте другая, по всему аулу вести о случившемся разнесла бы, а это ни слова лишнего не обронила. Еще сильнее возненавидела ее тогда Галима. Из-за того, что они такие разные. Мадина, похоже, догадалась, кто строит ей на ферме козня, кто отравил ее коров, но виду не подала. Чем больше злилась Галима, чем сильнее жаждала мести, тем теплей, ласковее разговаривала с ней Мадина, словно старалась обезоружить ее. Однако Галима прошла школу партийной выучки, усвоила установку: если враг не сдается, его уничтожают. Эта установка не касается лишь ее дочери, как бы и от кого бы ни родила, это ее выношенный под сердцем ребенок. Слава Богу, Ихсанбай отправился к праотцам. А вот Бурсенбика, Мадина, Абдиляхат. Да, и Абдиляхат. Говорят, муж и жена – одна сатана. Но трогать эту семью не позволял Камалединов. В карьерном росте Галиме помог и он, в то же время безопасить свои тылы для дальнейшего продвижения вверх при нем она не могла. Теперь Аюпа Газизовича нет. Все зависит только от нее самой, от ее ума и изобретательности. Тереклинцы когда-то дали ее семейству прозвище «Злыдня». Пришло время подтвердить, что не зря дали. У замужней женщины главная опора в жизни – муж. Надо для начала сделать так, чтобы Мадина лишилась этой опоры, осталась одна. Галима еще тогда, когда Камалединов был жив, зазвав случайно остановившегося у ее ворот Абдиляхата, попробовала заронить в его душу сомнения в супружеской верности Мадины. Теперь предстоит довершить это дело, развести их. Затем взяться за Барсанбику. Конечно, задуманное Галима исполнит не своими, как говорится, руками, имея в руках власть, нетрудно найти помощников. Будучи еще школьницей, она научилась играть в шахматы, рассчитывать ходы. Благодаря этому умению, из рядовых доярок поднялась на нынешнюю высоту. А с нее видны вершины повыше. По присловию «падать», так с высокой вершины. Но не для того, чтобы упасть, карабкалась вверх Галима, а чтобы оказаться поближе к солнцу, там, где теплей, лучше. Если свидетели ее прошлого не будут тянуть вниз, она поднимется еще выше. Завоеванная высота – это вчерашний день, а Галима Мухарямовна всегда стремилась к дням грядущим. Несмотря на поздний час, она набрала номер домашнего телефона Кадрасова. «Не спишь?» «Просматриваю газеты». «Ты один?» «Спрашиваешь. К себе хочешь пригласить?» «Нет». Галима замялась. «Слушай, Загир. Ну-ну, не стесняйся. Ты не решил еще, кого предложить на свое место?» «Вот, оказывается, что беспокоит мою лебедушку». «Нет, правда. Как не беспокоиться? Нам ведь вместе работать. Еще неизвестно, утвердит ли меня пленум первым». «Ну, нашел что сказать. Насчет тебя вопрос, считай, решен. Положим. Кого бы ты хотела видеть вторым секретарем?» «Саяфа. Председателя колхоза Алга. Шамсудинова?» «Да, Саяфа Сайфуловича. Смотри, девушка, я ведь могу и заревновать. Я серьезно. Человек с высшим образованием.
Сельское хозяйство знает, как свои 5 пальцев. Награжден орденом Ленина. Начинал пастухом, заведовал фермой, поднялся до поста председателя колхоза. Как поставлено дело в колхозе, сам знаешь. Ему умер Хайдаров крепкую экономику оставил. Старик был порядочный человек, но либерал. У Саяфа Сайфулловича твердая рука, подтянул дисциплину. А что, интересное предложение. Надо подумать. У Шамсудинова вроде нет привычки ерепениться. Не норовистый конь, не еет. Не из тех коней, что ломают ограды. А его семейное положение? А тебе, Галима усмехнулась, доводилось видеть, чтобы у поборников твердой дисциплины семейное положение не было урегулировано. Он женат, жена Нагима, кажется, на несколько лет старше. Больше я ничего не знаю. Ладно. Только, Кадрасов заговорил в шутливом тоне, если ты не имеешь на него виды. Ой, Загер, смеешься над одинокой беззащитной женщиной. Не сердись, лебедушка. А если рассержусь? Сейчас же приду к тебе. Ну, приди. Иду. Положив трубку, Галима вскочила, надела купленные при поездке в Москву, в знаменитой «Березке», пеньюар германского производства, чуть надушила волосы французскими духами, достала из холодильника яблоки, апельсины, поставила в хрустальной вазе на стол, перелила коньяк из бутылки в графинчик, выключила верхний свет, включив ночную лампу, излучающую приглушенный свет, словом, создала интимную обстановку. Когда Кадрасов негромко постучал в дверь, предстала перед ним, сияя, само радушие, сулившее приятное времяпрепровождение. Мужчинам, наверное, не дано до конца понять женщин. Душа женщины Саяфа представлялась подобно таинственно темному, хотя и усыпанному звездными раями, небу. На матери своих детей, Нагиме, он женился, и желание приоткрыть завесу тайны, узнать, что за ней скрывается. 17-летнему, только-только попрощавшемуся с отрочеством Саяфу 24-летняя Нагима казалась загадочной, как вселенная. Она была скупа на слова, но любила петь, в особенности частушки. Саяф мог отличить ее пронзительно высокий голос среди десятков голосов других девушек, и ноги как бы сами несли его туда, откуда он доносился. Это была обычная безнадежная влюбленность. Никаких надежд по отношению к Нагиме Саяф не питал, тем более, что в детстве переболел оспой, оставивший на его лице россыпь рябинок. Правда, они не обезобразили его, даже придавали его лицу, к которому еще не прикасалась бритва, своеобразную привлекательность, но сам он об этом не догадывался и страдал тем, что называется комплексом неполноценности. К тому же Нагима всерьез его не принимала. Изредка в Теряклы приходил на вечерние игры парень из Собаклав, вот на него она поглядывала с интересом. Саяф, чувствуя, кому ее тянет, намеревался собрать приятелей и отлупить собак Линца, чтобы неповадно было ему ходить к чужим девушкам, однако судьба разрешила эту проблему по-своему. Однажды после игр Нагима сама подошла к нему, возможно, заметив, что он был невесел. «Идем, погуляем у речки». «Это ты мне?» «Тебе, Саяф, тебе». «Идем». До речки дошли молча. На берегу Нагима остановилась. «Давай посидим». «Давай». Саяф снял пиджак, постелил у берегового обрыва. Сели. Внизу под лунным светом вспыхивали на волнах бесчисленные блестки. Речка днем отражает небесную синь, а сейчас в темных берегах казалась белой. Наверное, поэтому ее назвали Акьелгой, белой речкой. Назвали. Скорее всего, влюбленные, ведь только они ходят тут по ночам, глядя то в звездную высь, то на осыпанную лунным серебром воду, предаваясь мечтам. «Саяф», — сказала Нагима после того, как посидели, будто в забытье глядя на речку, — «ты женился бы на мне?» Саяф почувствовал, что ему стало жарко. «А почему бы не жениться? Если ты выйдешь за меня, то конечно. Я серьезно говорю. И я не шучу. А этот, коротышка из Собаклав, куда он делся? Ты вроде за него собиралась выйти. Передумала. Он женился». Нагима закрыла лицо руками и заплакала. «Не плачь, Нагима.
Хоть завтра распишемся. Я буду тебе хорошей женой. Не пожалеешь». Саев подрастерялся, дальше то что делать? В душе он был рад. Пусть его девчонки, смеявшиеся над ним, называя рябым бесом, посмотрит, как он поведет Нагиму под руку в сельсовет расписываться. А Нагима, повернувшись к нему, попросила: «Поцелуй меня, Саев». Ни разу еще не целовавшийся с девушками Саев посунулся к ее лицу, угодил губами в кончик ее носа. Готовый провалиться со стыда сквозь землю, он все же не отступил, со второй попытки ощутил солоноватый вкус ее губ. Потом, когда поженились, этот вкус пропал, губы жены оставались холодными, плотно сжатыми, а сама она – неразгаданной загадкой. В годы заочной учебы в институте Саев возвращался с экзаменационных сессий соскучившись по жене, и иногда она вроде бы отвечала на его бурные ласки тем же, но чаще была холодна, в постели лежала, каменная статуя. Рождались дети, и каждому ребенку она словно бы отдавала какую-то долю своей пригожести, дурнела лицом и худела, в конце концов превратилась в ходячий скелет. Саев, только еще достигший зрелости, полный сил и желаний мужчина, остыл к ней. И вот в пору, когда ходил он, как шальной, не зная, куда себя деть, на ферме появилась поигрывавшая тугим телом Галима. В ее искристых глазах почудилось опять Саефу небо в алмазах, в душе запели умолкшие соловьи. Успевший обзавестись детьми вступить в партию Саев не мог бросить семью, однако завязавшиеся с Галимой отношения особо не скрывал. Хоть и жили врозь, встречался с любовницей в любой момент, когда этого хотелось, поддерживал ее материально, помог обрести славу передовой доярки. Когда Галима уехала учиться, запил было, но быстро взял себя в руки. В его потемневшем небе зажглась новая звезда – Мадина. Однако эта звезда горела на высоте, до которой Саев дотянуться не мог. Он, как взнузданный жеребец, грыз у дела, впадая временами в бешенство, а звезда, зная себе, светила спокойно и гордо, защищенная верностью Абделяхату. После звонка Галимы Мингажевой Саев Сайфуллович пошел домой из правления, гадая, зачем она позвала его в райцентр. Их отношения сравнимы теперь с окаменевшей лавой, излились когда-то, кипя, и застыли. Бурсенбика, выйдя на задворки, постояла, оглядывая свою усадьбу. Просторный участок земли отвели в свое время Дингисхану, теперь вот 3 полосы на огороде заняты картошкой, рядом – овощные грядки, и для плодово-ягодных насаждений места хватило, есть площадка для ульев, да еще за оградой простирается лужайка, на которой можно накосить стажок сена для осенних нужд. На северном краю сада подрастают кедры, проклюнувшиеся из орешков, присланных когда-то Абделяхатом из Сибири. Они защитят плодовые деревья от холодных ветров. Заботиться о кедрах Абделяхат с двойняшками, каждому деревцу девочки дали даже имя. А в целом забота о саде легла на плечи Хашима. С его помощью Барсенбика обрабатывает урожай смородины, вишня, малины, запасает на зиму и варенье, и пастилу, и сушеные ягоды. Ах, если бы Гульбану была жива! Ушла из жизни, не увидев эту красоту, это изобилие. Хашим с одной стороны радует, каким хорошим человеком бывший бродяга стал. С другой, удивляет, так и не женился, не создал новую семью. Вслед за умершей в могилу не ляжешь, живому положено жить полнокровно. Приглянулся Хашим симпатичный, трудолюбивый Газиме, но не дождалась она предложения от него и в сердцах вышла замуж за другого вдовца. Шакира Истаулов, похоже, тоже заинтересовалась Хашимом, приезжала несколько раз будто бы повидаться с ней, Бурсенбикой. Нет, из этого ничего не вышло. Всего себя отдал отец Мадины внучкам, в особенности любил кукхылу, мухи, как говорится, сесть на нее не давал. Вроде бы не осталось в этом мире ничего, что может удивить Барсынбеку, а подишь ты, удивляет ее Хашим. Вот и скажи после этого, что знаешь людей. Барсынбека по тропе, рассекающей усадьбу надвое, направилась к дворовым строениям. В саду тихо, спокойно, только пчелы деловито перелетают с цветка на цветок. Каких только цветов нет у них.
Возле бани раскрылись гладиолусы, чуть дальше радуют глаз высокие лилии. Перед домом – белые, розовые, желтые, красные розы, вдоль фундамента пламенеют гвоздики. Мадина ни пяди земли, не засеянной цветами, не оставляет. Весь двор усыпан ими. Чтобы скот их не потоптал, поставили для его прохода отдельные ворота. Подустав от долгого хождения, Бурсенбика присела на скамеечку у фундамента дома. «Слава Аллаху, возношу за отпущенные нам тысячу тысяч благодарений», проговорила она мысленно и молитвенно провела ладонями по щекам. «Живу в возрожденном на пепелище хозяйстве среди цветов, как в раю». Иногда по утрам утомляют Бурсенбику посетители, нуждающиеся в ее помощи. Не может же она повернуть назад человека, пришедшего с просьбой. А хочется и посидеть вот так, без забот, в покое. Сегодня никого еще не было. Мадина угнала коров в летний лагерь, присылает часть молока попутно шоферам колхозного молоковоза, остальное пропускает через сепаратор, там пахтает масло про запас. Так что хлопот по этой части у Бурсенбики нет. Единственная забота – во время накормить Абделяхата с Хашимом, да и то чаще всего берет ее на себя Хашим. Посидев на скамеечке, решила было Бурсенбика зайти в дом, прилечь до намаза, но только успела подняться, открылась калитка. «Можно к вам, Ины?» «Заходи. Не бойся, собаки у нас нет». Не узнав вышедшую во двор женщину, Бурсенбика приблизилась к ней. «Вроде видела я тебя раньше, а? Я, Нагима. Ай, память моя. Ты ведь председателева жена?» «Да, Ины, жена Саяфа. Присядь. Или давай в дом зайдем, чай вскипячу». Зять Абделяхат электрический чайник купил, быстро вскипит. Удобная вещь. Не в гости я. Женщина волновалась, сказала, видно, не зная, как начать разговор. «Цветов-то у вас сколько?» «Ой, не о том говорю. Вачаяния я, Ины. Без, на старости лет, можно сказать, попутал, забеременела». «Что ж тут такого? Обычное дело. Сколько у тебя детей?» «5. Дай имени Аллах вырасти благочестивыми, добрыми людьми. Где 5, там и 6 уместится. Так-то оно так. А что не так? Не могу я родить. Прервать надо беременность. На этот случай есть больница. Не сталинские теперь времена. Только грех придется вам на душу принять. И в больницу я не могу пойти. Если Саиф узнает. Бэй, пусть узнает, не ветром же, наверно, ребенка надуло. Не буду скрывать от тебя, Ины. В последние годы плохо мы с ним жили. Сначала он с этой сукой Галимой связался. Все же мы вместе спали. А теперь, 2 года уже, врозь. Со зла я согрешила. Давно, 5 месяцев скоро будет. Тогда я в хор к Мадине ходила, был повод отлучаться из дому. Теперь поздно слезы лить. Здравый ум, ясная голова нужна тебе. Если Саиф узнает, в тот же день от меня уйдет. А дети еще не все подросли. Сделай, Ины, доброе дело, век не забуду. Во-первых, я такими делами никогда не занималась. Голос Бурсенбики построжил. Во-вторых, убить 5-месячного ребенка? Не возьму на себя великий грех, готовясь предстать перед Всевышним. И ни одной женщине не советую обращаться к бабкам с такой просьбой. Если тебе дорого благополучие твоих детей, и ты должна отказаться от задуманного. Легко сказать. Ты Саяфа не знаешь. Аллах мой, ведь я единственный раз в жизни ошиблась. У тебя есть голова на плечах, думай. В крайнем случае попробуй обратиться к знакомому доктору. Я тебе в этом деле не помощница. Извини. В это время тихонечко приоткрылась калитка, просунул во двор голову круглолицый мальчонка лет 7-8. «Мам, ты долго еще тут будешь?» «Ах ты, увязался, оказывается. Ладно, Ины, пойду. Прости, что побеспокоила. Не обижайся на меня. Какой-нибудь выход найдется». «Спасибо». Когда за женщиной закрылась калитка, Бурсенбика спохватилась, что же это я, надо было ребенку что-нибудь вкусненькое вынести. То ли от того, что с утра была на ногах, то ли из-за напряженного разговора она почувствовала сильную усталость.
Даже подняться на крыльцо, казалось, сил не хватит. Зашла в летнюю кухню, прилегла там. Нагима, вернувшись от Барсынбики, застала Саяфа дома. «Истопи баню», — сухо приказал он. «Брюки мои погладь. И эту, голубую рубашку приготовь. Вы гости, что ли, пригласили?» Обычно Нагима не надоедала мужу расспросами, но тут не выдержала, спросила. Странно, не было у Саяфа привычки баниться в середине недели. «Одно у тебя на уме, кому бы в гости сходить», — буркнул он. На этом разговор и закончился. Воду в баню натаскали старшие дети. Пока она топилась, Нагима успела нарезать лапшу, сварить суп. Действовала она с каким-то ожесточением. Саев нервничал, то приляжет, то встанет. И непрерывно курил. Побанившись, велел сыновьям вымыть машину и снаружи, и внутри. Затем, принарядившись, сам сел за руль, выехал на Больших и укатил в Таулы. Сучка его позвала, сообразила Нагима. И прежде, собираясь к ней, он прихорашивался. Всего лишь раз Нагима за всю свою жизнь изменила мужу в отместку за его неверность. Да и то не с кем попало, а с Абаклинцем, которого любила в молодости. Однако после этой встречи не испытывала душевного подъема, напротив, измаялась, чувствуя себя виноватой. Казалось, все в ауле знают о ее грехопадении и указывают на нее пальцем. Асаев не стыдился, уходил ночевать к любовнице в наглую. И Галима, бывало, встретившись с Нагимой на улице, лишь глянет на нее презрительно и пройдет мимо, не поздоровавшись, будто не она блудит с чужим мужем, а Нагима. Несправедливость, неладные отношения в семье корежили душу Нагимы. И уйти от Саяфа она не могла, ради детей терпела. Проходили безрадостно день за днем, схожие, как капли воды. Ладно еще записалась в хор, песни утешали. Мадина называла ее нашей сопрано. Но и ходить на спевку Саев недавно запретил, не объяснив причину запрета. Да, прошла жизнь Нагимы без радости любви. И замуж ведь она вышла не по любви, потеряв любимого. Уже тогда была угасшим очагом, не смогла принести счастье и Саяфу. Если подумать, так большинство женщин в аулах выходит замуж, чтобы народить детей, стать матерями. И для мужей иные как бы матерями становятся. Так и живут. Детей Нагима любила, однако в душе жаждала еще чего-то, ждала кого-то. В ожидании, в надежде на несбыточное и нарвалась на эту беду. Подчинись судьбе. Принимай жизнь такой, какая она есть, с благодарностью наставлял ее внутренний голос. А второй голос твердил, чем ты хуже других? Жизнь у тебя одна, неужто уйдешь из нее, не испив напитка любви? И только сейчас поняла Нагима, что за каждую минуту радости, за каждый ошибочный шаг надо платить. Она приняла решение, умрет так умрет, зато не услышит от Саяфа слова «шлюха». Уложив детей спать пораньше, пошла в теплую еще баню. Разделась, села на пол. Знала она по разговорам женщин, что Галима, забеременев от Саяфа, ходила спасаться к бабке Таибе. В ауле ведь, как говорится, на одном конце посудой зазвенит, на другом конце слышно. Таиба давно уж в могиле, потому и пошла Нагима к Барсынбике. Барсынбика отказалась помочь. Что ж поделаешь, придется самой. Как делались подпольные аборты, Нагима, тоже по разговорам, представляла. Галима вон, хоть погрязла по горло в грехах, живет себе припеваючи. Так что и с ней, Нагимой, может быть, ничего страшного не случится. Не ожидал Саев, что Галима встретит его так радушно. Что ни говори, разделил их холод минувших лет, да и неравны ступени, на которых они теперь стоят. Было время, когда Галима ходила под рукой Саяфа, и он вел себя так, как ему заблагорассудится. Случалось, и сцены ревности ей устраивал, а она принимала их безропотно. Саев думал, что эта безропотность объясняется ее любовью к нему, а дело, оказалось, обстояло не совсем так. Как только в райкоме предложили поехать на учебу, вспорхнула и улетела его зазноба. «Прощай, Теряклы». И надобность в Саефе отпала. Обиделся он тогда. И сейчас,
Как ни крутилась перед ним принаряженная Галима, пододвигая к нему то рюмку с коньяком, то закуску, чувствовал он, что не радостью встречи это вызвано, а чем-то другим. «Спору нет, поднял ты колхоз, дорогой мой», ворковала она. «Кто по надою молока впереди? Колхоз Алга. А по урожайности? Тоже Алга. А того, видать, и загордился ты, душенька, даже не заглянешь ко мне, не поинтересуешься, как я живу? Неужели от нашей любви ничего не осталось, а?» Груди Галимы были приоткрыты, щеки порозовели, бархатистый голос звучал проникновенно, и чем дальше, тем откровенней льнула она к гостю. «Удивляешь ты меня, Галима», — сказал он. «Что, наскучило жить без дружка? Официально я, женщина, побывавшая замужем». Конец, нарушив границы приличия, Галима села на колени Саяфа. «Думаешь, без свидетельства о браке меня допустили бы к нынешней должности? Хочешь сказать, что в Свердловске вышла замуж? Нет. Лишь добыла нужную бумажку. Ах, Саев, то ли ты нисколько по мне не соскучился, то ли сам здесь, а мысли твои далеко». Галима пересела обратно на стул. «Зачем ты меня вызвала?» Не ожидавшие, что разговор так быстро приобретет серьезную направленность, Галима чуточку растерялась. Сказала, минутку подумав. «В свое время ты возвысил меня, депутатом, героиней стала. Теперь моя очередь. Хочу ответить добрым на добро. Так? Можешь перейти к сути дела без длинного вступления?» «Конечно, могу. Я предложила твою кандидатуру на должность второго секретаря райкома. Ты предложила? Я. И полагаешь, что к твоему мнению прислушаются?» «Уверена». «Откуда такая уверенность?» «А, понял. От Кадрасова идет. Отставь пока ревность в сторону. Ревновать тебя». Саев усмехнулся. «Ладно, промолчу. Саев, расслабься. Что-то не получается у нас веселье». Галима вновь наполнила рюмки коньяком. «Почивать, что ли, не умел? Наполеон, пишут, перед Жозефиной на колени вставал, а ты сидишь так, будто скалку проглотил. Ты ведь не Жозефина. Будь я Жозефина, ты тоже встал бы на колени. Так, что ли, должна тебя понять? Может, встал бы, а может, и нет. У тебя и прежде была привычка высокомерничать. Так уж мир устроен, болезни проходят, привычки остаются». Пока Саев сидел, покручивая рюмку меж пальцами, Галима выпила второй раз. Лицо у нее покраснело, но на носу бисеринками выступил пот. «Должно быть, попивает», — пришел к выводу Саев. «Быстро покраснела, быстро пьянеет. Захмелев, раскроет свой план, долго ждать не придется. Саифушка, спей тебе». «Не надо. Лучше Мадины не споешь. 11-й, Мадина. Она только старинные песни поет, а я — современную, а? Сказал же, не надо. Мне песни дома осточертели, жена как проснется, так начинает скулить и не умолкает, пока не ляжет вечером спать. Я уж и от хора ее отлучил, не помогло. Тебя не радует перспектива выдвижения?» «Да, душенька. Радует. Какой мужчина откажется от карьеры? Только, ты ведь не все сказала. Что за это я должен сделать?» Вопрос ты поставил ребром. Это мне нравится. Ты, дорогой мой Наполеон, очистишь мой путь от врагов. Кто они? Бурсенбика, Абделяхат, Мадина. Бог, как говорится, троицу любит. Айба-ай. Саев, поднявшись из-за стола, сел в кресло. «Здоровый аппетит у моей Жозефины». «Здоровый. Ха-ха-ха». Захмелевшая Галима тоже поднялась и, расхохотавшись, упала на диван. «Если б здоровый, разве сидел бы ты, развалясь в кресле? Ха-ха-ха. Иди ко мне, мой Наполеон». Саев выключил свет, начал, подойдя к дивану, раздеваться. «А Мадина чем тебе помешала? Разве она поперек твоего пути вставала? Это нужно для моего благополучия. А мое благополучие — это и твое благополучие. Ой, какой ты, горячий. Жозефина без тебя. Нет, ты без Жозефины — никто. Понял? Король без королевы — никто.
В летнем лагере Мадина живет с дочками в шалаше, сооруженном при помощи абдиляхата в форме юрты. Шалаш поставили на бугре, на ветру, чтобы не досаждали комары и мухи. Он спасает от дождя, поскольку накрыт толстым слоем свеженакошенного сена, а в жаркое время в нем прохладно. Подъезжая к лагерю, Мадина глянула с горы прежде всего на свое жилище. Девочек рядом с ним не было видно, должно быть, ушли собирать ягоды. Пастухи пригнали коров на дойку, поблескивали подойники в руках доярок. Развешенное ими на просушку белье, дымок от костра придавали лагерю обжитый вид. Все это было близко сердцу Мадины. В сторонке кто-то, кажется, пастух Сайгафар, пел протяжную песню. И день за днем теряешь, не считая, не замечая, что проходит жизнь. Мадина отпустила поводья потянувшегося к траве коня, вслушалась в голос певца. Может быть, оттого не думаешь о смерти, что не замечаешь, сколько времени уже прожито. Лишь в неволе люди считают не только дни, но и часы, оставшиеся до выхода на свободу. После возвращения Абдиляхата Мадина как бы не чувствовала течения времени. Течет оно и течет, как вон тот ручей, и это вполне естественно. Ощущение этой естественности нарушалось сейчас лишь тем, что нет письма от Даута. Но придет долгожданное письмо, придет. Если бы с Даутом что-то случилось, бабушка не выдержала бы, сказала. Она же ясновидящая. После вечерней дойки, проводив молоковоз, Мадина поднялась к своему шалашу. Девочки подвесили чайник над костром, спорит, как всегда, меж собой в шалаше. Разве заварник набивают битком? Это голос Кюнфхылу. Мер не знаешь. Я положила, как бабушка учила, листья ягод, смородины, ежевики. Мама, наверное, устала, выпьет, и сил у нее прибавится. А если мама просто чаю захочет, чаю перед сном, она долго не сможет заснуть, а ей чуть свет вставать, не лежит, как мы, до обеда. У Мадины приподнялось настроение. Девочки есть девочки, заботятся о маме. Как хорошо, что небеса не спаслали ей сразу двух дочек. Попив чаю, вернее, ароматного настоя, Мадина положила на жаркие угли костерка гнилушки, чтоб дымили, отгоняя комаров, и легла спать. Глаза у нее слипались, устала за день, десятки километров проехала верхом, подыскивая новое удобное место для переселения летнего лагеря. Только вот дочки никак не успокоятся, обняли ее с двух сторон, успели соскучиться, хотят поговорить с мамой, понежиться около нее. «Мам, ты нас обеих любишь?» Вопрос Кюнхыл вынудил Мадину открыть глаза. «Конечно. Мамы всех своих детей любят одинаково. А я думала, что сильнее любишь Купфхылу. Мама всегда спит, повернувшись к тебе, а я молчу». В голосе Купфхылу чувствовалась не обида, а снисхождение к сестре. «Спите, мои маленькие. Мы с папой любим вас обеих. Мам, а ты кого больше любишь, папу или нас?» Мадина растерялась. Пока она подыскивала ответ, пришла на помощь Купфхылу. Мамам такие вопросы не задают. Если бы папу любила больше, не приехала бы сегодня сюда. «Мама и пап должны крепко-крепко любить», — решительно заявила Кюнфхылу. «Ах, малышка, видно, учуяла детским сердцем, что между мамой и папой вдруг возникло недопонимание. Я и папу вашего отчаяния очень люблю. Спите». Мадина поцеловала обеих дочек. «И бабушка, и дед ваш Хашим соскучились о вас. Дня через 2 переедем ближе к ним, осень ведь уже наступает. Мам, а дядя Давид?» Купфхыла осторожно притронулась к оголенному предплечью матери. «Из чего он сделал свою скрипку?» «Из клена. Дядя Давид как-то сказал мне, что клен впитывает в себя человеческие голоса и древесина у него очень звонкая. Поэтому его скрипка поет, как ты, как я». Мадина, усмехнувшись, погладила Купфхылу по голове. «Скрипка, детка, не пела бы, как я, если бы скрипач не понимал женские сердца». Уже засыпавшая Кюнфхылу встрепенулась. «Мам, Купфхылу хочет, когда вырастет, выйти замуж за дядю Давида». Купфхылу, разъяренная раскрытием самой большой ее тайны, даже привскочив,
Села в постели. А сама то. Ты ведь сказала, что выйдешь, когда вырастешь, за дядю Хусаина, потому что он любит лошадей. Ладно, ладно, выйдите. Едва сдержав смех, Мадина уложила Купхылу на место, натянула на девочек одеяло. А пока пора спать. Нарыв тайны прорвался, девочки, почувствовав облегчение, наконец, угомонились и заснули. Мадину некоторое время, несмотря на усталость, сон не брал, лежала, вспоминая события минувшего дня и думая о предстоящем перемещении летнего лагеря. Дело это хлопотное, но переселиться придется, и пастбища здесь оскудели, и медведи начали беспокоить. Вчера ночью медведь напал на корову, пастухи отогнали зверя выстрелами и успели зарезать пораненную скотинку, пока была жива. Подвесив разделанное мясо, ушли на ручей мыть потроха, а когда вернулись, глядь, одной коровьей ляжки нет, унес таки медведь, улучив момент, свою долю. Сейчас в лагере тихо, лишь звякнет иногда корова бутталом и ухает где-то филин, да ручей, струясь меж камнями, поет свою вечную песню слышней, отчетливей, чем днем. И мысли ночью становятся отчетливей, ярче, все мелочное, суетное куда-то отсеивается, остается самое важное. А самое важное для Мадины – отношения с Абделяхатом. Точит и точит ее сердце и разладывает семейной жизни. Абделяхат, не отрывая глаз от Нивы, по которой при каждом порыве ветра пробегали то тронутые желтизной, то белесые волны. Вот результат его трудов, урожайная соната, созданная солнцем, почвой и его вдохновением. Сколько беспокойных дней и бессонных ночей провел он, пока семена прошли испытания на маленьком опытном участке и переместились в поле. Порой впадал в уныние, но и в такие моменты волновались перед его мысленным взором массивы стойких хлебов, не полегающих ни при сильных ветрах, ни при ливнях, способные дать до 60 центнеров урожая с гектара. Крепкостебельная пшеница, названная Абделяхатом Тереклинской-1, заняла пока 6 гектаров, а на 20 гектарах заколосилась рожь сорт Алга-1. Если выждать еще недельку, Алга-1 покажет урожайность, равной которой не будет не только в районе, но и в республике. Абделяхат полон радости, с такой огромной работой справился один, не обращаясь за помощью к другим селекционерам. Спасибо Раузи и тестю Хашиму, они всегда были рядом, помогали, как могли. Даже Шангарик чувствовал, что Абделяхат занят великим делом и усердно охранял его опытный участок. И вот что еще удивляет Абделяхата, открытие в своих исканиях он делал совершенно неожиданно. Порой сникал, все, дело безнадежное, уперся в тупик, как вдруг возникала новая идея, воодушевляла его, наделяла уверенностью и азартом. Впрочем, в любом творчестве неожиданные открытия и находки – это ведь результат непрекращающейся ни днем ни ночью подспудной работы мозга. Сейчас в душе Абделяхата было ясно, как в безоблачном небе над головой. Он достиг цели, оправдал свое существование в этом мире, вернувшись через лагерный ад на родную землю. Желание сочинять музыку он сменил на селекционную работу, может быть, станет в ней своего рода Бетховеном или Моцартом. Долго простоял Абделяхат, любуясь хлебным разливом, вобравшим в бесчисленные тугие колосья жар и его душа. Эх, нет рядом Аюпа Газизовича. От понимания невосполнимости утраты внезапно защемило сердце. Не видит близкий друг и советчик эту красоту и никогда не увидит, не разделит радость Абделяхата, не засветится в его поблескивавших под густыми бровями синих глазах доброжелательная улыбка. Абделяхат сел на мотоцикл и покатил в аул. Перед спуском под гору опять бросились в глаза две березы, питающиеся от одного корня. Нравятся они и ему, и Мадине. Словно отошла эта пара в сторону от зеленеющего внизу березняка, поднялась вверх и, заглядевшись друг на дружку, забыла дорогу обратно. Какие они молодые, красивые. Абделяхат остановил мотоцикл возле берез. Сколько раз я проезжал мимо вас и все недосуг было остановиться. Простите, березы, мысленно обратился он к ним. И Мадина, наверное, не сходят с коня, когда проезжает здесь, может быть, смеясь, может быть, плача,
Только вы тому свидетели. Расстелив пиджак, Абделяхот растянулся под березами. Тихо шелестела на легком ветру их листва, воскрешая в его памяти события давно минувших дней. Из лагеря в аул он вернулся в состояние, о котором говорят, в чем только у человека душа держится. Голод и пронизывающий до мозга костей холод сделали свое дело. Увидеть бы Мадину с сыном, тогда и умереть можно без сожаления, думал он. Эта мысль помогала ему выжить, спасала, когда беспощадная действительность брала за горло и смерть подступала вплотную. Возникала в мнительном уголке сознания еще одна мысль: Мадина молода, красива. Что, если нашла другого? Все равно, отвечал сам себе Абделяхот, ради того, чтобы взглянуть на любимую, хоть пешком дойду до нее из Сибири, а если не хватит сил дойти, на брюхе доползу. Поняли, видно, его на небесах, со слезами на глазах выслушал он приказ об освобождении. До этого так плакал лишь в день окончания войны. После возвращения в аул, обняв Мадину и сына, со стыда за сомнение верности жены не знал, куда спрятать глаза. Жизнь продолжалась. Кум из Газимы, целебные отвары Барсынбики и в особенности нежная забота Мадины за 2-3 месяца поставили его на ноги. Налили силы мышцы, лицо обрело здоровый цвет, окреп голос, возросла уверенность в самом себе. И однажды, когда земля освободилась от снежного покрова и украсилась горецветами, в пору великого обновления природы пришли они с Мадиной к этим березам. Прислонились к ним, взявшись за руки, и животворная сила бродивших в белых стволах соков передалась им. Горячие губы Мадины разбудили продремавшее в Абделяхоте много лет желание. Взликовала его душа, вновь испытав после долгой разлуки радость близости с любимой. Тенгри мой, не спошли нам 2 дочек, похожих на Мадину и прекрасных, как эти 2 березы, мысленно пожелал он. В тот незабываемый день долго лежали они среди россыпи горецветов, слушали доносившуюся из небесной синей песню невидимого жаворонка. Волосы, ресницы и губы Мадины, казалось, пропитались ароматом цветов, а в глазах отражалось сияние бездонного неба. Когда пошли домой, Абделяхот поднял ее и понес, прижав к груди. «Тяжело тебе, отпусти», — говорила жена, а сама еще крепче обвивала руками его шею. «Не отпущу. Я готов всю жизнь шагать так», — отвечал Абделяхот. Много воды с тех пор утекло. И он, и она заочно окончили институт. Пламя любви не угасало в их сердцах. Ее сила превратила вернувшегося умирать Абделяхота в батыра, готового передвинуть горы. Если он брался строить новый дом, топор играл в его руках, если сажал плодовые деревья, в скором времени они уже плодоносили. И раскинувшееся морем хлеба тоже порождены могуществом любви. Нельзя сказать, что Абделяхот вовсе не ревновал молодую красивую жену, пусть и безадресно, без причины, это случалось. В такие моменты перехватывало дыхание от этого дурного чувства, но он старался скорее прогнать его прочь, боялся унизить Мадину ревностью. Всегда помнил, что женщина, столько лет прождавшая мужа, не зная определенно, сможет он вернуться или нет, достойна не только горячей любви, но и большого уважения. А твое поведение в последнее время? Абделяхот, смутившись, резко приподнялся, сел. Поверив навету Галимы, бабье по существу сплетня, обидел Мадину. Какое ты имеешь право думать о ней плохо? А картина? Ну, все ведь тут объясняется просто. Человек, наделенный чутьем художника, в виде красавицу, какая, может быть, рождается раз в 100 лет, не мог не взяться за кисть и краски, не написать ее портрет. Идиот я, идиот. Если бы Ай был уверен в моей искренности и понимании, картина не осталась бы незавершенной. Он опасался моей ревности, иначе закончил бы работу над ней. Я помешал его творческому вдохновению. Как жить, не допуская ошибок, чтобы не терзать себя потом запоздалым раскаянием? Он, Абделяхот, виноват перед покойным другом, виноват перед Мадиной. В безмерной тоске Мадина ждала его из лагеря, дождавшись, превратила полуживого доходягу в полного сил мужчину и опять ждала,
когда он засиживался ночами в своей лаборатории, проводя опыты. Какими словами он должен попросить прощения у жены, которая помимо всего прочего несла на своих плечах без жалоб, без единого упрека заботу о детях и все домашние хлопоты? Почему он ни разу за минувшие годы не догадался пригласить Мадину к этим березам, на эту памятную поляну, подарившую жизнь их прелестным дочкам, просто для того, чтобы в пору, когда из земли пробиваются к солнцу ростки горецвета, послушать вдвоем звенящего в небе серебряным бубенцом жаворонка? Говорят, человек узнает цену счастья, когда теряет его. Но нет, не потеряно еще оно. Поспеши, Абделяхат, к любимой. Еще не поздно. Твои сомнения не стоили капельки переживаний тоскующей Мадины. Железный конь, натужно гудя, помчал Абделяхата в сторону летнего лагеря животноводов, к ждущим его в нетерпении жене и дочкам. Рауза сегодня поднялась рано. Замесила, добавив муки, затеянное вечером на дрожжах тесто. Замочила сушеные ягоды, пропустила через мясорубку. Короче говоря, начала готовить угощение для Хусайна по случаю дня его рождения. Хусайна перевели на легкую работу, в пожарку. Сейчас в его ведении 2 лошади и телега с бочкой. Помимо этого предмет его забот, купленный в частном порядке жеребенок. При них днюет и ночует. Пожар может случиться и днем, и ночью, со временем суток не считается, говорит он. Но чует материнское сердце, что бы ни говорил, после несчастья с Аврасом боится сын оставлять лошадей без присмотра, ни на шаг от них не отходит. Ну ладно, не совсем ведь одинока Рауза, живет при ней Шангарий. Хоть и глупый, все же преданный ей человек. И сама, несмотря на пожилой возраст, состоит на службе, считай, государственного значения. Абделяхат очень ценит ее, называет не иначе, как Раузой Гадагариевной. Кто еще, скажите, обращаясь к ней, вспомнит ее отчество? Никто. Вот человек, удивленно думает Рауза об Абделяхате, сиротой рос, войну и тюрьму прошел, а такой культурный. Сколько уж проработали вместе, а ни разу не услышала Рауза бранного слова из его уст. Прямо-таки святой. К сожалению, не дал Бог Раузе такого культурного мужа. Конечно, внешность у нее не столь привлекательная, как у Мадины, а все-таки тоже ведь не из цыганской повозки выпала. Полновато, но это не значит, что некрасивая. Когда тесто подоспело, Рауза налепила множество пирожков со сладкой начинкой и разнообразных пышек, сунула их в жарко натопленную печь. В доме запахло пекущимся тестом, ягодами, шипевшим в сковородках маслом. Решив, что пора разбудить Шангарея, Рауза вошла в дальнюю комнату и едва не присела от удивления, застав дурачка не только бодрствующим, но и, можно сказать, при полном параде. «Ах-ах, поглядите-ка на него!» — запричитала Рауза. «Ты, Шангарей, в своем уме? А что? Здоровый я выгляжу». И без того небольшие глаза Шангарея совсем сузились в довольной улыбке. «Ну, наделал ты дел. Я расстаралась, только нынешней весной купила тебе новый костюм, чтобы выглядел среди людей прилично. Ружайпши хорошая. А во что ты его превратил?» Вся грудь и живот Шангарея были увешаны наградами, сверху проволочными крючочками прицеплены к костюму 3 геройские звезды, вырезанные из консервной банки, ниже, до пупка, жестяные же кругляшки, которые, надо думать, изображали ордены и медали. «Господи!» — простонала Рауза, глядя на большеголового низкорослого Шангарея, ставшего похожим на клоуна, и, не найдя других слов, повторила: «Господи! Я, Прежнев!» — гордо сказал Шангарий. «Ты вшем, кто ж прошет, говори так, ладно, Раужапши. Вот идиот. Что Разве умный человек увешает себя всякими железками? Прежнев тоже идиот? Вот скажу Абделяхату, тогда узнаешь. Так у Брежнева же настоящие награды. А у тебя, тьфу. Ему другие люди ж делали, а я, Шам, не украл. Ай, неразумный. Брежневу за войну, за работу дали. А я разве не работаю? Тогда я на работу больше не пойду. Айда, Шама, прогоняй кош. Я же не говорю,
что ты не работаешь. Ты тоже работаешь. Слова «сама прогоняя коз» вынудили Раузу сбавить тон. Только ведь, никто сам себе медали не дает. Медалями государство награждает. А если не награждает, так и не носишь. Вот я же не ношу. У тебя нет, а то нацепила бы. Ай, Аллах мой. Как же я тебя в таком виде поведу к Хусайну на день рождения? Вся улица со смеху покатится. Я и для Хушейна 3 жвижды медали делал. В подарок. Он тоже в шевреме работает, а ему никто медали не дает. Жато я дам. Ох уж этот Хусайн. Доброе слово о сыне, услышанное хотя бы от Шангарея, растрогало Раузу. Людей, которые служат государству так преданно, как он, раз-два и обчелся. Он ведь, бедняжка, даже не женился, деток не поласкал в самую пору, когда ласкать бы их да ласкать. И кто о нем, когда умру, будет заботиться? Я есть же я. Ах, миленький. Тебе самому ненька нужна. А все же спасибо. Доброе у тебя сердце. Хоть и, как говорится, труба кривая, дым прямо поднимается. Ладно уж, раз нацепил медали, так нацепил. От этого ни глупости, ни ума не добавится. Вскоре Рауза, надевшая вынутое из сундука цветастое платье, зеленый камзол, на пару с увешанным жестяными наградами Шангареем, торжественно направилась по улице аула к пожарке. И она, и он несли в свободных руках по узелку с гостинцами для именинника. Лилия Николаевна Башкирцева проснулась в слезах и какое-то время пролежала, боясь открыть глаза. Может быть, это не сон, может быть, она действительно маленькая девочка, которая все еще бежит вдоль по речному берегу, а ее старший брат, уносимый течением, кричит ей: «Хатира! Хатира!». Лидия Николаевна прислушалась к звукам, доносившимся до нее в темноте. Текают часы, в кухне из незавернутого до конца крана течет, журчи, струйка воды. В прихожей иногда тоненько поскуливает немецкая овчарка Марта. Возможно, ей снится время, когда была щеночком и, отталкивая своих братцев и сестричек, пробивалась к соску матери. Лидия Николаевна осознала, что лежит в своей ленинградской квартире. И все же сердце у нее щемило от того, что увидела во сне. У мальчика, которого несло течение, были синие глаза. Лидия, протягивая к нему ручонки, кричала: «Аупагай!». Интересно. Лидия Николаевна попробовала повторить слово «агай» вслух, оно прозвучало на русский манер, а во сне, это она точно помнит, выкрикнула его чисто по-башкирски, с горловым «к». Альп. Аюп Камалединов, вот кого уносило течением во сне. А почему он, обращаясь к ней, назвал ее Хатирой? Хатира. Внезапно Лидия Николаевна привскочила в постели. Молнией блеснула в мозгу всплывшие из глубин подсознания воспоминания. Ее, еще совсем маленькую, звали Хатирой. Да-да, ее имя — Хатира. Дюжий усатый мужчина пел ей песню, повторяя в ней это имя, а молодая симпатичная башкирка, видимо, мама, поднимала ее высоко-высоко, и она, Хатира, визжа от восторга, тянулась ручонками к ней. Лидия Николаевна застонала, из глаз хлынули горячие слезы, подтекли по щекам, по губам, прорвалась наружу лежавшая всю жизнь тяжелым бременем тоска на сердце. Какая жалость! Хотя всем своим существом воспринимала она Аюпа Камалединова как близкого человека, так и не смогли посидеть, поговорить не спеша. А почему она думает о нем в прошедшем времени? От Ленинграда до Уфы лету всего несколько часов, возьми и слетай. Ничто не мешает им встретиться, пока живы. Впрочем, думать о смерти ей и Аюпу еще рано. Поняв, что больше не заснет, Лидия Николаевна встала, умыла лицо холодной водой. Выпила, достав из холодильника, какой-то сок, вкуса не почувствовала. Забралась в кресло, подтянув к себе согнутые в коленях ноги, и просидела так, пока за окнами не рассвело и не рассеялся туман. Текли чередой воспоминания, образуя на ее побелевшем под скупым северным солнцем лице то мелкие, то глубокие морщины, так порывистый ветер вызывает на поверхности моря то рябь, то волны.
Ее до сих пор густые длинные, обрамляющие синие глаза ресницы чуть заметно подрагивали. Когда куранты пробили 8 утра, Лидия Николаевна Башкирцева, строго одетая, как и положено профессору медицинского института, уже сидела на любимой скамейке у моста через Неву. Здесь, на легком ветру, на Приволье, казалось, развеются обрушившиеся на нее переживания. Трудно сказать, сколько времени она просидела в раздумьях. Заставила ее встрепенуться давно знакомая, часто вспоминавшаяся мелодия. Сначала она подумала, что напела ее, забывшись, сама. «Не олень ли бежит со степной стороны», так начинается песня. Слова песни пересказывала Лидии Николаевне по-русски одна из медсестер Таулинской больницы, поэтому она хорошо представляла судьбу девушки Зульхизы, выданной замуж в чужие края, тосковавшей там и в конце концов сбежавшей на родину. Но в эту минуту песня вырвалась не из груди Лидии Николаевны, не громко пел ее, глядя на Неву, облокотившийся на перила моста молодой человек в морской форме. Господи, какое стечение обстоятельств! Сегодняшний, и неожиданно эта песня. Башкирцева закрыла глаза, и мелодия, изливавшаяся из груди моряка, унесла ее на башкирскую землю, горным отрогом, напоминающим спины заснувших сказочных животных, к скалам, на которых по утрам клекочут беркуты, к речным долинам, где весной от аромата цветущей черемухи может закружиться голова. О, дорогая моему сердцу земля! Чья злая воля разлучила меня с тобой, лишила возможности восхищаться твоей красотой, наслаждаться вкусом твоего хлеба и воды, слышать милые с детства голоса и напевы. Почему судьба не позволила мне укорениться на твоей благодатной, впитавшей в себя древние сказания и песня почве, растит на ней молодую поросль? Стенающая в песне Зульхиза все-таки была счастливее меня. Она не чужая для этой земли живущего на ней народа, она его родная дочь. Ее стенания понятны каждому башкиру. Такие примерно мысли промелькнули в голове Лидии Николаевны, пока звучала взволновавшая ее мелодия. Но вот песня смолкла. Башкирцева, испугавшись, что моряк сейчас уйдет, поспешно встала и приблизилась к нему. «Простите, вы из Башкирии?» Моряк обернулся к ней. «Да, из Башкирии». Вопрос, видимо, немного удивил его, но во взгляде не было отчужденности. Хорошо сложенный, смуглый синеглазый парень смотрел на Лидию Николаевну выжидающе, а ей казалось, что он вот-вот воскликнет «Тетя Лида» и обрадованно протянет к ней руки. У нее в горле мгновенно пересохло, колени ослабли. Чтобы не упасть, ухватилась за стальные перила моста. «Что с вами?» — встревожился парень. «Ничего. Немножко закружилась голова. Вам знакомы названия Таулы, Теряклы?» «Очень даже. Я из Теряклов. Абубакир, детка». Лидия Николаевна ткнулась лбом в грудь остолбеневшего парня и заплакала. «Не узнал тетю Лиду? Ну, помнишь мост, несчастье, больницу?» «Как не помнить? Помню. Я на флот служить пошел и напросился в Ленинград в надежде найти, увидеть вас. Вы же моя вторая мама, Лидия Николаевна. Ой, сколько людей, судеб!» Башкирцева подняла голову, взглянула в осветившееся радостной улыбкой лицо Абубакира. «Бабушка твоя жива? Хашим, Мадина, Каканри, Акамалейдинов, Аубгазизович, он умер. В письме мне сообщили». Абубакир еще не успел договорить, как Лидия Николаевна, теряя сознание, безвольно уронила руки. Саев спешил доехать до Теряклов, пока не рассвело, а то вдруг увидят его люди возвращающимся из Таула в такой час, и начнутся суды-пересуды. Это ему ни к чему, в особенности сейчас, когда его ждет новая должность. В молодости он вел себя неосторожно, если даже проделывал что-то, на собственный взгляд, скрытно, его тайна оказывалась сшитой белыми нитками. Пора поумнеть. Сегодняшняя ночь, проведенная с Галимой, мужского азарта ему не добавила, однако много чего в смысле карьеры и будущей жизни пообещала. Ради этого многокоитче можно и поступиться. Еще в ту пору, когда он был мальчишкой, забредшая к ним в дом цыганка сказала его матери:
Мальчик у вас непростой, башковитый, большим начальником будет. Должность председателя колхоза особо высокой Саев не считает, душа жаждала и жаждет чего-то большего. Приняв колхоз от Мирхайдарова, он решил отличиться, намного увеличивая государственные задания, если даже весь аул ополчится против него. Абдиляхот чуть ли не на каждом собрании твердил: болото, аккумуляторы влаги, питают реки и речки, а речки – кровеносные сосуды земли. Тем не менее Саев добился своего, осушили все болото в окрестностях Тереклов, засеяли зерновыми культурами. Видя, что это не дает ожидаемого эффекта, Саев сделал ставку на минеральные удобрения. Опять уперся Абдиляхот: нитраты в неумеренных дозах, враги почвы, урожай, полученный таким путем, наносит вред здоровью человека. Много сил отняло у Саяфа противостояние с главным агрономом, но опять он взял верх. Хозяин в колхозе, он. Его слово – закон. Свои речи на собраниях он подкреплял ссылками на постановления партии и правительства, и тут Абдиляхот оказывал себя сильным. Отец Саяфа, красный партизан Сайфулла, вел агитацию в пользу сына. Нацепив единственную свою награду – медаль за освоение целинных земель, старик ходил из класса в класс на встречи со школьниками. Рассказывал, как при его участии железной метлой вымели из аула кулаков, как сослали в Сибирь мулу и сбросили с мечети минарет. Поддерживаемый отцом, опираясь на свои знания и чутье, Саев поднимался вверх по пути, начертанному партией. А что, разве не хочется и ему, одетым с иголочки, в шляпе с твердыми, не потерявшими форму полями, разъезжать, развалившись в казенной «Волге», и чтобы в его кабинет, поблескивая икрами в разрезах юбки, постукивая по паркету туфлями на шпильках, заходила с бумагами стройная секретарша. Здесь, в колхозе, что секретарша, что бухгалтер, что доярка, все пропахли навозом, бегут на работу напрямик из коровьего хлева и с работы опять туда же. Лишь одна Мадина среди них как-то ухитряется сохранять изящество, оставаться привлекательной, но попробуй подступиться к ней. Может, и удалось бы подступиться, кабы не охранял ее, обвив, как удав, Абдиляхот. Говорят, человек сам кузнец своего счастья, но до сих пор смелости, что ли, не хватало Саяфу. Но ничего, все изменится, когда сбудется предсказанное Галимой. Разбрызгивая мелкие лужицы, оставшиеся на дороге после ночного дождика, не включая фар, Саев въехал в Тереклы, остановил машину, едва не натолкнувшись на стоявший перед домом столб электролинии. Разминая затекшие ноги, зашел во двор. Когда уже ступил на крыльцо дома, вдруг услышал стон. Решив проверить, не случилось ли что со скотом, направился было к сараю, но тут же споткнулся о чье-то лежавшее на земле тело. Саяфа прошиб холодный пот, остатки выпитого в таулах коньяка мгновенно выветрились. Он дрожащей рукой нашарил в кармане спички. «Кто тут?» Свет вспыхнувшей спички отразился в широко раскрытых глазах его жены. «Нагима. Что с тобой?» Приподняв ее голову, он ощутил ладонями, что волосы у нее влажные. «Нагима. Ты что, угорела в бане? Ай, какая незадача!» Саев бегом бросился на крыльцо, открыл дверь, включил лампочку, освещающую двор. Затем поднял жену, занес в сеня, положил на старый диван. Одна рука у него почему-то стала липкой. Поднеся ее к свету, увидел, что вся она в крови. Проводив Саяфа, Галима, удовлетворенная тем, что положила начало осуществлению хитроумного замысла, снова упала на свою постель. Здорово получается. Не приложив особых усилий, все она сделает руками Кыдрасова, Саяфа и других. Отомстит за украденное их Санбаем счастье его окружению. Галима чувствовала в себе небывалый прилив сил и энергии. Теперь ей не хватает только законного брака. Положение обязывает ее выйти замуж. Но не нужен ей первый попавшийся мужчина. Если уж заключать брачный союз, то с таким деятелем, как Кыдрасов, на худой конец, как Саев. Чтобы, как говорится, была и голова на плечах, и огонь в очах.
Вон иная никчемная бабенка случайно выскочит замуж за приличного мужчину и важничает: смотрите, мол, кто я и кто вы. Галима теперь, подобно Барсенхилу в сказке, сама может выбрать подходящую кандидатуру и пофорсить перед ней. Но прежде всего надо избавиться от свидетелей ее прошлой жизни. Услышав, что на кухне из крана потекла вода, Галима приподняла голову. «Самира? Чего тебе? Поди-ка сюда. Ты одна? А вот это не твое дело. Может, не мое, а может...» Самира со стаканом воды в руке прислонилась к дверному косяку спальни. «Этот, бугай колхозный, зачем он тебе опять понадобился? Самира?» Возмущенная тоном дочери, Галима поднялась, села в постели. «Яйца курицу не учат. Поняла?» «Поняла». Самира, должно быть, решив, что этого короткого ответа достаточно, повернулась и ушла. «Давненько ремня ты не пробовала. Где пропадала до 3 часов ночи? Это ты мне?» Казавшаяся в тусклом, падавшем с улицы свете огромная кудрявая голова Самиры вновь появилась в дверном проеме. «Кому же еще? В доме никого, кроме тебя, нет. А я, мамочка, не виновата, что твои клиенты уходят не раньше 3 часов ночи». Взбешенная Галима, нашарив возле тахты топочку, метнула ее в злоязычную дочь, но та успела отскочить и закрыть за собой дверь. «Скотина! Из-за тебя!» Высказать остальное Галима не смогла, перехватила от гнева дыхание. Глубоко вздохнув, она вылила в бокал оставшийся на тумбочке от Саяфа коньяк. Во время переселения в другой летний лагерь Мадина помогала пастухам, потому что путь предстоял долгий, пролегал через лес, а скот ближе к осени начинает дичать, и может разбрестись. Доярки уехали сразу после утренней дойки на грузовике. Они уже осваивают новое место, ставят треноги на костровищах или складывают из камней временные печурки, наводят порядок в перетащенном на тракторной тяге жилом вагончике, а самые проворные, обустроив свой быт, наверное, побежали на ближайшие горные склоны собирать никем не тронутую дикую вишню. Коровы, шагавшие поначалу нехотя, с ленцой, уразумев, что их гонят в сторону родных стоил, стали прибавлять ход, а непонятливые толки и прочий молодняк следовали их примеру. Собаки пастухов задирали чуткие носы, принюхивались к воздуху, должно быть, уловив принесенный ветром запах дыма и человеческого жилья. Мадина, ослабив ремень давившего на плечо ружья, остановилась немного отдохнуть. Под приникшими к склону горы скалами и валунами торопливо струился ручей. Надо напоить коня. День стоит жаркий, неплохо будет, если сама ополоснется, сразу прибавится сил. Хорошо, что девочек отправила утром на машине. Мхылу 2 дня надоедала, просила позволить поехать ей верхом. Ну, чисто мальчишка, липнет к лошадям, будто родилась в седле. Но разреши ей, тут же накуксилась бы Купфхылу. По силам, не по силам, ни в чем отставать от сестры не хочет. При подходе к ручью конь заострик ушами, заортачился, а Мадина услышала рычание, еще не успев осознать, что к чему, инстинктивно взяла ружье на изготовку. Похолодела, увидев на другом берегу волчицу, готовую защитить убегавших по тропке в челижнике волчат. Ах, то ли вскрикнула, то ли только подумала Мадина. Нацелила ружье на приоткрытую пасть волчицы, приложила палец к спусковому крючку, нажмет, и все, конец хищницы. Но вдруг вспомнила, как лежала, зарывшись в солому, и потеряла сознание, когда прямо над ней схватились не на жизнь, а насмерть 2 волчицы. Одна из них, одомашненная, спасла ее. В какую-то долю секунды промелькнуло это воспоминание в сознании Мадины и удержало ее от выстрела. Будь что будет. Она опустила дуло ружья вниз. Еще какое-то время волчица смотрела на Мадину налившимися кровью глазами, затем побежала вслед за скрывшимися в челижнике волчатами. Мадина вздохнула облегченно. Успокоила встревоженного коня, повела обратно к дороге. Оглянувшись, увидела, что волчица тоже оглянулась.
Недоверие двух рожденных и растящих потомства на одной земле существ друг к другу побудило их оглянуться еще несколько раз. Нагима пришла в сознание на третий после того, что случилось с ней, день. Шевельнула потрескавшимися от внутреннего жара губами. «Где я?» «В больнице». К ней склонилась девушка, в белом халате. «Вам что-нибудь нужно? Пить? Вам много пить нельзя. Врач не разрешает». Медсестра смочила ее губы мокрой ваткой. «Что со мной? И разговаривать много вам нельзя». Сказав так, медсестра открыла дверь палаты. Больная пришла в сознание, «Можете войти». Нагима удивилась, вошли еще одна женщина в белом халате и двое в милицейской форме. Никогда еще не имела Нагима дела с милиционерами. За ними следовал Саев. Лицо у него испуганное. Даже вроде бы постарел. «Саев. Как дети?» Саев, присев на соседнюю пустую койку, буркнул. «Подумала бы о детях до этого. Наделала дел. Ах, Саев, у меня ведь все же есть душа. Хоть бы прикинулся, что любишь. Вам нельзя волноваться». Женщина в белом халате нащупала пульс Нагимы и взглянула на милиционеров. «Можете задавать вопросы, но, пожалуйста, недолго». Милиционер постарше кашлянул. «А вы Нагима Шамсудинова?» «Да». Нагима осмотрела вверх. Там из установленного на подставке флакона что-то капало через прозрачный пузырек в трубочку, которая тянулась к ее руке. Переливалась кровь. Нагима вдруг вспомнила, как той ночью в бане полилась из нее кровь. «Кровь!» — вскрикнула она. «Спасите меня! Деточки мои!» Медсестра обеими руками вцепилась в нее. «Лежите спокойно, иголка выдернется. Для того и переливаем кровь, чтобы спасти. Душно, дышать нечем, окно». Милиционер подступил к Нагиме совсем близко. «Это он заслоняет воздух, не дает дышать. Кто сделал вам криминальный аборт?» «Душно. Как бабки ходили?» «Ходила». Нагиме казалось, что на ее грудь положили что-то тяжелое, холодное, и она не может сбросить с себя эту тяжесть, сил не даже раскрыть рот, сказать что-либо. «Уйдите, уйдите отсюда». Это голос медсестры. «Доктор». Затем словно бы кто-то позвал ее к себе, Нагима, и снял тяжесть с ее груди. Бурсенбика после утреннего намаза вышла во двор. Хотела открыть дверь летней кухни, взглянуть на спящих там девочек, но воздержалась, опасаясь разбудить их. Все лето скучала по правнучкам, но глядеться теперь на них не может. Услышав, что по двору кто-то ходит, из сарая подал голос жеребенок. Привел его Хусайн, сказал: «Пусть будет от меня подарок Кютнхылу в память о Саврасом. Она лошадей любит. Вот истинно добрая душа». И каких только людей не повидала Барсенбика на своем веку. Совершив омовение, она взяла пасашок и, выйдя через заднюю калитку, направилась к склону горы, на котором расположено кладбище. Давно уж туда не ходила, не освящала молитвы последний и приют своих близких. Произнеся соответствующую молитву, Бурсенбик открыла ворота кладбища, прошла внутрь. Вороны, обитающие на разросшихся над могилами березах, еще не проснулись, лишь 2-3 птицы захлопали крыльями и каркнули, известили остальных о появлении человека. Любят эти птицы место, где царит смерть. «Смерть не так уж страшна», — говорила Барсенбике бабушка. «Дерево тоже умирает, но остаются в земле семена, из них вырастают такие же деревья, которые рассеют тысячи новых семян. Если бы не было смерти, не обновлялась бы и не продолжалась вечно жизнь». Бурсенбика сначала остановилась у могилы Шихарбану. Могильный холмик уже сравнялся с землей. Выросший у изголовья куст сирени стоял, замерив в утреннем затишье, будто боясь шелохнуть увлажненные росой темно-зеленые листья. «Спи спокойно, сестрица. Бесконечно благодарна я тебе. Не было пятницы, когда я не прочла бы суру Корана, посвятив это твоей святой душе. Тебе, Шихарбану, выпало быть настоящей матерью моей Купфхылу». Затем Барсенбика подошла к высокому пока холмику могилы Дингисхана. Много времени прошло с тех пор,
как ты ушел из этого мира, но все еще являешься в мои сны. Ах, Дингисхан! Какая любовь соединила нас! Казалось, не налюбуемся мы, глядя друг на друга, и будет так до седых волос, до желтых зубов. Время не пощадило нас, превратило пламя любви в огонь ненависти, опаливший наши крылья, покалечивший наши души. Ты попытался найти спасение, начать жить заново, уйдя к другой женщине, но на почве, омертвленной проклятием, жизнь новых ростков не дает, ты забыл об этом. Туман, скрывавший макушку горы, развеялся. Прочтя это, заупокойную молитву, Бурсенбика поднялась на самую вершину. Какой простор открывался взгляду отсюда! Бурсенбика присела на каменный выступ, с удовольствием вдыхая напоенный запахами трав утренний воздух. Теряклы лежали перед ней как на ладони. Теряклы. За годы, прожитые здесь, аул стал для нее родным. Здесь. Нашла она свою дочь и укоренилась. И сколько добрых людей встретила здесь. Сколько младенцев первой взяла на руки и запеленала, творя молитву о неспослании им счастья. Скольким людям залечила телесные, по возможности, душевные раны. Привыкла она к этому аулу, сердцем прикипела к нему. Вон их дом и двор, превращенный стараниями Мадины и зятей в настоящий сад. Земля отвечает любовью тем, кто ее любит. Слава Аллаху, и Дауд пошел в этом отношении в отца с матерью. Бурсенбика чувствует, начали развеиваться черные тучи, нависшие над правнуком. Мадине она ничего не говорила, а сама очень тревожилась, день и ночь молилась, желая Дауду быстрого выздоровления. Теперь уверена, что он пошел на поправку, скоро вернется в строй. И Абу-Бакр жив-здоров, за него она спокойна. О, всемогущий, сохрани душу детки чистой и доброй. Сын за отца не отвечает, пусть жизненный путь Абу-Бакра будет ясным, цели – высокими, сердце – отзывчивым. Как ушла Бурсенбика через заднюю калитку, так и вернулась через нее же. По тропе, ведущей мимо яблонь с уже зарумянившимися плодами, направилась к летней кухне, к пробуждению девочек вскипятит чай. И у самой горло пересохло. Однако намерение свое не смогла исполнить, во двор как раз входили Саиф с милиционером и мальчонкой лет 7-8. «Ты, Бурсенбика Бураншина?» — справился милиционер. «Да. Есть к тебе несколько вопросов». Сев на скамеечку, милиционер раскрыл полевую сумку, достал бумагу и карандаш. «Вот этого мальчика раньше видела. Вроде бы. Не твой ли это сынок, Саиф?» «Мой», — подтвердил Саиф, глядя на Бурсенбику из-под-лобья. «Потому и пришел с ним». «А, значит, и мой. Я ведь помогла ему родиться». Милиционер нахмурился. «Давайте-ка не будем отвлекаться. Мать этого мальчика, Нагима Шамсудинова, приходила к тебе. Ко мне многие приходят». Бурсенбика замялась, взглянула на Саифа, боясь выдать тайну его жены. «Наверно, и Нагима заглядывала. Она же вместе с моей внучкой Мадиной в клуб ходила петь. Дело вот в чем». Милиционер встал. Нагима Шамсудинова скончалась от потери крови после сделанного с твоей помощью подпольного аборта. Азгагафирулла. Бурсенбика села на освободившуюся от представителей власти скамейку, поднесла к лицу ладони, начала молиться. «Подойди-ка поближе», — приказал Саиф сыну и поставил его перед старухой. «Несколько дней назад ты приходил сюда с матерью?» «Да», — ответил мальчик, потупившись. «Что ты видел?» «Ничего не видел». «А что слышал?» «Мама сказала бабушке спасибо». «За что?» «Бабка дала что-нибудь?» «Ничего не дала. И все же погубила человека. То, что содеяла руками, понесешь на горбу в ад», — ведьма прошепел Саиф. Бурсенбика, будто не слыша его, продолжала молиться. «Придется тебе, бабка, поехать со мной», — сказал милиционер. Бурсенбика торопливо завершила молитву, провела ладонями по щекам. «Куда?» «В райцентр. В остальном следствие и суд разберутся». «Да-да». Бурсенбика суетливо поднялась, позвала, обернувшись к окнам дома. «Абделяхот, выйди-ка сюда». Появился Абделяхот. Увидев председателя с милиционером, удивленно вскинул брови. «А вы, ко мне?» «Зятек.
Барсынбика приложил руку к его груди. Тут вышло недоразумение. Меня забирает милиция. Пока не приедет Мадина, из дома не уходи. Девочкам скажешь, что я уехала в гости. Ненадолго. Аллах милостив, так и будет. Не испытав все, что предназначено испытать, человек в могилу не ложится. Пожалуйста, побудь сегодня дома, послушайся меня. Вскоре милицейский УАЗик увез Барсынбику, оставив растерянного Абделяхата одиноко стоять у ворот. Похоронив жену, Саиф привез из соседнего аула свою незамужнюю, неприглядную на вид старшую сестру. Присматривать за детьми, варить еду из готовых продуктов много ума не надо, справиться. Со временем он приведет в дом новую хозяйку, постарается жениться на женщине, которой лежит душа. Его душа, понятно, лежала к Мадине. Однако она замужем, ее Саиф, не убрав с пути Абделяхата, в своем доме не увидит. Старуху Барсынбику забрала милиция, это хорошо. Дальнейшая ее судьба в руках Галимы. Узнав об аресте старухи, Галима нарадоваться не могла, не вспомнила даже ни разу, что Саяфа постигла горе, не выразила соболезнования. Думает, наверное, что он, раз овдовел, сразу же начнет ездить ночевать к ней. Как же, размечталась. Дважды в одну и ту же воду в реке войти невозможно. Чужда теперь Галима Саяфу и телом, и духом. Тем более, что рядом ходит Мадина, желанная, хотя покуда, к сожалению, недоступная. Галима и Мадина просто несравнимы. Дорого счастье, завоеванное в борьбе, говорила, бывала, учительница Сарбиназапой, когда Саиф учился в школе, а от упавшего с неба счастья толку нет. Жизнь – это борьба. Каждый борется за счастье по-своему. Совсем отказаться от Галимы Саиф не может. Нужный человек. Вот когда он станет вторым секретарем райкома, будет видно, как быть дальше. Пока надо действовать сообща. Галиме не нужны лишние свидетели, это на руку Саяфу. Только что она позвонила ему. Поторопись, подтверди верность нашей любви. Саиф встал, прошелся, матерясь, по кабинету. Дура, хочет убрать всех одним махом. Человек не дерево, чтобы взять и срубить. Стоп! Словно зорница во тьме блеснула в мозгу Саяфа заманчивая мысль. Абделяхат возвращается домой с полей поздним вечером всегда одной и той же дорогой. Возле дороги стоит сдвоенная береза. Подъезжая к ней, перед спуском под гору он выключает двигатель мотоцикла. Если оборвать проводок от аккумулятора к фаре и свалить на дорогу один ствол березы. Сейчас, когда Барсынбику забрали в милицию, Абделяхат будет спешить к дочерям, мчаться сломя голову, налетит на сваленное дерево и, поминай, как его звали. А то ведь ишь как занесся. Вывел, дескать, неполегающие сорта пшеницы и ржи, получит по 60 центнеров зерна с гектара, на всю республику прославится. Держи карман шире. Колхозом руководит Саиф Шамсудинов. Он пока жив, никому не позволит перешагнуть через свою голову. Вон Агима взяла и окочурилась, судьба не посчиталась с тем, что у нее 5 детей. Верно сказано древними, не избежавший рождения не избежит и смерти. Абделяхат уже надоел до чертиков не только Саяфу, но и руководству района. И в случае избрания Саяфа вторым секретарем не даст ему спокойно работать, а Мадина будет по-прежнему недоступна. Так что надо действовать. Мадина, собиравшаяся поехать на ночь домой, вспомнила, что конь у нее захромал, а машина с вечерним надоем уже уехала. Придется переночевать в летнем лагере. Досадно. Абделяхат будет ждать, обещал к ее приезду истопить баню. А может быть, подождет и, несмотря на позднее время, примчится за ней на мотоцикле. Забавный он, ее Абделяхат, обращается с ней в бане, как с ребенком. Самоет ей волосы, это доставляет ему удовольствие. Попарит, ополоснет прохладной водой, отправит отдыхать в предбанник. Наступает его очередь мыться. Не нарадуется Мадина, наладились отношения с мужем, ей опять все время хочется петь, и работа от зари до зари не тяготит. Набегалась она за день, устала. Зашла в вагончик,
растянулась на своей постели. Но сон ее не брал. Сердце все же не на месте. Попробовала прочесть молитву на сон грядущий, которой научила бабушка, не помогло. Вышла под звезды, постояла у догорающего костра, прислушиваясь, не донесется ли издали рокот мотоцикла. Нет, не слышно. В лагере царит обычная для этого времени суток тишина. Только ручей, спеша к большой реке, журчит, поет свою вечную песню. Лишь где-то в 4 час утра забылась Мадина в коротком сне. Поднялась вместе с доярками, проследила, все ли идет как положено. Присела выпить чаю, но не успела и чашку допить, выбежала из вагончика, услышав гул мотора. Удивилась, увидев УАЗик председателя. Раненько принесло хозяина. Может, после смерти жены с горя места себе не находит Саев, вот и ездит. Однако из машины вышел его шофер. «Здравствуйте, Мадина Опай. Вам надо сейчас же выехать в райцентр». Мадина уставилась на сильно обеспокоенное лицо парня. «Мне? Зачем? Абделихата ночью увезли туда в тяжелом состоянии». Не задавай больше вопросов, ошеломленная Мадина села в машину. В Таулах на крыльце больницы встретил ее сам главврач, завел в свой кабинет. «Мадина, сестрица, наберитесь мужества. Что случилось? Что с Абделяхатом? Что случилось, разберется милиция. Он попал в аварию, получил серьезную черепно-мозговую травму, потерял много крови. Где? Кажется, возвращался с работы. Фары мотоцикла почему-то не светило, налетел в темноте на упавшее на дорогу дерево. Он жив? Ему можно помочь?» Перед глазами Мадины завращались черные круги. Чувствуя, что может упасть, она ухватилась за спинку стула. «Пожалуйста. Он в сознании?» «Да, но состояние очень тяжелое. Вот вам халат. Прошу вас, постарайтесь около больного держаться спокойно. Идемте». Увидев мужа, голова которого была вся, кроме глаз, носа и рта, обмотана бинтами, Мадина сдавленно вскрикнула. «Мадина, душа моя», приехала еле слышно, произнес Абделяхат. Он не открыл глаз, просто седьмым чувством уловил, что вошла она. И, наверное, лишь она услышала его слова. «Я очень хотел дождаться тебя». Главврач и медсестра остановились подаль. Мадина, стараясь сдержать слезы, наклонилась к мужу, коснулась губами его посеревших губ. «Абделяхат, милый». Ах, если б могла она исцелить его своим горячим дыханием, своими горючими слезами. Она все-таки заплакала. «Не плачь. Я счастливый человек. Меня любила самая красивая в мире, самая умная женщина». 16. 483. Абделяхат. «Не уходи, Абделяхат. Я...» Плачущая Мадина не договорила, прервал ее шепот мужа. «Вспомнил окна, как Давиду после моего ареста. Ашкадр. Чего только не сделала бы Мадина в эту минуту, чтобы Абделяхат жил». Она на силу оторвалась от него, отошла к окну, и из ее груди полилась мелодия, рожденная любовью, тоской, безысходностью. Как должен любить человек человека, чтобы так запеть? Главврач сунул руку в карман, достал носовой платок, поднес глазам. Холодеющие губы Абделяхата тронула улыбка. «Спасибо, спасибо», — прошептал он. Третье спасибо осталось в его сердце, хранившем в течение всей жизни, до последнего удара, верности единственной женщине, Мадине. Глава 3. В зал, где должно было пройти заседание суда, вошли Саев с сыном. Затем, медсестра и участковый врач, вызванные, видимо, в качестве свидетелей. Мадина глянула на них лишь мельком. Главное для нее сегодня – увидеть бабушку, убедиться, что она жива-здорова. До суда они не виделись. У Мадины, навсегда прощавшейся с любимым, занятой похоронами, не было возможности приехать в райцентр, добиться свидания. Тогда она счет времени потеряла, день с ночью путала. Сердце разрывалось еще и от того, что девочки, не веря случившемуся, каждый раз, когда открывалась калитка, смотрели с надеждой, не папа ли пришел? Хорошо, что дед рядом с ними.
Он и все хлопоты по хозяйству на себя взял, и внучек старается отвлечь от горьких мыслей, то на речку их сводит искупаться, то вместе урожай в саду собирают. «Доченька, живым надо жить», — сказал он Мадине. «Мне вот тоже казалось, что без Гульбану и 3 дней не проживу». Так он старался утешить дочь. Внезапная смерть зяти, конечно, сильно расстроила и его, но старик бодрился, чтобы сохранить волю к жизни в семье. Верно замечено, что беда одна не ходит. Мадине в дурном сне не могло присниться нынешнее положение бабушки, не привлекавшуюся к ответственности даже в сталинские времена старуху-знахарку сегодня, когда льды той суровой поры вроде бы растаяли, будут судить. Есть, видимо, тут какая-то скрытая причина. Кому-то надо убрать Барсынбеку со своего пути. Говорят, страшнее рассерженного это действующий тихой сапой. Да-да. Начало этим бедам, включая гибель ее мужа, положено чьим-то коварством. Бывало, если заходил разговор о причинах возникновения каких-либо запутанных, труднообъяснимых обстоятельств, Абдляхат говорил, смеясь одними глазами: «Ищите женщину». Никому Мадина не переходила дорогу, ни через чью голову не переступала. Кому же понадобилось испортить ее наладившуюся в последние годы жизнь, порушить ее оплаченное страданиями счастье? Ах, человеческая душа, не книга, которую можно раскрыть и прочитать. Вокруг тебя столько приветливых лиц, столько слышишь ты ласковых слов, о ком можешь подумать плохо. «Здравствуй, дочка». Разговаривать в суде не разрешается. Погруженная в свои мысли Мадина вскинула взгляд. Барсынбека направлялась в сопровождении милиционера к скамье подсудимых. Лицо бабушки было торжественно спокойно, будто предстоящее судебное разбирательство ее не касалось, будто она выше всей этой мирской суеты. «Встать! Суд идет!» Мадина, подчинившись приказу, прозвучавшему в этом зале, может быть, в 1000-й раз, встала. Подкрадывается осень. Ждешь лета, ждешь, потом оглянуться не успеешь, как оно уже прошло. И вся человеческая жизнь проходит в ожидании лета. Ради этого короткого промежутка времени терпишь слякотную осень, холодную зиму, хлопотную весну. Исаев жил в ожидании самой благоприятной поры жизни, своего рода лета. Ради него решился исполнить чрезвычайно опасный замысел Галимы Мингажевой. Ладно, смерть Абдляхата в милиции признали несчастным случаем, сваленную на дорогу березу списали на зарство неведомых мальчишек. Ошеломленная гибелью мужа и арестом бабушки, Мадина докопаться до правды не в состоянии. Галима дала слово отправить старуху Барсынбеку в места, откуда она в Терякло уже не вернется. Только вот дело с назначением Саяфа вторым секретарем райкома затягивается. Впереди жатва. В такое ответственное время кресло секретаря, ведущего сельским хозяйством, не должно бы пустовать. Звонок телефона подействовал на Шамсудинова, как ожог. Она, Галима Мухарямовна. Саев должен как-то взять себя в руки, разговаривать спокойно. «Слушаю. Тут, Саев, такое дело. На должность второго выдвинута другая кандидатура. Как? Ты уж сильно не расстраивайся. Странная смерть твоей жены вызвала неприятные разговоры. Ну, сам понимаешь. Слушай, ты». С языка Саяфа едва не сорвалось лишнее. «Когда встретимся?» «Постой». Голос Галимы понизился почти до шепота. «Не бесись. Работай, как работал. Пусть пройдет суд над этой ведьмой, народ успокоится». «Черт!» Саев выдернул из-под бумаг промокашку, вытер выступивший на лбу холодный пот. «Выходит, я зря старался. Нет. Поговорим об этом потом, когда немного освобожусь. Пока не позову». «Понятно». Саев долго сидел, зажав в руке телефонную трубку, в которой звучали короткие гудки. Затем в ярости швырнул ее на стол. «Сука!» Выкрикнув это, немного успокоился. Сам тоже хорош. Разве можно доверять женщинам вроде Галимы? Саев взглянул на настенные часы. 10 утра. Надо сходить в школу, вызвали по поводу поведения сына. Дети будто только и ждали, когда мать умрет, как с цепи сорвались.
Думая о покойной жене, Саиф вновь подошел к окну. Вдалеке был виден дом под железной крышей. Тянет его к хозяйке этого дома, Мадине. Пока был жив ее муж, не представлялось возможным даже заговорить с ней на эту тему. Теперь она одинока. Старик Хашим, опора слабая, прошло его время. Сыновья – в армии. Девочки-двойнишки еще малы. Пришла пора произвести разведку, выяснить, как Мадина настроена жить дальше. Надо только найти правильный подход. А потом уж он сумеет приручить ее. Старинная мудрость гласит: лошадь усмиряй арканом, сам стремись стать Тарханом. Хоть и не Тархан пока что Саиф, но и не последний в этом мире человек. В Мадине еще кровь играет, как в еловой кобылице, долго жить в одиночестве не сможет. А кто из крепких здоровьем и холостых мужчин годится ей в мужья? Только Саиф. Саиф Шамсудинов. Сейчас он свободен. Не возьмут его на аппаратную работу, особо сожалеть не будет, лишь бы Мадина не дала отворот-поворот. Если подойти к ней вдруг, не подумав как следует, разговор не получится. Надо сначала подослать к ней кого-нибудь, чтобы выведал, о чем она думает, какие у нее планы на будущее. Кто на это способен? Рауза. Вот кого можно использовать в этом деле. Как говорится, у глупого не спрашивай, он сам тебе все расскажет. Надо сблизиться с Раузой, и она вызнает и выболтает все, что тебя интересует. Не лишне будет уже сегодня навестить ее. Сразу после посещения школы. Шангарею прежде не доводилось участвовать в похоронах. Правду сказать, он побаивался селения мертвых. Если бы там лежал его отец, Ишмухамед, наверное, ходил бы туда, а так. Мадина решила похоронить Абделяхата не на кладбище, а близ места его гибели. Из-под горы, на которой кто-то свалил на дорогу один ствол сдвоенной березы, бьет родник. Неподалеку от этого родника и выкопали могилу. Шангарий тоже копал. Для погребения того, на ком земля держалась. Это Рауза так говорила: Абделяхат необычный мужчина, он из тех, на ком земля держится. Теперь она молчит. Придет на бывшую усадьбу Магинур, посмотрит на оставшееся без хозяина колосья, на раскатившиеся по опытному участку арбузы, дыни, на кисти наливающегося соком винограда и вдруг согнется или упадет на землю и затрясется в плаче. А Шангария не плачет. Не умеет плакать. Только щемит у него в груди в том месте, где ноет, когда вспомнятся отец или Гульбанну. И еще. Померк после смерти Абделяхата белый свет. Солнце раньше светило, что есть мочи, теперь стало сумеречно. Наверно, Мадина вместе с мужем похоронила и солнце. Так кажется Шангарею. И зябнуть он начал. Попробовал истопить баню Магинур, превращенную им в свой кабинет, не помогло. Пришлось надеть шубу и валенки, хотя деревья еще стоят зеленые. Рауза, увидев его в таком наряде, хлопнула себя поляшком. «Ты что это опять надумал, Шангарий? Холодно? Видать, солнце жарили в могилу Абделяхата. Несешь пустое. Правда. Схожу туда. Смыться, я гляжу, собрался. А коз кто будет прогонять? Я их на город Шаяфа жагнул. Иди ты. Чем Саиф тот тебе досадил?» Шангарий не ответил. Ни одному его слову не верит Рауза и объяснению, почему загнал коз на город Саяфа, не поверит. Рассказал бы об этом Хашиму, да обида на него до сих пор не прошла, обещал отдать Гульбану ему, Шангарию, но так и не отдал. Мадину расстраивать не хочется, опять будет плакать. Вот Барсынбика его поймет. Да-да. Как только вернется, расскажет ей Шангарий про свой сон. Во сне спросил он у Абделяхата: «Кто тебя убил?» Абделяхат указал пальцем на дом под зеленой крышей, в котором живет Саиф. Он. Больше рассказать об этом некому. Кхылу с Кукхылу еще маленькие. Правда, если вернется из армии Дауд, ему можно открыть этот секрет. Эх, привез бы он ружье. Тогда бы Шангарий в коз, бах, бах, и в Саяфа, бах. Представив, как Саиф кувыркнется на землю, Шангарий сам же изобразил это. «Что ты делаешь? Одежду ведь извозишь!» — закричала Рауза. «Идем пить чай, проголодался, наверно».
Пейшама, Ружайпший. У меня дел, во. Шангари провел ребром руки по горлу. Ай, Аллах мой. Если живут на свете два глупца, так один из них Шангари, другой — Хусайн. Солнце человек потерял. А над головой у тебя что, отцова плешь? Оставив Раузу горестно причитать, Шангари вышел на улицу и пошагал в сторону горы, которую в ауле отныне будут, наверно, называть Абделихатовой горой. Признаете себя виновны в смерти Нагимы Шамсудиновой? Вопрос судья был адресован Барсанбике. Нет. Спокойный ответ бабушки, стоявшей опираясь на пасашок, немного успокоил Мадину. Я такими грешными делами никогда не занималась. А какими делами занимались? Женщина-судья вперила в подсудимого язвительный взгляд. Разве человек, не занимающийся противозаконной деятельностью, стал бы скрываться под чужим именем и фамилией, а, Бураншина? Молчите. Из-за вас осиротели 5 детей. Закон в ваших руках. Не мучите ни себя, ни других. Приговор вы заранее вынесли, зачем конетелиться? Объявляйте. А вот это не ваше дело, Бураншина. Судья в досаде бросила карандаш, который вертела в руках, на стол. На ее лице выступили красные пятна. Смотрите-ка, за нас решать начало. Ай, дочка, я ведь это жалею тебя сказала. Дома у тебя муж лежит больной, я и подумала, что лучше бы я около него посидела, чем терять время со мной. Приговор ты все равно не изменишь, иначе тебя не оставить судьей на новый срок. Все сидевшие в зале напряглись. Судья вновь взяла в руку карандаш, рука у нее дрожала. Упитанный Прокупоп, глянув поверх очков на Барсанбику, затем на Мадину, сказал: в моей практике еще не было случая, чтобы человек торопил с вынесением приговора самому себе. Возимся тут с людьми, которым место в психбольнице. Верно говоришь, сынок, обернулась к нему Барсанбика. Наши с тобой пути сойдутся в названном тобой месте. Ха-ха-ха. Если не завершим заседание поскорей, эта старуха вынесет приговоры всем нам. Мадина удивленно подумала, бабушка все предвидит, способна любому заткнуть тут рот, почему же не защищает себя, не пытается избежать несправедливого приговора? Держится спокойно, будто здесь собираются отправить ее в гости. Не выдержала Мадина, подалась вперед, к Барсанбике. Алексей, ты же невиновна. Расскажи, зачем Нагима приходила к тебе? Вам, Ирназарова, не предоставлялось слова. Замечание судья смутило Мадину лишь на миг. Алексей, не надо, Мадина, не заступайся за меня. То, что предназначено пережить мне, не должно остаться вам. Окончание судебного заседания по делу Барсанбики Галима ждала с нетерпением, приготовив у себя в гостиной стол с угощениями. Не думала она, что заседание затянется надолго. Судья Зайтуна Гизатова бывала у нее дома и раньше, но тогда не на короткий пили чай на кухне. Эту женщину с больным мужем и 3 детьми на свою сторону Галима склонила без особого труда. В кабинете Гизатовой висит плакат: «Судья руководствуется законом и только законом». На деле же и суд, и прокуратура, и милиция подчиняются ее величеству партия. За время своей работы в аппарате райкома Галима хорошо это поняла. Проворачивала кое-какие не вполне законные дела и с помощью Зайтуны Ханум. Помимо всего прочего они – дальние родственницы. Так, 7-я вода на киселе, но при необходимости Галима может воспользоваться в своих интересах и таким родством. Хочешь жить, умей вертеться. Пока что у Галима почти все идет в соответствии с ее желаниями и замыслами. Абделяхат отправился к праотцам. Старуха Барсанбика проведет остаток жизни в сумасшедшем доме. Хоть соловьем она там заливайся, никто не придаст ее песням никакого значения. Остается Мадина. Добить доверчивую, простодушную подружку Галиме в копейку не встанет. Были бы живы-здоровы и верно служили бы ей люди типа Саяфа. Только вот с кандидатурой на должность 2-го секретаря, похоже, получилась осечка. Наверху намереваются прислать своего человека. А коли так, и Кадрасов, возможно, долго тут не задержится. Это Галиме не нравится.
Она сделала карьеру, держась за полу Кедрасова. Если он уедет... Галима почувствовала озноб, подтянулась к висевшей на спинке стула пуховой шали, обнаружила под ней галстук. Сине-желтыми полосками галстук, подаренный ею Кедрасову. Специально для него купила, когда отдыхала в Крыму. Как он сюда попал? Кедрасов последний раз был у нее почти месяц назад. Самое странное, позавчера она видела этот галстук у него на шее. В райкоме. Застывшую с галстуком в руке Галиму заставил вздрогнуть зазвеневший в прихожей звонок. Шангарий быстро дошел до обнесенной голубой решеткой могилы. На установленном в изголовье Абдиляхата камне выбита надпись. Но Шангарий не умеет читать. Впрочем, ему это и не нужно. Он и так все знает. Люди считают его глупым, а сами не знают и половины того, что известно ему. Да, Шангарий знает и видит больше, чем другие. Вот он видит, что от могилы Абдиляхата исходит сияние. Как от кургана, в котором лежит Аулия. Аулия значит святой. Когда Шангарий был еще маленьким, мать привела его на этот курган и сказала: «Если ляжешь тут и поспишь, то выздоровеешь, детка». Поспал он там, нет ли, Шангарий не помнит. Но запомнилось, что от заросшей ковылем могилы святого исходили свет и тепло. Ему стало даже жарко, так жарко, что кости, думал, растают. Вот и сейчас, как только он сел, прислонившись спиной к голубой решетке, на него повеяло теплом. Тепло разлилось по всему его телу. Как хорошо. Будто он, завернутый в облачко, отправился в путешествие по синему небу. Внизу — теряклы, гуся, куры, телята, ягнята, жеребята, коровы, лошади, люди, а он, высоко-высоко над ними. Ни злые гусаки, ни собаки, ни потомок колхозного племенного быка Гефрита по прозвищу Дракон до него не дотянуться. Недавно, когда он отгонял от опытного участка коз, злющий козел Саяфа сбил его с ног, боднув сзади. Теперь и козел ему не страшен. Эх, не смог он взять с собой в полет девочек Мадины. Особенно нравится ему Купфхылу. Она точь-в-точь как Гульбанну. Удивительно, Шангарий летит по небу, в то же время сидит на земле, будто прилипнув к ней отяжелевшим телом, оторваться от нее не может. Когда-то он любил смотреть, как маленькие мальчишки, Хашем, Ихсанбой и другие играли в игру «Попробуй сдвинь». Иногда и его, Шангарея, брали в игру. Игра была такая: чья-нибудь бабушка садилась на травку и, изображая колдунью Мэски, говорила: «Я головой перлась в небо, корнями вросла в землю, а ну-ка, детки, подтяните меня, попробуйте сдвинуть с места». Мальчишки тужатся, пыхтят, но разве сдвинешь с места человека, которого держит и небо, и земля? Таким вот человеком чувствовал себя сейчас Шангарий. Тело его врастало в землю, а душа взлетала все выше. С высоты он видел не только теряклы, даже мелкие, как спичечные коробочки, дома таулов и себя, величиной с куклу, сидящему сияющей могилы Абдиляхата видел. «Кто из нас старший, кто младший, нам неведомо», — сказал Галиудин брату-близнецу Валиудину. «Если я умру, ладно, ты похоронишь. А если раньше ты уйдешь? Случись, что буду в это время в запое, так и запамятовать могу, то есть в голову не придет похоронить тебя». «Неужто не придет?» — уставился на брата Валиудин, встопорщив жиденькие усы. «А вообще-то может статься. В собаклах мать одного алкаша 5 дней пролежала мертвая. Завоняла. А сын, когда люди пришли посмотреть, отчего от них смрад идет, говорит, не знал, что умерла. Вот я и говорю, всякое может случиться. Ты здоровье потерял, горюй за меня, так давай я, пока жив, хоть одно доброе дело сделаю для тебя. Выкопаем заранее на двоих одну могилу, может, тебе достанется». «Могилу, дурак, только для умершего копают». Валиудин перевернулся на другой бок. Нашел себе заботу. «Нет, ты послушай. Когда мы были молодыми, наш аульный мулла о могиле для себя заранее позаботился. Он что, тоже был дурак? Кто его знает? Мулла разбирался, что к чему. Мы с тобой за свою жизнь немало грехов накопили. Ты пить не пил,
зато свинину ел. Хоть перед смертью должны загладить грехи благочестивыми поступками. Думаешь, Бэй, как в нашем возрасте о судном дне не думать? Пришли братья к единому мнению, и вскоре на краю кладбища принялись копать под развесистой березой могилу. Земля оказалась на удивление мягкой, лопату можно было вогнать в нее одними руками, не нажимая ногой. Кто-то из нас безгрешный, то ли ты, то ли я, сделал из этого вывод Галиудин. Можно сказать, святой. Наверно, ты, усмехнулся Валиудин. Ты ведь всю жизнь от молитвенного коврика не отрывался. Творил намаз, не поднимая головы. Не смейся, братец. Галяу, прислонив лопату к березе, принялся сворачивать цигарку. Вот слышал я байку. Умер один мужик вроде меня. Знамо, в рай не попал. В ад, значит, угодил. А там огонь клокочет. Видит мужик, из огня голова хаульного мулы торчит. «Эй, Хазрит», — сказал мужик, — «раз и ты тут горишь, кто уж со мной считаться будет?» А мула ему: «Я-то что, посмотри-ка, на чьих плечах я стою». Посмотрел мужик повнимательней, и что он видит? Стоит мула на плечах целиком погруженного в огонь ахуна, ведавшего мусульманскими приходами всей округи, то есть начальника мулы. Выходит, братец, дело не только в том, что ты молишься или выпиваешь. В таком случае тебе открыта прямая дорога в рай. Насчет этого поговорим, когда маленько поправлю голову. Трещит, зараза. У меня денег нет. А я что, денег у тебя прошу? Кладбище расположено на склоне горы. Может, никто из жителей аула не заметил Галиудина и Влиудина, заслоненных свесившимися ветвями березы, а им все вокруг было видно как на ладони. И могила Абделяхата отсюда была видна. Что-то, лежавшее там, у голубой ограды, привлекло внимание братьев. «То ли теленок, то ли человек», — сказал Валяу. Более зоркий Галяу определил: «Человек». С чего бы там лежал человек? Может, Мадина Килин пришла туда и потеряла сознание? Мадина в таулах. На суд над Барсенбикой уехала. Любопытный с детства Валиудин предложил: «Айда, сходим туда, посмотрим. Могила ведь еще не готова. Дальше, глина, подкопаем немного и нишу сделаем. Лежать, так лучше в мягкой земле. Не хочу в глине, она холодная. Все-таки глубже надо. Ладно, ладно, главное, умереть, а там уж докопают». Увидев, что у могилы Абделяхата спит Шангарий, братья не удивились. Только вот сколько ни будили, дурачок и не шевельнулся. Так-то он не озябнет, тепло одет, в шапке-ушанке, в шубе, валенках. Но не той умер. Ну да уж. Галиудин расстегнул шубу Шангарея, приложил ухо к его груди. Бьется сердце. Не слышно. Валиудин тоже лег, послушал. Да-да. Не бьется. Весть о смерти Шангарея подействовала на Раузу как гром с ясного неба. «Аллах мой!» — запричитала она, ударившись в слезы. «Что мне делать? Кому обратиться за помощью? У Хусайна теперь свободных лошадей нет. Может, к Хашиму сходить, он на конюшне запряжет?» «Рауза, упай, слишком уж сердце не надрывай». Галиудин топтался возле нее, заходя то слева, то справа. «Мы сейчас. Ты это, перекусить спроворь». Ну и, тут Галяу склонился к ее уху, опохмелиться. «Остальное — наше дело». «Ладно тогда». Рауза высморкалась, вывернув подол платья, затем осушила уголком платка слезы. «Такую малость обеспечу». И опять запричитала. «Кто бы мог подумать, что жизнь Шангарея будет так коротка. Достаточно ли я заботилась о тебе, бедняжечка мой? Хорошо, если не ушел с обидой на меня». Когда уложили тело Шангарея на подводу, Галиудин, взявший на себя роль старшего, сказал Валиудину: «Ну вот, и лошадь, и телега быстро нашлась, и могила готова». «Как то есть готова? Так ведь, кустым, могила, которую мы давеча выкопали, выходит, Шангарею была суждена. Бог нас надоумил. Ладно ли будет так-то? Не для него копали. Для кого бы не копали, кладбище одно на всех. Левее ли на 5 шагов, правильно, какая разница?
Шангари никому зла не причинял, не пил, не сквернословил, женщинами не баловался, к тому же круглый сирота. Пускай ляжет в мягкую могилу. Ты так думаешь? Знамо. Еще когда копали, видя, что земля попалась мягкая, как пух, я засомневался, что столь хорошее место предназначено для нас. Что ж, только ведь, ага, надо еще обмыть тело и завернуть в саван. Кустым. Галиудин, хорошо знавший, что слово «ага» применительно к нему брат употребляет лишь в исключительно серьезных случаях, будто подрос на целую голову. Кто же теперь покойного в саван завертывает? Кто ему саван приготовил? Зачем вгонять Раузу в расход? Она и так, бедная, столько на него потратилась. Урусы умерших в одежде хоронят. Наверно, знают, что делают. Они не глупее нас. Потому вся жизнь теперь по-ихнему идет. И за упокойную молитву в ауле никто не прочтет. Бурсенбика прочла бы, да власть ее замела. Что до обмывания, так это вопрос не столь уж важный. Рауза Шангари каждую неделю с криком-шумом в баню мыться загоняла, я сам слышал. Так что покойного лучше как можно скорее отправить в вечную обитель. Притомленный вдобавок головной боли долгим высказыванием, Галиудин примостился на краю телеги. «Садись, Кустым, с другой стороны. Поехали. Нельзя томить труп, придадим, пока не начал портиться, земле. Наш с тобой срок, значит, еще не наступил. Скотинушка. Поторапливайся. Как бы суп у Раузы не загустел и сама она не заждалась. Ждать ведь очень трудно. Видя, что брат вознамерился направить лошадь прямо на кладбище, Галиудин перехватил вожжи. «Погоди-ка. Надо сперва в медпункт заехать. Пускай фельдшер его посмотрит. А тот, кто знает. Пока ты произнесешь слово «бисмилла», рядом еще один человек может умереть. Совсем не думаешь обо мне. Голова же у меня болит». «Не умрешь. Она у тебя всегда болит», — отрезал Валео, решив взять старшинство на себя. В медпункте, расположенном на окраине аула, на месте оказалась только молоденькая медсестра. Она опасливо подошла к лежащему на телеге мертвецу, тронула его запястье, проверила пульс. Мертв. Сердце не бьется. Фельдшер в районе, справку напишет, когда вернется. Нам, сестричка, справка не нужна. А ему, Галиудин указал подбородком на покойного, тем более. Это тут, когда поедешь на базар продавать мясо, спрашивают справку, а там нужды в ней нет. Что же вы теперь будете делать? Девушка смотрела на братьев растерянно. Похороним его с благословения Всевышнего. Без благословения никак нельзя. Несколько повеселевший от того, что дело в медпункте завершилось так быстро, Галиудин вспрыгнул на свое место в телеге. «Айда, братец, с Богом!» Хотя время уже перевалило за полдень, Мадина во дворе дома, в котором приняли ее на постой, оседлала своего коня и отправилась в Теряклы. Бабушка, прощаясь с ней после суда, сказала: «Не горюй из-за меня, не дай угаснуть огню в своей душе, не отгораживайся от девочек половым печаля. Чтобы достичь заветных целей в этом мире, надо быть сильной». Ни слезинки не обронила Барсенбика перед Мадиной, еще раз, садясь в машину, бросила любящий взгляд и уехала. Вернее, увезли ее. Мадина погнала коня по проселочной дороге в сторону Куктау, решив попутно заскочить в летний лагерь животноводов, неделю с лишним не наведывалась туда. Скоро уже наступит срок вернуть стадо на ферму. Как летит время. Давно ли она, бабушка, отец, Давид и девочки на поляне, покрытой нежной травкой и усеянной первыми цветами, участвовали в празднике Каргатуи? На подъезде к летнему лагерю ей встретились два пастуха, искавшие отбившуюся от стада корову. Мадина натянула поводья, поздоровалась. «Как дела, все ли в лагере благополучно?» Пастухи, конечно, знавшие о свалившихся на нее бедах, поспешили успокоить ее. «Все идет по-прежнему», — сказал старший из них по возрасту, Сайгафар. «Надои не упали. Доярки по очереди ходят домой отдохнуть. А вы? Нам пока не удается. Галею опять.
Сайгафор выразительно щелкнул себя по кадыку. А Валяу его караулит, чтобы с пьяну пожар не устроил или еще что. Но ничего, мы справляемся. Вот только пеструшку отыщем, видели, в какую сторону шла, и все будет в порядке. Так что ты не беспокойся, поезжай домой, отдохни, видим, устала. Мадина согласилась, подумав, что надо еще заехать к могиле Абдиляхата. На горе одинокой теперь береза остановилась. Листья дерева дрожали, будто озябнув, и, казалось, пожелтели, хотя леса вокруг стояли еще зеленые. Преодолев какой-то безотчетный страх, Мадина взглянула вниз, туда, где лежит ее Абдиляхат. В душе у нее немного потеплело, когда увидела, что ограда могилы покрашена голубой краской. Значит, кто-то приходил, позаботился, не оставляли ее любимого в полном одиночестве. Спустившись вниз, зашла в ограду, взяла с могильного холмика горсть земли, приложила к груди. Научила Мадину этому могила ее матери, Гульбану, бабушка Барсанбика. «Прижми к сердцу, прижми», — сказала тогда бабушка. «Могильная земля сужает, оттягивает на себя тоску, а тот как бы не осела она желтухой в твоей печени». Ученые и докторы могут посмеяться над словами бабушки, но ведь помогают ее советы, легче становится на сердце. Коня Мадина расседлала на ферме, отпустила, стреножив и повесив на шею ботала, пастись. Домой пришла, еле держась на ногах. Не подала голоса ни отцу, занятому чем-то в саду, ни дочкам, разговаривавшим в дальней комнате, легла на свою кровать немного отдышаться. Сил, казалось, не было не то что разговаривать, даже жить. Измучила, измотала, опустошила ее за последние дни немилосердная судьба. Если бы рядом была бабушка, возможно, легче перенесла бы и Мадина боль утраты Абдиляхата. Не будет хватать ей теплого, ободряющего взгляда бабушки, ее укрепляющих дух слов. Из соседней комнаты послышалась песня. Шаль вязала, шаль вязала. Шаль вязала не спеша. Тюнакис, ты, когда поешь, не раскрывай рот слишком широко. Мы ведь про легонькую шаль поем. Ее вяжут из тонких пуховых ниток, дунь на нее и полетит. Можно, что ли, петь, не раскрывая рот, обиделась Кюнфхылу. Мадина едва не рассмеялась, так забавны были режиссерские наставления Кукхылу и обида Кюнфхылу. Если б ты пела о войне или же об уране, другое дело. Продолжала Кукхылу. Будешь придираться, так я совсем не буду петь. Ну ладно, Кюнакис, смягчилась Кукхылу, не обижайся. Давай уж споем. Ты первым голосом, я вторым. Мне бы с милым повидаться. Не томилась бы душа. Допев песню, девочки на некоторое время примолкли. Чисто детские голоса, берущие за сердце мелодия, взволновали Мадину, на глаза навернулись, казалось бы, уже выплаканные до суха слезы. «Кукений, а ты с кем хотела бы повидаться?» «С папой». «Я тоже». Обычно не очень-то подававшаяся печали Кюнхылу тяжело вздохнула. «Или еще с бабушкой, братьями?» «Кюнакис, сказать тебе что-то?» «Скажи. Если не будешь смеяться». «Думаешь, больно мне хочется смеяться?» Обидевшаяся Кюнхылу задышала учащенно. «Тогда скажу. Мне кажется, я стала взрослой. Как папа и мама. Нет. Еще старше. Знаешь, почему? Маме без папы будет трудно. Поэтому. И теперь ты не будешь играть со мной? Может, и не буду. Мне страшно, Кукхылу». Услышав, что Кюнхылу заплакала, Мадина вскочила с постели, позвала. «Девочки. Доченьки. Мама. Мама приехала». Мадина попеременно обнимала кинувшихся к ней дочек, целовала излучавшую неподдельную радость лица, оглаживала, ласкала их. «Соскучилась я по вам, мои маленькие». Когда все трое успокоились, Мадина снова легла, уложила девочек рядом с двух сторон. «Ну, как вы жили, Кукхылу?» Начало Кюнхылу и запнулась. «Нет, не скажу». «Что случилось, Кукений?» Мадина повернулась к дочери, лежавшей притихнув, устремив взгляд в потолок. «Раз начало, договори, Кюнакис». «И договорю». Кюнхылу, распалившись, села. «Мама,
Кукхыл вырезала цветы из твоего кашемирового платка и прилепила к своему белому платью. Это правда, Кукхылу? Кукхыл ответила не сразу. Сказала через некоторое время, не отрывая глаз от потолка. Прости, мамочка. Нужно было концертное платье, раз перед людьми выступать. Перед людьми? Было очень грустно, поэтому мы решили устроить концерт. Тут, у нас во дворе. Для кого же вы его устроили? Кто смотрел? Дедушка, Рузайны, Шангарий, еще соседские мальчики и девочки. Всем понравилось, добавила Кюнфхылу. Кукени пела, я танцевала, читала стихи. Будто артисты. Мама. Кукхылу мягко прикоснулась к маминой руке. Ты из-за платка не горюй, мама. Я тебе привезу из Италии платок покрасивей. Из Италии? Да. Певица ведь ездит в разные страны. Я нашла на карте Италию. Буду петь там. И в Париже. Ох ты, мечтательница моя. Мадина прижала дочку к груди, почувствовала, как бьется ее сердечко. Пусть твое желание придется на миг, когда ангелы произнесут аминь. Ты, Кукени, уедешь так уедешь, а я тут останусь. Буду выращивать самых лучших скакунов. В жизни не одни только песни нужны. Убежденность, прозвучавшая в словах Тенхылу, удивила Мадину. Всего 3 дня не видела дочек, а они за это время успели проститься с детством, думают о будущем, даже приняли серьезное решение. Тенхылу, высказав свою мечту, успокоилась и засопела, засыпая. Она ведь очень подвижная, неугомонная, устает, наверное. А Кукхылу прильнула к матери. «Мам, а вот мелодия, песня. Откуда они берутся? Откуда?» Мадина чуточку подумала. Из человеческой души. В душе каждого человека звучит музыка, то веселая, то грустная. Способностью делать эту музыку слышимой одни обладают в большей, другие в меньшей мере. Самые талантливые становятся хорошими музыкантами или певцами. Ты у нас, мама, талантливая. Ты всегда пой, ладно? Ладно. И я буду всегда петь. Мадина снова крепко прижала дочку к себе. Господи! Каких хороших детей ты мне дал! Разве может жизнь потерять смысл, когда есть они? Азат Мирхайдаров частенько стал пропадать в обветшавшей избе, именовавшейся старой клетью. Мечтал подновить, уйдя на заслуженный отдых, двор, посадить сад, завести пчел, а вместо этого запирается среди всякого хлама, ворчала Сарбинос, однако ее недовольство воздействия на мужа не оказывало. Когда Азат был еще юношей, в этой избе жил его дед Хизбула. Старый уже престарый, дед перебираться в новый дом не захотел, радио не слушал, газетами не интересовался, а сидя на нарах в этой срубленной из лиственницы избе, читал старинные книги. Ел мало, в мирские дела не вмешивался, 5 раз в день творил намаз. И его смерть, на взгляд Азата, была, как бы это сказать, необычной, что ли. Рано утром дед запряг свою буланую кобылу, съездил в Тубинск на базар. Вернувшись оттуда, сообщил: я пригласил ровесника. До его приезда должен помыться в бане. Как всегда, мыл деда в бане Азат. На сей раз старик заставил тереть свое тело мочалкой столь долго и тщательно, что Азаде удался, так ведь кожу насквозь протереть можно. Потом дед попросил побрить ему голову, привести в порядок усы и бороду, постричь ногти. После бани велел сложить все его книги в сундук, стоявший в углу избы, и наказал: ни в коем случае не открывай. «Больно нужны мне твои книги», — сказал в ответ на это комсомолец Азат. К вечеру приехал к деду такой же древний старик. Принеся им в деревянной чаше суп на ужин, Азат увидел деда растянувшимся на нарах. Он тяжело дышал, глаза его странно блестели. «Позови отца, я отхожу», — сказал дед. «А?» Ничего не понимая, Азат посмотрел на старика из Тубинска. Что он сказал? «Дед твой покидает нас. Позови отца и сам приди, я прочту отходную молитву». Все это было похоже на спектакль и показалось Азату потешным. А наутро ему сказали, что дед умер. Ушел старец в иной мир, заранее обиходив себя, не обременив семью долгими хлопотами. Несмотря на наказ не открывать сундук,
Азат все же открывал, давал приезжавшим из разных мест собирателям старинной литературы толстые рукописные книги в кожаных переплетах, но часть из них осталась. Отец их не трогал, так и пролежало дедово наследие в сундуке, пока Мирхайдаров не вышел на пенсию. Теперь у него появилось время, чтобы заняться старыми книгами. Стал их почитывать, поскольку узнал арабский алфавит. Книги были переведены с арабского на язык тюрки, которым в свое время пользовались образованные слои всех тюркских народов. Мирхайдаров этот язык тоже понимал. Начал с толкования Корану, затем обнаружил несколько трактатов арабских историков и канонический текст самого Корана. Увлекся ими настолько, что решил переписать кое-что, отказавшись от арабской вязи в пользу кириллицы. За этим занятием засиживался порой до утра. Поднявшаяся доить корову Сарбинна спеняла. «Ну что это такое, при живом муже сплю одна в холодной постели. Пропал у меня сон», — отвечал Азат. «Неизвестно, долго ли еще проживу, а тут столько знаний лежит в туне. На старости лет завелась у меня соперница». И сейчас он поднял голову, услышав, что звякнуло ведро. Опять жена будет дуться. Сунул ноги в галоши, вышел во двор. «Доброе утро, женушка. Как спала?» Сарбинна схлопнула ладонью корову по крупу, направляя ее к воротам. «Не заговаривай мне зубы, лучше отгони скотину в стадо. Проследи, чтобы корова ушла с ним, а то вернется, как вчера, к теленку». Погоняя корову с годовалой телкой, Мирхайдаров пошагал вверх по улице. За ним увязалась их собака Жданка. Все еще оставаясь под впечатлением от прочитанной ночью книги, Мирхайдаров как бы другими глазами посмотрел на клуб, мимо которого проходил. Места для божьих храмов были определены еще при сотворении мира, сказано в книге. Когда-то под клуб переоборудовали здание мечети. Минарет мечети свалил Сайфулла, отец нынешнего председателя колхоза. И Азат там же крутился. Сайфулла подпилил стойки минарета, обвязал его арканом, другой конец аркана потянули лошади. Отломившийся при ударе о землю полумесяц отлетел к ногам Азата. Он почему-то быстренько сунул полумесяц за пазуху и отнес деду. «Дикари», — сказал дед. «Не проклинаю вас, щадя вашу молодость. Слепые еще вы. Жаль, когда прозреете, меня уже не будет. Доски, карнизы минарета подними на чердак мечети». «Зачем?» — удивился Азат. «Делай, что тебе сказано. Придет время, сам восстановишь минарет. Надо бы как-нибудь посмотреть, наверное, лежат еще те доски на чердаке клуба. Только не верится Мирхайдарову, что они вновь превратятся в минарет. Нынешнее поколение не ставит веру и в грош. Поколение Азата, Сайфулла захватило немного старые времена, своими глазами видело сильных вероучителей. Когда Тереклинского муллу, сменившего в мечети Азатова деда, отправляли в ссылку, Азата в ауле не было. Рассказывали, что особо поусердствовал тогда Сайфулла. Книги Хазрета сожгли, семью разорили, самого вынудили дойти до Таулов пешком. А книг у него было много. Хазрет содержал при мечети медресе. Начальное образование Азат получил в этом медресе. Помимо основ веры преподавали в нем и светские дисциплины – математику, географию, историю. Хазрет приобщал учеников также к занятиям, необходимым в повседневной жизни, рассказывал и показывал, как готовят краски, ухаживают за пчелами, кладут печи. Сам он в молодости учился в Бухаре и действительно очень много знал. Оторвав взгляд от клуба, Азат некоторое время соображал, почему он оказался здесь. Корову в стадо гонит. Ладно еще скотинка, пока он стоял задумавшись, не свернула в проулок. Тоже остановилась, облизывая телку. «Ну пошли, пошли, скотинушки». Жданка, решив угодить хозяину, запрыгала, облаивая корову с телкой. Выйдя за околицу, Мирхайдаров заметил, что часть стада через пролом в ограде проникла на кладбище и ведет себя как-то странно. Коровы, столпившиеся в одном месте, тревожно взревали. Всадник-пастух направил коня туда, за пастухом последовали люди, пригнавшие свой скот, и Мирхайдаров присоединился к ним.
Когда пастух, щелкая кнутом, угнал обеспокоенных чем-то коров, люди увидели притоптанные местами холмик недавно вскопанной земли. «Это что-то такое? Не могила ли?» — удивился кто-то. Тут Мирхайдарову бросилась в глаза метровая примерно длинная доска. На ней не очень умело было написано черной краской: «Бактымбаев Шангарий Ишмухаметович». Ямагат, разве Шангарий умер? Да совсем недавно был жив. Все стали вспоминать, когда видели Шангария последний раз. Вчера я его видела и удивилась, летом по-зимнему был одет. Вроде не болел. Вон Рауза идет. Она-то уж знает. Рауза упай, Шангарий. Вот иду взглянуть на могилу бедняжки. Вчера с расстройства не смогла. Галиудин с Валиудиным сказали, что похоронили его на краю кладбища. Ах-ах. Выходит, умер. Галяу, чтоб ему пусто было, выпил всю мою ложку, приготовленную к сенокосу, и теперь поди лежит с больной головой, а Валяу на работу ушел либо. Гляньте-ка, а не он ли сюда направляется? Он. Ладно, еще они подвернулись. Кто-то ведь нужен, когда человек рождается или умрет, а тут все на сенокосе, никому пойти, помощи попросить. Ну, братья взяли хлопоты на себя. Только не привезли покойного домой, не обмыли, взяли и зарыли. Ай, Шангарий, ай, божий человек. Кто бы мог подумать, что так нежданно станешь хозяином могилы. Тут глаза Рауза расширились, увидела вместо аккуратного могильного холмика затоптанную скотом смесь земли и глины. Ба, что это? И запыхавшегося Валиудина эта картина привела в изумление. Что за чудеса? Это у вас надо спросить. Мирхайдаров держал в руке доску с надписью, не зная, что с ней делать. Разве человека так хоронят? Мы нормально похоронили. Как положено, нишу вырыли, посадили его туда и досками сбоку прикрыли. Могилу скот разорил. То-то, гляжу, еще вечером тут кучковался. Не доводилось мне ни видеть, ни слышать, чтобы коровы могилу разорили. Рауза, присев на корточки, зашмыгла носом. Бедняжечка мой, к сироте после смерти почтения нет, даже коровы не чью-нибудь, а твою могилу. Ямагат. Вперед выступил подошедший последним Хашим. Шангария похоронили живым. Он был мертв. Побагровевший Валиудин встал напротив Хашима, сжав одну руку в кулак, в другой держа бумажку. «Не то уж ты идиотами нас считаешь. Вот справка от фельдшера, что Шангарий умер. Справка у тебя есть, вижу. Но бывают случаи, когда человек кажется мертвым, а на самом деле спит. Это называется летаргическим сном. Чепуха. Я сам несколько дней пролежал в братской могиле. Могилу вскрыли, потому что ее начали раскапывать собаки. Животные чуют живую душу даже тогда, когда она под землей. Так и эту вскроем, что ли? Бросьте. Пустое дело. А если он жив? Если я был жив, теперь уж умер. А за тагой, что делать? Я на войне тоже с такими случаями сталкивался не раз. Надо вскрыть. А то останется в душе тяжесть. Мнение бывшего председателя колхоза склонило всех к решению вскрыть могилу. Принесли лопаты, женщинам велели отойти в сторонку, начали копать. Могила оказалась неглубокой, но боковая ниша была выкопана как положено и плотно укрыта досками. Увидев Шангарея, которого сам предал земле, Валиудин заорал и лишился дара речи. Бедняга Шангарий, видимо, бился, насколько позволяла тесная ниша, перевернулся на бок. На пальцах рук застыла кровь, ногти частью были обломаны, частью совсем оторваны, когда, надо полагать, царапал в смертельном ужасе землю и доски. В глазах застыли безмерное удивление и боль. Теперь он был в самом деле мертв. Руки уже остыли, сердце не билось, дыхание не чувствовалось. Да. Мирхайдаров перевел взгляд с тела на Валиудина, и тот вдруг разъярился. Что смотришь? Теперь Валяу виноват? А сам ты как поступил бы? Позвал мулу, чтобы должные обряды исполнил? А где они, мулы? Вы их кончали. У кого мы научились закапывать умерших необиходев? У вас. Хашим потянул Валиудина за рукав. Погоди, не горячись.
Не вали назад, а гневся, в чем повинны нынешние времена. Можно ведь было собрать людей, обмыть покойного, проститься с ним по-человечески. Вот он лежит, обмывайте, прощайтесь. Выкрикнув это, Валяу пошагал, сердито размахивая руками, вниз, к аулу. Тем временем пригнали подводу. Тело Шангарея перевезли в родительский дом. Мирхайдаров закатал рукава. «Давайте, кто еще будет обмывать?» Видя, что больше никого из пожилых людей нет, к покойному подошли Хашим Сайфулла и партизаном. «Командуй, Хашим, ты ведь зять знахарки Борсенбики», — сказал Мирхайдаров. «Я всего лишь зять знахарки, а ты, внук Муллы», — усмехнулся Хашим. «Ладно, кто старое помянет». Сайфулла тоже закатал рукава. «Приступим. Сделаем все, как положено». «Да». Пока обмыли покойного, завернули в саван и отвезли обратно на кладбище, другие доставили туда столбы и жерди, починили сломанную ограду. Каждый чувствовал себя как бы виноватым в возникновении неловкого положения и старался загладить свою вину. Похоронили Шангарея честь по чести, и народ разошелся, лишь Мирхайдаров задержался, присел у могилы. У него было такое чувство, будто что-то не доделали, не завершили, будто лежащий в могиле человек с душой ребенка ждет от него еще чего-то. Вспомнились слова, услышанные давным-давно в медресе от Хазрета: «За упокойную молитву творя так же, как другие молитвы. Нужно только, чтобы тело покойного было обмыто. Смерть не минует никого из нас». Мирхайдаров, вздрогнув, поднял голову. «Бей, Сайфулла Кардаш, ты, оказывается, еще здесь. Хочешь прочесть за упокойную? Прочти. Если я умру раньше тебя, ты уж, друг Азат, прочти надо мной. Если ты уйдешь раньше, то я прочту. А ты разве знаешь? Так мы же с тобой в медресе вместе ходили». Мирхайдаров сначала словно стеснялся произносить слова молитвы нараспев, а затем набрался смелости. Дело пошлый ходка, как по накатанной дороге. Глава 4. После ужина Кыдрасов вернулся в райком, чтобы в вечерней тишине спокойно прочитать доклад, с которым ему предстояло выступить в районном доме культуры на торжественном заседании по случаю годовщины Великой Октябрьской революции. Он должен был заранее ознакомиться с докладом, потому что разные его части писали разные люди. За третий раздел, подготовленный Галимой, Кыдрасов мог не беспокоиться. Хотя грамотности у нее самой маловато, заведующий идеологическим отделом, человек башковитый, чувствует, откуда и куда дует ветер. А Галима, как опытный дирижер, никакую фальшь не пропустит. Беспокоили Кыдрасова вступительная часть и раздел доклада, подготовленные вторым секретарем. Его прислали из столицы. Работал прежде в Министерстве сельского хозяйства, но как специалист в Раде жидковат. Отец у него – профессор, мать – партработник, короче говоря, парень из тех, кто грыз гранит науки и своими силами поднимался вверх. Впрочем, раз воспитывался в семье образованных людей, вполне вероятно, что начитан и политически грамотен. Такие ведь в студенческие годы имели возможность развиваться всесторонне, не разгружая ночами вагоны, чтобы подзаработать на хлеб насущный. Вступительная часть доклада начиналась гладко. Речь шла о программе, принятой в середине 60-х годов 22-й съездом партии. Ясно как день, что для руководства страной нужны были новые идеи, нужна теоретическая основа. Теперь, в конце десятилетия, Брежнев во всех своих выступлениях отмечает, что главным достижением советского народа на пройденном им историческом пути явилось построение развитого социалистического общества. Второй секретарь, Ахмадеев, уловил это и изложил четко. «Да, — пишет он, — нынешняя идеология не отвергается вывод Сталина о том, что в стране к 1936 году был построен фундамент социализма, однако построение обещанного коммунистического общества отодвигается на более отдаленное будущее. В понимании Кыдрасова развитый социализм должен бы обеспечивать растущую потребность в товарах массового спроса.
Однако огромный разрыв между потребностью и реальным производством товаров почему-то ни у кого там, наверху, не вызывает тревоги. А народ теперь не заставишь работать, как прежде, за обманные трудодни. И ГУЛАГа, чтобы держать его в страхе, уже нет. Вернее, государственное учреждение, ведающее тюрьмами и лагерями, существует, но нагнать ужас теперь не в состоянии. Дисциплина в стране расшаталась. Пышным цветом цветет спекуляции, народ спивается, ни для кого это не секрет, но и покончить с такого рода позорными явлениями никто не может. Как покончить, если почти весь бюджет, например, района держится на продаже водки? Пьяному, известно, море по колено. Обо всем этом в праздничном докладе, конечно, не скажешь. Ахмадеев умело обошел острые углы. О политических репрессиях, получивших недавно название «сталинщина», тоже не упомянул. И не надо. Что ни говори, идеология Брежнева и его окружения выросла на почве этой самой сталинщины. Говорят, ребенок, которому хочется поплакать, играет с бородой отца. А тут игра с огнем может получиться. Ахмадеев поступил умно, уделив довольно места похвалам в адрес Ленинского Центрального комитета, прежде всего, Брежнева. Доклад пестрит выражениями типа «благодаря мудрому руководству, победоносными шагами, встав на ударную трудовую вахту, как сказочный богатырь, растущий не по дням, а по часам». Удовлетворенный вступительной частью доклада, Кадрасов открыл сейф, сделал глоток из стоявшей в нем бутылки коньяка. Пожалуй, в Уфе не ошиблись, прислав Таулы Ахмадеева. Гладко пишет, будто всю жизнь, не поднимая голову, писал доклады. Неизвестно, как написал бы председатель колхоза Алга Шемсудинов, если бы должность второго секретаря занял он. Доклады писать, не козлов кастрировать. Кадрасов перелистнул несколько страниц доклада, и в глаза ему бросились строки, в которых речь шла как раз о хозяйстве, руководимом Шемсудиновым. В колхозе «Алга», говорилось в докладе, добились самой высокой в районе урожайности зерновых культур, однако не все в порядке в животноводстве. В частности, не налажено дело с искусственным осеменением маточного поголовья. К концу октября на овцоводческой ферме оставались неосемененными несколько сот валухов, целая отара. Кадрасов несколько удивился. Саев Шемсудинов, зоотехник по образованию, в таких делах не допускал промашек. Не бросает ли ему Ахмадеев несправедливое обвинение? Кадрасов набрал номер телефона председателя колхоза «Алга». Как живет саможедца, Батыр Полей? Не загордился, собрав самый высокий в районе урожай? Да нет. А вообще-то можно бы и загордиться. Ладно, ладно. В нашем деле, как говорится, один год ягач жирует, а на следующий жирует перепел, так что, понимаю. Люблю понятливых хозяев. Всем бы председателем такими быть. А за что ругать собираешься? Почему ругать? Так ведь с похвал начинают, чтобы позолотить пилюлю. Ха-ха-ха. Кадрасов посмеялся от души, откинувшись к спинке кресла. У тебя прямо собачье чутье, движение змеи под землей можешь учуять. Не первый же год председателем работаю. Нет, ругать не буду. Ругать руководителя хозяйства, идущего по всем показателям впереди, да еще перед праздником. Нет. Только не понял, о каких неосемененных овцах у вас идет речь, в доклад вот вставили. Надо же. На днях новый секретарь, как его, Ахмадеев, по телефону меня допрашивал, наверное, он вставил. Ну-ну. Я ему сказал, что все поголовье осеменено, только валухи остались неосемененными. Так объяснил бы ему, что срок еще не наступил. Срок? Фу, елки зеленые. Для них же никогда срок не наступит. Почему? Господь Бог так установил. Это же бараны, самцы то есть. Я просто пошутил. Черт. Кадрасов со зла едва не швырнул трубку на пол. Посидев минуту в прострации, позвонил Ахмадееву домой. Ты что это собрался баранов осеменять? Где, спрашиваешь? В докладе? Надень очки, посмотри. Если бы я не прочитал заранее,
ославил бы нас анекдотом на всю республику. Ладно, я электрик, мне это было бы простительно, но ты ведь специалист, окончивший сельхозинститут, за сельское хозяйство здесь отвечаешь. Обессиленный, красный, как перец, Кадрасов отшвырнул от себя недочитанный доклад. После телефонного разговора с Кадрасовым Саев нервно походил туда-сюда по своему кабинету. Дожили. Районным руководят люди, не отличающие овцу от барана. А он, Шамсудинов, остался с носом. Глупец, поверил проклятой Галиме. Из кожи вон лез, стараясь отличиться, чтобы потом, когда станет секретарем райкома, не говорили, что сам был рохлей, а берется учить. Радислава почти все зерно отправил государству, ни для раздачи колхозникам, ни на семена не оставил. Другие руководители хозяйств урожайность показывали ниже фактической, приберегали зерно, дабы не оказаться будущей весной, что называется, в дырявой лодке. А он думал, пускай тот, кто его сменит, выкручивается, как хочет. Вышло, что придется выкручиваться самому. Помнится, покойная жена Нагима, наставляя детей, полушутливо советовала: если копаете яму другому, не копайте слишком глубоко, можете сами в нее угодить. Саев пренебрег этой мудростью. Вспомнив Нагиму, он расстроился еще сильней. Не ценил жену, только теперь понял, что имел крепкий тыл, потому и работа ладилась. Понял, да поздно. Дети от рук отбились, и в работе все может пойти наперекосяк. Иллюзорная слава продержится недолго, весна покажет, какой он на самом деле хозяин. Ладно, еще осталось немного пшеницы и ржи с опытных полей Абдиляхата. Эх, если бы удалось эти семена размножить. Собаклинский председатель в обмен на зерно новых сортов предлагал Волгу. Работает голова у старикана, но и у Саяфа Немекина вместо мозгов, чтобы дать соседу возможность обойти колхоз Алга по урожайности. Саев выпрямился за столом, услышав легкие, в то же время уверенные шаги на лестнице. Кто-то поднимался на второй этаж. Не Мадина ли? Только у нее такая поступь. Но в последнее время Мадина словно избегала встреч с ним, а если встречались, то она своим взглядом будто окатывала его холодной водой. Дверь приоткрылась. «Можно к вам?» «Да, это она». Глаза строгие, выражение лица сугубо деловое. «Заходи, заходи, Мадина». В официальной обстановке, например, на утренних оперативках Саев обращается к ней на «вы», а когда посторонних нет, переходит на свойское «ты». «Извините, зашла в нерабочее время». Мадина кончиком пальца смахнула повисшие на ресницах капельки, на улице шел дождь со снегом. Днем было некогда. Для тебя моя дверь открыта в любое время, не только в рабочее. Прозвучало это двусмысленно, Саев даже сам смутился, а Мадина отвела взгляд на залепленное мокрым снегом окно. Решив исправить оплошность, Саев лишь усугубил возникшую неловкость. Наверное, двум овдовевшим людям есть о чем поговорить. Я собиралась зайти, поговорить еще в сентябре, но все как-то не удавалось. Мадина села на стул напротив председателя. У меня создалось впечатление, что ты избегала разговоров со мной. Я весь во внимание. Саев подался вперед, насколько позволял стол. Спасибо. Мадина посмотрела ему в глаза. Меня беспокоит вопрос о семенах пшеницы и ржи, выведенных Абдиляхатом. В каком они состоянии? Ах, вот что привело тебя ко мне. Саев разочарованно откинулся назад. Семена. Что с ними сделается? Лежат в клети. Спасибо, еще раз поблагодарила Мадина. А то люди разное говорят. Чего только люди не наговорят. Всем верить, так. У меня нет привычки верить сплетням, Саев Сайфуллович. Но тут речь идет о деле, которому мой муж посвятил жизнь. Кто, кроме меня, защитит его? Умерших хоть защищай, хоть не защищай. И я раньше так думала. А теперь? Теперь думаю, что живые сами за себя могут постоять, ушедшие нуждаются в защите. Вы по существу тоже так думаете, иначе не стали бы за покойную жену мстить безвинной старухе. Мадина. Саев вскочил со своего председательского кресла.
Не я возбудил дело против нее, на суде присутствовал лишь в качестве свидетеля. Ты же знаешь, как я к тебе отношусь. До свидания, Мадина. Но Мадина уже вышла и закрыла за собой дверь. Тут резко зазвонил телефон. Да, я. Слушаю, Галима. Что это ты дышишь так, будто пробежал марафонскую дистанцию? Скажи спасибо, что еще жив. Бедняжка мой. И не появляешься здесь. Давай по делу. Не просто так ведь звонишь. Вот просматриваю программу праздничного концерта. От вас, оказывается, 2 номера должно быть представлено. Ты свою бабушку-царицу сюда не таскай, хватит ей красоваться на сцене, выставь молодых. Ревнуешь? Ревную. К Мадине? Да, к Мадине. Уф, назови уж лучше какую-нибудь вертихвостку. Ладно, парторг решит, он этим вопросом занимается. Будто я не знаю, что парторг тебе в рот смотрит. Саев положил трубку. Обозлился, Галима разговаривает с ним как ни в чем не бывало, будто не по ее милости он сидит по горло в дерьме. Впрочем, перед мысленным взором Саяфа предстал всегда противоречивший ему, подвергавший сомнению все его планы, подрывавший его авторитет в глазах колхозников Абдиляхат. В том, что совершил Саев, повинна не только Галима. Абдиляхат давно уже мешал ему самому. Галима лишь ускорила ход событий. Вдобавок умерла Нагима, это тоже подтолкнуло Саяфа, почувствовал себя свободным, заторопился, надеясь поскорее заполучить Мадину. А она вон как, пришла защищать покойника и еще Барсанбику к этому пристегнула. Нет, надо в ближайшее время как-то сломать гордость Мадины, иначе она ему не достанется. Женщина, пока подавлена горем, расслабляется, упустишь момент, превратится в дикую кобылицу, и попробуй тогда накинь на нее узду. Похоже, настроить Мадину на нужный лад лишь своими силами ему не удастся. Нужно подключить к этому сватов. Авторитетных для нее людей. Хашим. Вот кто может убедить ее. Если у него не получится, можно обратиться к Мирхайдарову. Старик всегда смотрел на Мадину как на родную дочь, хвалил и восхищался ею. Не ошибиться бы Саяфу на этот раз. Женитьба – дело не шуточное. Когда женился первый раз, был еще юн, не соображал толком, что к чему, не придал значения тому, что Нагима пошла за него, мстя возлюбленному, и ничего хорошего из этого не вышло. Хитрости одной женщины достаточно, чтобы нагрузить 10 верблюдов, утверждает народная мудрость. Впрочем, народ – понятие абстрактное, мудры конкретные люди. К примеру, мудрой была бабушка Саяфа, он часто советовался с ней, старался почерпнуть кое-что полезное для себя из ее жизненного опыта. Однажды, когда бабушка лежала, приболев, в постели, Саев спросил: «А лысый, может ли человек прожить жизнь без ошибок?» «Вряд ли», — ответила бабушка. «Малыши ошибаются по много раз за день. Ошибаясь, учатся жить, набираются ума. Бойся повторения одной и той же ошибки». Если бы Саев женился сейчас на Галиме, это стало бы повторением его юношеской ошибки. А Мадину он любит. Да-да. И добьется своего во что бы то ни стало. С такими мыслями Саев вышел из правления и направился в сторону избы Хашима. Рауза не знала, как ответить на предложение Мадины переселиться к ней, жить вместе. Во-первых, Рауза не совсем уж одинока, у нее есть сын. Хотя Хусайн днюет и ночует в своей пожарке, Рауза готовит ему еду, стирает его белье, раз в неделю топит для него баню. Во-вторых, то ли по воле Всевышнего, то ли по наущению шайтана, она в свое время отбила деда Мадину у ее бабушки. Правда, тогда никто, кроме Бурсанбики, не знал, что Сибагат – дед Мадины. И все-таки как-то неловко. Пусть и языкаста Рауза, совесть-то у нее есть. Как подумает обо всем этом, не может представить себя живущего в доме Мадины. С другой стороны, хочет того или не хочет, вынуждена Рауза признать, что состарилась. Когда-то могла одной рукой без особой натуги поднять полную флягу, теперь ведро воды от колодца до дома без передышек донести не может. После смерти Шингарей дом Ишмамата стал ей чужд,
не тянет ее туда, свой дом одряхлял, как она сама, клонится на бок, поэтому живет Рауза в хозяйстве Магинур, который использовал для проведения опытов Абделяхат. Собрала урожай с посаженных и посеянных им растений, уложила в ящики и коробки, как при его жизни. Хашим прикинул их вес, записал в журнале, а что делать с ними дальше, ума не приложит. Потому что невежды. Вот когда Рауза пожалела о том, что в юности не получила достаточного образования. Пока был жив Абделяхат, все вроде знала и понимала, а без него все из головы вылетело. Зачем Всевышний лишил жизни столь нужного стране человека? Призовет он к себе взамен душу Раузы, если бы кто и заплакал, так один Хусайн. А так ведь. Сколько недоделанных дел осталось, овдовела молодая еще жена, осиротились сыновья, дочки-двойняшки. Говорят, земле тоже хорошие люди нужны. Но и Рауза не очень уж плохой человек. В молодости, правда, была неравнодушна к мужчинам, азартна, так ведь азартность не в лавке куплена, сам Всевышний ею наделил, поэтому она, азартность, наверно, вину не ставится. Так думала Рауза, оглядывая оставшуюся без хозяина лабораторию. Семена, весы с мелкими гирьками, схемы, книги. Все это лежит теперь зря, без всякой пользы. Кто придет и будет колдовать тут, как добрый волшебник? Хотя Абделяхат скорее напоминал хирурга, в руках пинцет, скальпель. Держал их в спирте, чтобы никакая зараза к ним не пристала. И Рауза входила сюда обязательно в белом халате. Ничего такого теперь уже не будет. И Шангарея не стало. Пожил бы еще, кабы этот ненасытный Галиудин не погубил бы его. Он, чтоб ему пусто было, раньше срока уложил беднягу в могилу. Верно говорят, что пьяница в первую очередь совесть свою пропивает. Как он после такой ошибки будет смотреть людям в глаза? Рауза подкинула дров в угасавшую печь. Услышав в сенях шаги, поправила платок, подтянула голенище сапог, приспущенные для того, чтобы унять перед огнем боль в коленях. Хашим, ты? Нет, не Хашим. Можно. Увидев, что вошел Саев, Рауза немного растерялась, задвигалась, намереваясь встать с табурета. Сиди. Мне сказали, что Хашим тут. Иста. С чего это Хашим должен быть тут? У него есть своя изба и дочь рядом живет. Он не одинокий, как я и ты. Не сказать, что я совсем одинок, у меня детей полон дом. Дети, они кому в радость, кому. Чем больше их, тем больше беспокойства. Это так. Саев присел на стул у двери. Ты сюда переселилась, что ли, Раузалапой? А так. Слышу, как говорится, новости старых уст. Уж сколько времени тут живу безотлучно. Так ведь, теперь, когда Абделяхата нет. Абделяхата нет, дело его осталось. Не то что уйти, бросив дело, даже на час отлучиться боюсь. На Аллаха надеяться, раз сама Бартинная, не могу, все мне кажется, приходит Абделяхат каждый день, проверяет. Ха-ха-ха, рассмеялся Саев. Будешь тут одна обитать, так привидение к тебе возьмет да подселится. Сибагат еще не привиделся. Ха-ха-ха. Мышки, смерть, кошки, смех, сказала Рауза и вытерла уголком платка нос. Я вот умру, так кто за всем этим приглядит? Хоть бы Дауд скорее вернулся и пошел дорогой отца. Должно быть, чекнутость Абделяхата передалась и тебе, Раузаупай. Кому вся эта самодеятельность нужна? Селекционной работой всерьез занимаются целые институты. Может, оно и так, ты человек ученый, знаешь, как положено. Однако же открытия делают люди вроде чокнутого, как ты его назвал, Абделяхата. Фанатизмы. Саев поморщился, будто проглотив горькую пилюлю, и повернул разговор на другое. Как соседка твоя, о Мадине говорю, замуж еще не собралась. Сваты не появлялись? Может, и появлялись или появятся, однако же, думаю, Мадина всем откажет. Почему? Умный человек Райнаат не поменяет. Не понял. Отчего не понял? Вот ты сам женился бы на ком-нибудь хуже твоей Нагимы. Так и Мадина. Есть ли на свете мужчина,
который может заменить ей Абдляхата? По-моему, нет. Выйдя во двор, Саев бросил взгляд на аккуратные ряды слегка побеленных снегом грядок, на оголившиеся плодовые деревья. Да. Оказывается, он поспешил с выводом, что избавился от Абдляхата. Все тут, и этот дом, и толстая Рауза, не говоря уж о Мадине, служит его духу. Раз так, есть ли смысл обращаться к Хашиму? Он, Саев, должен сам прямиком пойти к Мадине. Как-никак хозяин в колхозе он. Ну, похрабрится, побунтует Мадина, а дальше что? Деваться ей некуда, строптивого коня приручает узда, так и тут. А дух Абдляхата надо выветрить, не оставив в ауле ничего, что напоминает о нем. Мадина после ареста бабушки и гибели мужа перестала ходить в клуб, по вечерам девочек не хотела оставлять одних. Женщины, любительницы пения, стали собираться у нее дома. Так им удобнее приходят, с рукоделиями, и Мадине с дочками веселее, они тоже берут в руки вязание или вышивают. К пению добавляются работа и шутки и прибаутки. Иногда женщины не прочь и сплясать, выбивая пальцами звонкую дробь на донышке ведра либо на подносе. Мадина в зависимости от настроения садится за фортепиано. Инструмент приобрели в свое время не столько для нее самой, сколько для дочек. Двойняшки показывают гостям, чему научила их мама. В связи с тем, что Мадине предстояло выступить на праздничном концерте в райцентре, она собрала небольшой ансамбль и начала готовить его к трехголосному исполнению кунгурбуги. В состав ансамбля из прежнего хора вошли лишь несколько активисток, остальные песню как следует еще не освоили. Самое трудное заключалось в том, чтобы озвучить в ней чувство Тандыса, идущей в поисках кунгурбуги через леса и горы, увенчанные причудливыми скалами. В народе бытует несколько версий легенды, связанной с этой песней. По одной из них пропавшую корову ищет не пастух, а ее хозяйка Тандыса. Мадина отдает предпочтение именно этой версии. В ваших голосах должны отразиться не только озабоченность Тандыса, но и восхищение окружающей ее красотой, шум лесов и клёкот орлов на скалах. Не выкрикивайте «хау, хау» так, будто танцеваете свою буренку, возвратившуюся вечером со стадом. Корова Тандыса с теленком не видны, они ушли далеко вперед, ваши «хау, хау» должны звучать величественно, словно перекликаются между собой скалы Урала. Неожиданно в торжественное звучание второго и третьего голосов вплетается первый голос, обыденный голос обыкновенной женщины, объясняла Мадина. 7, что называется, потов сошло с нее, пока добилась удовлетворительного результата и женщины ушли. Девочки уже позевывали. Мхылу, привыкшие ложиться спать, как только на дворе смеркнется, тут же ткнулась головой в подушку. Кукхылу, напротив, любит вечером пободрствовать, а утром поднимается тяжело. Ложись, детка, завтра не праздничный день. Теперь они спят втроем на бабушкиной лежанке, более просторной, чем кровать, так им спится спокойней. Кукхылу прильнула к маминому боку. «Мам, а дорога к Кунгурбуге есть и сейчас?» «Конечно. Но она уже не имеет прежнего значения. Сначала это была тайная дорога воинов, а когда надобность в тайне отпала, ею пользовались купцы. Приходили караваны из далеких стран, привозили шелк из Китая, поэтому одно время дорогу, найденную Тандысой, называли шелковым путем. А из наших краев купцы увозили дорогие меха, мед. Мам, сказать тебе что-то? Мне кажется, что я, как Тандыса, отправлюсь далеко-далеко. Может быть, и отправишься. А вдруг не смогу вернуться? Вернешься. Если будешь любить родную землю, как Тандыса, найдешь дорогу домой. Значит, поэтому Тандыса не заблудилась. Она и блуждала, но не падала духом, не испугалась, упорно шла вперед. Упорный человек, говорят, даже в камень гвоздь вобьет. Ага. Наконец, Кукхыл угомонилась, заснула. У Мадины тоже глаза уже слепались, когда кто-то постучал в ворота. Чтобы шум не разбудил девочек, Мадина поспешила во двор. «Кто там?» «Апай, я, медсестра. Открой, пожалуйста. Входи».
Мадина открыла калитку и удивилась, увидев молоденькую медсестру, второпях накинувшую на себя поверх платья только шаль. Что случилось? Апой, из соседнего аула привезли женщину, никак разродиться не может. Ребенок идет неправильно. Фельдшер меня к вам послал. Наверно, он думает, что моя бабушка Барсенбика дома. Мы знаем, что ее нет. Но, может, вы поможете? Мадина быстренько оделась, заперла дверь дома снаружи и пошагала вверх по улице, гадая, сумеет помочь женщине или нет. Она слышала о таких случаях от бабушки и однажды сама отвезла ее в соседний аул и помогла там принять роды. Бабушка, сославшись на боль в руке, лишь подсказывала Мадине, что надо делать. Возможно, и не болела рука у Барсенбики, просто она начала так приобщать внучку к своему ремеслу. Сейчас рядом бабушки нет, не растеряется ли Мадина? Она потрогала оба браслета на своих запястьях и почувствовала себя уверенней. Возле женщины, уже потерявшей надежду благополучно разродиться, Мадина вдруг успокоилась. Не вступая в разговор с людьми, которые привезли роженицу, тщательно вымыла руки и протерла их спиртом. От предложенных фельдшером резиновых перчаток отказалась. Подумала, неужели медики не знают, что самая чувствительная часть рук – кончики пальцев, что в перчатках они чувствительность теряют? «Извините», – сказал фельдшер, – «у меня практики нет, мы не разрешаем привозить рожениц сюда, а они…» Мадина ему не ответила. Мысленно попросила благословения и у бабушки Барсенбики и 7 колен занимавшихся этим делом матерей и бабушек. Припомнила свои действия в тот раз, когда, как и сейчас, надо было повернуть ребенка вперед головкой. Примерно через час комнату огласил плач младенца. Не только младенец, даже медсестра заплакала и фельдшер прослезился. Изможденная роженица слабой рукой прикоснулась к Мадине, шевельнула искусанными губами. «Спасибо». Лишь выйдя на улицу, Мадина ощутила, насколько устала. Едва держалась на ногах. Мокрая, хоть выжми, сорочка вот-вот, казалось, заледенеет под легкой шубкой. Теперь стало понятно, почему бабушка, отправляясь принимать роды, брала с собой сменную одежду. Не простудиться бы. И без этого утром трудно будет подняться. А встать надо рано. В душе шевельнулась тревога, но в каком-то другом ее уголке оставалось место и для чувства удовлетворения тем, что Мадина сделала. Она уж и не помнила, когда до этого переживала такие счастливые минуты. Запятая опять эту старуху притащили. Увлеченно слушавший песню Кыдрасов невольно повернулся к сидевшей рядом Галиме. «О ком это ты? О солистские залги! Хы! Всем бы старухам такими быть!» Кыдрасов вновь погрузился в песню, порожденную первозданной красотой природы, дремучими лесами, величественными, устремленными к небесам горами. Здорово поют. А солистка? Отчего Галима эту женщину, которая всего лишь около 40 лет, назвала старухой, за что не взлюбила ее? Наверно, завидует ей. Есть чему позавидовать, и лицом удалась, и голос чарующий. Почему до сих пор не посылали ее на смотр в Уфу? Она могла бы с успехом выступать на правительственных концертах, принести славу району. Ее муж, Ирназаров, был, конечно, упрямым строптивцем, но не давать ходу женщине, обладающей редкостным даром, из-за скверного характера мужа. Это неправильно. И ему, Кыдрасову, не помешало бы прокатиться в Уфу на Волге рядышком с такой красавицей. У Саяфа глаза острые, не закинул ли он после смерти жены удочку на эту красавицу? С него, рябого беса, станется. Если верно люди говорят, у Саяфа и с Галимой были более чем теплые отношения. Со сцены Тереклинский ансамбль проводили бурными аплодисментами. Кыдрасов, решив пощекотать нервы Галимы, склонился к ее уху. Вот бы такую жену иметь. Соседская курица гусыни, а жена девственницей, кажется, был ответ. Галима не из тех, кто за словом в карман лезет. Она ведь тоже тереклинская. А теряклы неспроста на весь район знамениты. Не дожидаясь окончания концерта, во время перерыва, Кыдрасов собрался уйти домой. «Бэй-бэй!
Галима бабочка запорхала перед ним. В эту пору даже дети еще не ложатся спать. Самира на случай, если заглянешь к нам, обещала приготовить стол. Опять будет бешбармака, усмехнулся Кыдрасов. Вы уж на сей раз без меня покушайте. Я утром чуть свет должен выехать в Уфу. Машину перед торжественным заседанием Кыдрасов отпустил, поэтому пришлось отправиться домой пешком. На улице было пустынно и неуютно, дул резкий, холодный ветер. Кыдрасов поднял воротник пальто, подтянул шарф к подбородку. Хотелось перед поездкой в Уфу походить, собраться с мыслями, но осенний ветер пронизывал до костей, поторапливал. Да, Кыдрасов решил уехать отсюда. Понял, что руководить сельскохозяйственным районом – не его дело. Экономика, созданная стараниями Камалетдинова, может скоро развалиться, тогда упадет и авторитет Кыдрасова. Пока не поздно, надо перебраться в город. У отца с матерью много друзей, они не оставят его без покровительства. Намерены поставить директором одного из солидных заводов. Хотя Кыдрасову это пришлось по душе, сказал ради приличия, что подумает. Здесь об этом никто не знает. Если бы знали, прежде всех Галима начал бы упрашивать, чтобы взял ее с собой. Вдобавок, неожиданно от Осокорю райкома отделилась темная фигура, направилась к нему. Загирагой. Никак. Самира. Что ты здесь делаешь? Агы. Дома нам поговорить не удастся. Я беременна. Вот тебе на. Кыдрасов закурил сигарету. Ты не ошибаешься? Нет. Мать. Она не знает, только, тогда ты забыл у нас свой галстук. Черт. Пока никто ничего не должен знать. Слышишь? Ладно. Иди сейчас домой. Через недельку. Я сам найду тебя. Поняла? Девушка, натянув на голову капюшон куртки, ушла. Кыдрасов кинул недокуренную сигарету на припорошенную снежком землю, постоял, глядя без каких-либо мыслей на медленно угасавший огонек. С праздничного торжества Галима пошла домой в подавленном настроении. Вновь и вновь вспоминала разговор с Кыдрасовым. Если мужчина при жене или любовнице хвалит другую женщину, жди беды, говорила когда-то Надежда Федоровна. Может быть, она ошибалась? Может быть, Загиру не хватало внимания с ее, Галимы, стороны, и он хотел подогреть ее чувства, вызвав у нее ревность? Тут вполне возможно и такое объяснение его поведения, потому что в последнее время Галима много ездила по району, проверяла готовность школ и учреждений культуры к зиме, не удавалось встретиться с Кыдрасовым в интимной обстановке. Но это объяснение не успокоило Галиму. Перед глазами стояла Мадина, вышедшая на сцену в плотно облегавшем фигуру вишневом платье и пробудившая собравшихся в зале устроить ей овацию. Было сказано Саяфу, чтоб не было Мадины на торжестве, а он все-таки привез ее, должно быть, нарочно, в отместку за то, что не смогла Галима отстоять его кандидатуру на должность второго секретаря. На лице Кыдрасова, как только увидел тереклинскую красавицу, появилось выражение охотника, увидевшего дичь. А когда стоя аплодировали Мадине, Кыдрасов, честное слово, готов был взлететь на сцену и обнять ее. Вдобавок на приглашение Галимы пойти к ней домой ответил отказом. И, торопливо одевшись, ушел, будто после выступления тереклинского ансамбля в концерте ничего достойного внимания не осталось. Нет, Галима не с тех, кто быстро отпускает угодившего в ее коготки. К тому же Загир всегда, когда она уезжала, например, в Уфу, с нетерпением ждал ее возвращения. Вот и в тот день, когда она обнаружила его галстук, он, видимо, зашел к ней домой и ждал ее, не с неба же галстук упал. За эти годы Загир привязался не только к ней, Галиме, но и к Самире. Наверное, от того, что нет своих детей, баловал ее, куда бы ни съездил, привозил ей гостинцы, подарки. И Самира, не знавшая отцовской ласки, не привыкшая к вниманию мужчины, в свою очередь привязалась к нему, нисколько не стеснялась, могла запросто сесть к нему на колени. Могла бы Галима сказать, что было так до сих пор,
Но с минувшего лета Кыдрасов открывал ее дверь все реже и реже. А сегодня Галима, задумавшись, и не заметила, как дошла до своего дома. Потопталась у калитки. Ей казалось, что вот-вот подойдет человек, о котором думала. Но никто не появлялся. Лишь раскачивался на столбе фонарь уличного освещения и металось по земле пятно света. Да заунывно свистел осенний ветер, будто недовольный неприглядностью им самим же оголенного мира, и дома Галиму встретила какая-то унылая тишина. Уходя, она сказала дочери: «Приведу вечером гости, свари бешбармак, приготовь салаты». Самира согласилась без пререканий. Но не похоже, что выполнила обещание, нет запаха вкусной еды. Галима прошла на кухню, там все было на своих местах. Дочь, кажется, даже чай для себя не вскипятила, чайник холодный. Галима включила свет в зале. Дочь лежала на диване, изогнувшись, будто у нее болит живот. «Самира, ты что? Почему лежишь, даже не включив свет? Что молчишь?» Язык проглотила. Взгляд Галимы упал на лежавшую на столе бумажку. Медицинское заключение о состоянии Самиры. 11-я неделя беременности. Вопль матери заставил Самиру вскочить. «Ты чего? Словно тебя режут». «Это, что?» Галима сунула бумажку под нос дочери. Объясни. Отвяжись. Читать, что ли, не умеешь?» Галима схватила стул, вскинула. «Сучка. От кого забеременела, а? Говори. От кого?» Дочь попыталась заслониться от удара рукой, но одна ножка стула все же угодила в голову. Из носа потекла кровь. Неожиданно Самира выпрямилась и что есть сил рванула стул из рук матери. «Не подходи ко мне. Убью. Самира». Ополоумевшая Галима присела на корточки. «Бей. Убей. Ты уже и так меня зарезала. Стыд-то какой. Моя карьера. Ненавижу. Хоть скажи, кто отец? От кого забеременела? Я его своими руками. Не скажу. Как то есть не скажешь. А ты мне сказала, кто мой отец? Сколько я спрашивала, плакала, умоляла. Придумала мне отчество, Идеаловна. Имени тут такого нет. Если он твой идеал, почему скрывала? Родила тебя на свою голову». Галима заплакала и несколько остыла. «Ладно, Самира. Что случилось, то случилось. Завтра же прервешь беременность». Лицо Самиры скривилось в злой усмешке. «Ты же видела, меня поставили на учет в поликлинике. Придется рожать». «Нет. Это невозможно. Хоть 30, хоть 40 недель было бы, это невозможно. Ты еще молода, все забудется. А если родишь, всю жизнь будешь каяться. На всю жизнь поставишь на себя печать гулящая». Усмешку на лице Самиры сменило равнодушное выражение. «А мне не привыкать. Я ведь и сама нагуленная. Незаконнорожденная. Самира. Оставь меня в покое». Перепачканная кровью Самира ушла умываться. Вытащив из печи пирог, Мадина велела Кюнфхылу: «Иди позови дедушку, скажи, пирог стынет». Легкая на подъем Кюнфхыла вскочила и выпорхнула. В сене. Мадина через остекленный верх внутренней двери посмотрела в горницу. Там Купхылу, вышивая конец полотенца, негромко напевала Баэтасаки-суки. Это, предназначенная детям печальная история двух мальчиков-братьев, не ладивших меж собой. Они все время ссорились и дрались. Однажды мать в сердцах сказала, чтобы вам никогда не видеться и тосковать друг от друга. Проклятые таким вот образом мальчики превратились в птиц и с тех пор окликают друг друга «сак», «сук», но никак не могут встретиться. Купхылу, почувствовав взгляд матери, умолкла. «Мам, а почему ты сюда не входишь?» Мадина вошла в горницу, обняла дочку. «От кого ты этот баэт слышала?» «От бабушки Барсанбики. Она так напевала. А мне моя мама эту историю немного по-другому, как сказку, рассказывала». «Мам, а Сак и Сук были близнецы? Может быть?» «Зачем ты об этом спрашиваешь?» «Просто так. Я чувствую, что не просто так. Ты хотела что-то сказать?» «Да. Я боюсь за Кюнфхылу». «Боишься? Почему?»
Она пытается объездить нашего жеребчика. Уже несколько раз упала с него. Упала? Да. Вдруг с ней что-нибудь случится, и мы никогда не сможем встретиться, как Сак и Сук. У Кукхылу на глаза навернулись слезы. Я давно хотела тебе сказать, а она говорит, я беда, мама, наверное, тебе за это красные штаны купит. А дедушка об этом знает? Кукхылу кивнула утвердительно. В это время скрипнула калитка. Мадина, решив, что идут отец с Кюнхылу, посмотрела в окно. Ах. Что, мама? Председатель к нам идет. Что-нибудь случилось, что ли? Мадина вышла в прихожую. Здравствуйте. Здравствуй, Мадина. Сайф протянул сверток. Небольшой подарок тебе. Хоть праздник уже прошел, с праздником, Мадина. Бэй. Я не ждала гостей. Сайф, немного растерянно, мял в руках шапку, не зная, повесить ее на гвоздь или нет. Как говорится, смерть и нежданный гость приходят без приглашения. Я, Мадина, пришел сватать тебя. Сватать? За кого? За себя, Мадина. Да вы что? И года не прошло, как умер мой муж, и вообще я замуж выходить не собираюсь. Ты ведь еще молода, все равно выйдешь. Я ничего не пожалею, чтобы ты была счастлива. На сене, Саяфагой, яблоки не растут. И дети у меня. Драгоценные камни руку не отягощают, Мадина. И у меня есть дети. Создадим семью, вдохнем, так сказать, в старые сердца новую энергию. Не ед. Мадина обессиленно присела на краешек скамьи. Если бы бабушка Барсенбика это услышала. Разве это старая корга, хозяйка твоей судьбы? Пойми меня, Мадина. Старую ворону в клетке не держат, товарищ председатель. Извини, я неправильно выразился. Уходи. И мужем, и любимым для меня был и останется один только Абдиляхат. Хотя он умер, дух его жив. Каждое поле, каждый колос, каждое пшеничное зернышко окликает меня голосом моего Абдиляхата. Мадина, не лишай меня надежды. Ты мне давно очень нравишься. Сайф шагнул к ней, попытался обнять. Мадина изо всех сил толкнула его в грудь. Сайф, ударившись спиной от дверь, вылетел в сени. Следом полетел его сверток с подарком. «Убирайся и не смей больше переступать мой порог. Не оскверняй здесь чистый воздух!» — выкрикнула Мадина и захлопнула дверь. «Мамочка!» Кукхылу, принув к матери, немного остудила ее гнев. Мадина ополоснула лицо холодной водой, несколько раз намылила руки, словно опоганила их, прикоснувшись к Саяфу. Кадрасов принял завод. Прошел по цехам, ознакомился с производством. В общем-то на этом заводе, производящем электроприборы, все было давно ему знакомо. Здесь еще студентом проходил практику, сюда, окончив институт, пришел на работу. Начал трудовой путь мастером, закрепился в кругу комсомольских активистов. Со временем его назначили начальником цеха, избрали членом заводского парткома. Однако дальнейший карьерный рост на заводе стал затруднителен. Тогда на помощь пришли высокопоставленные друзья его отца. Партия еще со времен коллективизации укрепляла кадры на селе, посылая туда горожан. При очередной такой кампании Кыдрасова повысили, направив Таула на должность второго секретаря райкома. Он рассматривал это как промежуточную остановку на своем пути. Теперь исполнилось давнее его желание, ему доверили большой завод. Руководство еле влачившимся по рытвенным и ухабам сельским хозяйством осталось, как страшный сон, позади. Спасибо партии, благодаря ей, он, обыкновенный человек, стал крупным руководителем. Когда делаешь карьеру, избежать темных пятен в биографии очень трудно. Спутницу жизни Кадрасов выбрал, к сожалению, по расчету. Ее отец, известный ученый, профессор, мать занимала высокий пост. Сама Камила, увлеченная лыжным спортом, была довольно стройна и миловидна, но на студенческие вечера не ходила. Однажды Кадрасов пригласил ее на вечер, она намеревалась отказаться, тогда он шутливо пригрозил: «Ты имеешь дело с комсоргом факультета, попробуй не послушаться». Весь вечер Загер танцевал только с ней, шутил,
Смешил. Камила смеялась как-то странно, как бы одной только стороной лица, и еще он заметил, что глаза у нее разноцветные, один глаз зеленый, другой – серый. После женитьбы выяснилось, что на одной ее щеке поврежден какой-то нерв. Но это было ладно. Оказалось, Камила простудилась на соревнованиях и не может рожать детей. Какие только санатории не возил ее Кыдрасов, пользы это не принесло. Ему, выросшему в многодетной семье, дом, в котором не звучали детские голоса и смех, вскоре опостылил. На 7-м или 8-м году супружество начало искать развлечения на стороне. Развестись с женой не позволяли карьерные соображения, но и жить с ней было невмоготу. Предлагал взять на воспитание ребенка из детдома, она не согласилась, сказала: «Ты не солнце, все равно всех сирот не обогреешь». Приехав в Таулы, тосковавший по женской ласке, Кыдрасов встретил Галиму. Эта живая, простая в общении, энергичная женщина сразу привлекла его внимание. Почему бы, имея власть, не помочь такой женщине? Помогал ей и советами, и в партшколу учиться отправил. После возвращения, чтобы держать ее при себе, устроил на работу в райкоме. Из-за того, что взялась за учебу поздновато, что ли, Галима так и осталась полуграмотной, зато знала людей, знала район, как свои 5 пальцев, благодаря этому стала правой рукой Кыдрасова на работе. В какой-то мере она восполняла и то, чего ему не доставало дома. А вот ее дочка. Сначала Кыдрасов воспринимал Самиру лишь как красивого ребенка, затрагивавшего его неудовлетворенные отцовские чувства. Между ними установились полуозорные, теплые отношения. На его глазах синеглазая, с черными кудряшками, а розовым, как цветок, лицом девочка превратилась в подростка, затем в симпатичную девушку. Теперь Кыдрасов смотрел на нее с несколько иным интересом. Самира была очень похожа на одноклассницу Загира, первую его любовь. Долго, очень долго Кыдрасов боролся сам с собой, чтобы не допустить в отношениях с Самирой ничего лишнего. Однажды, вернувшись поздно вечером из Уфы, он напрямик зашел к Галиме домой, однако она была в отъезде. Решил дождаться ее возвращения. Сидели с Амирой, не зажигая света, вели как всегда полушутливый свойский разговор. Неожиданно Галима позвонила с дальнего аула, сообщила дочери, что вернется лишь на следующий день. Этот вечер и переменил отношение Кыдрасова с дочерью его любовницы. Самира сама приластилась к нему, села на колени, сказала, обжигая горячим дыханием его шею: «Я тебя люблю с самого детства, с первой нашей встречи. Теперь я уже взрослая». Самира, оказалось, забеременела, и Кыдрасов не знал, как с ней быть. Перетащить ее под каким-нибудь благовидным предлогом в Уфу? Он не против того, чтобы она родила. Любая травинка, любая букашка и то оставляет потомство. Но все тайное когда-нибудь становится явным. Об этой побочной связи могут узнать тесть с тещей, которым Кыдрасов обязан своим повышением, и тогда, прощай директорство, высокая зарплата, служебные машины, спецсанатория и прочие привилегии. Конечно, заманчиво отцовство, но на другой чаше весов – очень серьезные ценности. Незаменимые ценности. Озорные искорки. Она ведь не спросила у меня, стоит ли рожать меня без отца. Постой-ка, девонька. Раз есть любовь, должен быть и плод любви. Бесплодная любовь – не любовь. Ты еще молода, Самира. Тебе надо получить высшее образование, выйти замуж, словом, устроить свою жизнь. Ребенок этому помешает. А ты вот, агаюшка мой, и образование получил, и женился, и высокой должности добился, а счастья у тебя нет. Счастья нет, потому что нет детей. Ты меня убиваешь, Самира. Думаю, не умрешь. Я тебя, Агай, поняла. Прощай. Самира, постой. Она не обернулась. Пошагала, гордо вскинув голову, из переулка, где они встретились, на главную улицу. Что за народ, ругнулся Кыдрасов. Он почувствовал себя старым, обессиленным. Весть об уходе Кыдрасова на другую работу поразила Галиму, как гром с ясного неба. «Все, мне,
Конец, подумала она. Вдвойне было обидно, что услышала новость не от него самого. Это глубоко уязвило ее самолюбие, поэтому не пошла в кабинет первого, не открыла его дверь, что называется, пинком, ждала вызова. А когда встретились, в кабинете на некоторое время воцарилась напряженная тишина. Молчание нарушил Кыдрасов. «Тебе тоже придется уехать, Галима. Был у меня разговор в орготделе обкома, там намереваются предложить тебе пост директора дома отдыха. Советую не отказываться. Дом отдыха директором». Кыдрасов протер платочком очки, верный признак того, что он нервничает. «А что? Неплохое место. Не забывай, откуда пришла сюда». «Я пришла сюда из партшколы. Самое интересное, обо всем я узнаю последний. Кыдрасов налил воды из графина в стакан, поставил перед ней. «Не горячись. Выпей. Я поеду с тобой. Кто я без тебя? Кто? Я человек женатый». Кыдрасов усмехнулся. «Завести гарем должность не позволяет. Что поделаешь, не султаном родился. Не ед. Так внезапно, все сразу. Дома, Самира, здесь, ты. Не бросай меня, любимый, пожалей. Не раскисай, Галима. Верь в свои силы. А за что меня снимают? Нового первого параметра твои не устраивают? Его тоже из Уфы пришлют?» «Да, из Уфы. Голова у меня кружится». «Нет, не голова, все вокруг, весь мир. Иди-ка ты домой, Галима Мухарямовна». Плакала, глаза опухли. «Не показывайся, пожалуйста, людям в таком виде. Вечером придешь?» «Не смогу. У Камилы Харисовны сегодня день рождения. Не попрощаемся, что ли?» «Извини». Кыдрасов встал, дал понять, что разговор закончен. «До свидания». По пути домой Галима завернула в продуктовый магазин. Раньше, когда возникала надобность, спиртное для нее покупал райкомовский шофер, но в сей раз купила сама. Скорее дойти домой и забыться. Почему начал рушиться ее казавшийся вполне благополучным мир? Хоть бы Исаев заглянул. Не показывается, не звонит. Дома Галима сразу налила полный стакан водки, выпила. Чувствуя, что быстро пьянеет, дрожащей рукой набрала номер телефона Саяфа. «Алло. Исаев. Твоя Жозефина стысковалась по тебе. Сейчас же, выезжай. Жду». С другого конца провода донесся тоже пьяный голос. Пошла ты. Позови в свой дом терпимости кого-нибудь другого, проститутка». Ты, что?» Ответа не последовало, Саев, видимо, положил трубку. Уже знает о ее предстоящем уходе из райкома, что ли? О, как быстро переменился человек. Нет, Галима это просто так не оставит. Еще заставить попрыгать Саефа. Рановато он забыл об Абделяхате. Придется освежить его память. В шкатулке Галимы лежат 3 окурка от папирос Казбек, выкуренных у той спиленной березы. В теряклых Казбек курит только Саев. Эх! Галима вновь наполнила стакан водкой. Крикнула. «Самира!» Дочь не откликнулась. Если она и дома, может не откликнуться. Поперечная душа. Злыдня. Вся в бабку свою барсанбику. Волчья порода. Ненавижу вас. Неожиданно открылась входная дверь, на Галиму повеяло холодом со двора. «Самира! Ну чего кричишь? Где была? Тебе не все равно?» «Нет. Я, твоя мать. Я должна знать». Галима, уставившись на дочь пьяными глазами, схватила еще не опорожненную до конца бутылку. «Говори, от кого ребенок? Сначала ты скажи, чья я дочь? Вот тебе». Галима сложила пальцы и другой руки в кукиш. На лице Самиры промелькнула язвительная улыбка. «Значит, не только нажила меня в блуде, еще и срамно сказать, с кем. А я не буду скрывать, потому что ношу под сердцем плоть любви. Моей любви, моего идеала. Отец ребенка, Кыдрасов». Галима, теряя сознание, медленно сползла со стула на пол. На собачьей объедке лев не позорится. Разве не знал Саев эту пословицу? Знал. И все же пошел свататься к вдове с 3 детьми, посчитав ее приличной женщиной.
а она растоптала его мужское и человеческое достоинство. Вышибла из дома, не оценив его и в грош. Дух Абделяхата, видите ли, жив. Выпивший со зла, Саев непослушным пальцем набрал номер телефона Сабаклинского председателя. «Алло. Шамсудинов говорит. Я насчет обмена. Есть у тебя на ходу машины под зерно? Или мне свои снарядить? Да, рожь можешь забрать. Всю вымести. Волгу? Подгони. Пусть на моем дворе стоит. Нет-нет, не передумаю. Встретимся у амбаров. Там, оказывается, дух Абделяхата, хе-хе, живет. В каждом зернышке. Увидишь, где?» Отправив оставленную на семена рожь в Сабакле, Саев забрался у себя во дворе в пригнанную оттуда Волгу. С удовольствием оглаживал мягкие сиденья. Отлично. Отныне Саев Шамсудинов будет ездить, развалясь, в белой Волге. И жениться на девушке. Плевать на Мадину. Она еще поплачет. В этом ауле не останется ничего, что напоминало бы об Абделяхате. Уже опустилась ночь, когда Саев вылез из машины и, слегка пошатываясь, к выпитой ранее водке добавил Семагарыч по случаю удачной сделки, вышел со двора, пошагал вниз по улице в сторону дома, в котором Абделяхат оборудовал семенную лабораторию. Рауза засиделась у младшей сестры до глубокой ночи, пока обе не взмокли, осушив пузатый самовар. Прокричали первые петухи, когда она собралась уйти к себе домой. «Переночуй у меня», — предложила сестра, — «замаешься идти в такой темноте». Поколебавшись, Рауза приняла твердое решение. «Нет, пойду, а то нехорошо будет», и так уж надолго оставила без пригляда труды Абделяхата. Может, дух его обидится, скажет, даже Раузаупы забросила дело. «Темно, хоть глаза выколи, поэтому хотела оставить тебя у себя», — сказала сестра, — «выйди проводить ее до ворот». «Ну ладно, пока, апай. Пока. И сама ко мне заглядывай». Рауза жалела сестру. Кабы проклятый Гитлер не начал войну, нашла бы она себе ровню, прожила жизнь и состарилась с ним, стала матерью и бабушкой. Но не досталось ей все это. Как женщинам быть счастливыми, когда то одна, то другая война истребляет мужчин? И на чужую долю зариться нехорошо. Вот сама Рауза однажды позарилась и до сих пор готова сгореть со стыда. На полпути она присела, немного передохнула и поковылила дальше, думая об Абделяхате. Очень искренние были у них отношения, поэтому теперь все, к чему прикасалась его рука, для Раузы свято. Сроду не думала она, что в маленьком пшеничном зернышке скрыто столько тайн и волшебных сил. Абделяхат раскрыл ее глаза. Если бы не пришла к нему работать, так и умерла бы слепой. Эх, не было рядом с ней молодых. Какую бы науку они прошли. Бывало, посмотрит Абделяхат через микроскоп и так начнет рассказывать, будто загадки всей вселенной ему открылись. Казалось Раузе, что после его смерти все услышанное от него перезабыло, а нет, помнит, оказывается. И не будет сидеть сложа руки. К весеннему севу все приготовит, проверит в горшках всхожесть семян и засеет грядки точно тем же, чем засевал их Абделяхат. А потом Дауд приедет. По присловию, глядя на отца, и сын выстругивает стрелы. Продолжит он отцовское дело. Очень умный паренек, не то что Шангари с Хусаином. Кабы его самолетик не упал на бак с горючим, отчего возник пожар, до небес бы его вознесли. У железок ведь глаз нет, из-за этого человек пострадал. Почти уже дошла Рауза до дома, в котором теперь жила, как вдруг из него в ночную тьму вырвалось пламя. У Раузы с испугу ноги стали непослушными, хотела закричать, голос пропал. Чуть не на четвереньках забралась она на крыльцо, рванулась в горящий дом. Погасить огонь было уже невозможно. Хватая то ящик, то коробки с семенами, начала выносить их во двор. Упала, обессилев, в сенях, когда в доме посыпались потолочные доски. Мадина проснулась на заре, взволнованная песней. Эх, оказывается, это был сон. Ей приснился Абделяхат. Он пел в саду возле яблонь, подыгрывая себе на гармоне. Брали за душу и мелодия, и слова песня, сочиненная им когда-то в лагере, в Сибири. «Не плачь, решив,
что я туда отправлен. Откуда нет обратного пути. Я постучу однажды в створку ставен. Лишь не могу сказать, когда, прости. Коль в очаге твоем угаснет пламя. Под звезды выйди, в небеса взгляни. Как прежде, звезды светятся над нами. Твой взгляд с моим соединят они. Коль сил уж нет, терпение иссякает. Пройдись в лугах по утренней росе. И мир, увидишь, празднично сверкая, предстанет вновь во всей своей красе. Жизнь приучает нас не падать духом. Ее закон: крепись, борись, живи. Земля да будет для ушедших пухом, да не лишит оставшихся любви. Слезы Мадины омочили лицо спавшей, приткнувшись к ней носом, Купфхылу. Мадина прижала дочку к себе, и стало легче. Какой сон! Может быть, это чудо, может быть, Абделяха довел для нее через сон свой завет. Должно быть, душа его терзается, не может улететь в небеса, бросив Мадину и детей. Она, Мадина, удерживает ее своими слезами. А ведь бабушка Барсенбика говорила, что нельзя слишком долго оплакивать покойного, надо просто не забывать его. Мадина встала, развела огонь в очаге, вскипятила самовар. Ей пора идти на ферму. Придет отец, позавтракает с девочками, проводит их в школу. Ладно, еще есть он. На ферму Мадина пошла через сад и заднюю калитку. На голых ветках яблонь кое-где висели засохшие, сморщенные плоды, а приснился ей цветущий сад. «Если во сне услышишь звуки гармонии, — говорила бабушка, — то это к доброй вести. Может, письмо придет от кого-нибудь из сыновей? Да, Абделяхат, мне еще рано отправляться вслед за тобой, — подумала Мадина. Надо еще крепко поставить на ноги детей. Лети, родной, в райские сады. Ты заслужил это своими добрыми делами на земле. Не беспокойся за нас. Твоя Мадина». Когда ей было 15-16 лет, оставшись с двумя братишками без матери, выдержала все и сейчас выдержит. В ней ведь течет кровь рода Борсенбики, кровь Тарханов, опоры страны. Как всегда, войдя в красный уголок, Мадина взглянула на доску объявлений, на ней вывешиваются копии распоряжений по колхозу. А это еще что? Ничего не понимая, Мадина уставилась на бумагу, на которой черным по белому было написано, что она, Мадина Ирназарова, освобождена от обязанностей заведующей фермой. Не оборачиваясь, спросила у сидевшего сзади учетчика. «Когда это вывесили?» «Вечером, наверное». «Понятно. А машина, зачем она здесь?» «Скот на мясокомбинат отправляют». «Скот». Мадина вышла на двор. Так. Сайф начал мстить ей. Отчего еще можно было ожидать от мужчины, в которого ничего, кроме неизменного инстинкта, не заложено? Ветер доносил откуда-то запах гаря, к которому примешивался запах курамаса, поджаренной пшеницы. Мадина повертела головой, попыталась определить, откуда идут эти запахи, и, недоуменно пожав плечами, направилась к грузовой машине, стоявшей около коровника. Видно, и тут Саев какую-то пакость затеял. Скот, предназначенный для отправки на мясокомбинат, содержится в другом месте. Правда, приходится сдавать состарившихся или каким-либо образом покалечившихся коров, но выбраковки не было. А скотники уже подняли в кузов грузовика одну корову. Она отчаянно мычала. «Буренушка!» — вскрикнула Мадина. Услышав ее голос, корова взревела, пришла в еще большее отчаяние, сломав грудью доску ограждения, вывалилась из кузова. Но оказалось не на земле, угодила брюхом на кол изгороди прогулочной площадки. Мадина в ужасе закрыла лицо руками. «Прощай, буренушка. Прижавшись к твоему теплому боку, я искала утешения, когда одолевали горести. Встречая меня, ты взмыкивала, будто увидев своего теленка, лизала мои руки, мое лицо, согревала мою душу. Ты любила людей, сколько молока им дала, сколько потомства оставила. Наверно, высокие чувства присущи не только людям, и ты была наделена ими. Может, ты из потомства Кунгарбуги, породившей легенды? По дремучему лесу, именуемому жизнью, по опасной тропе, на которой путников подстерегают хищники, мы прошли вместе немалый путь.
Прощай, буренушка, прощай, моя молодость. Примерно так простилась со своей любимицей ошеломленная Мадина. Чтобы не видеть, как смертельно раненую буренушку зарежут, она поспешила прочь от коровника. На ферме теперь ей делать было нечего, пошла домой. Подходя к своему двору по улице, увидела суетящихся во дворе Мадину людей. Бэй, дом исчез. Сгорел. А с записи Абделяхата, Мадина рванулась к пепелищу. Там ее перехватил отец. Постарайся успокоиться, Мадина. Теперь уж ничего не поделаешь. Все сгорело. И Рауза погибла. То ли задохнулась в дыму, то ли сердце разорвалось. Когда ее вытащили из сеней, уже не дышала. Мадина тихонечко подошла к телу Раузы. Она была в телогрейке, в сапогах. Пришла откуда-то, когда дом уже горел. Зачем же кинулась в огонь? Пыталась спасти семена, сказал Хашим. Вон несколько ящиков, коробки успела вынести. Поскольку Раузы не было родни на стороне, ждать некого, похоронили ее в этот же день. Хусайн выбрал место на кладбище рядом с могилой Шингария. Только-только предали тело земле, как повалил крупными хлопьями снег. От снега хлебом пахнет, заметил кто-то. Это от того, что ушел от нас щедрый душой человек, сказал Хашим. Ты заслужила себе место в раю, Рауза. Хотя у мусульман нет обычая снимать шапки у могилы, мужчины обнажили головы. Постояли, глядя, как снег постепенно прикрывает свежевыкопанную могилу. Ветра вроде не было, но ветви старой березы вдруг закачались, будто она выразила так согласие с тем, что у ее корней будет спать вечным сном еще одно дитя природы. Увидев взрослых через окно, на крыльцо босиком выскочили двойняшки, закричали в один голос: «Мам, пришли письма!» Сразу два. Мадина вбежала в дом, присела, не раздеваясь, схватила письма. От деток моих. Одно письмо из Ленинграда, от Абу-Бакера. Второе, от Даута. Господи, жив. На конверте его почерк. Дрожащей рукой Мадина вскрыла сначала этот конверт. «Дорогие мама, сестренки, дедушка, бабушка Барсанбика. Пишет вам с Дальнего Востока ваш сын, брат и внук Дауд. Знаю, долго ждали вы письма от меня. За это время нашу семью постигло большое горе. Мне об этом написал Абу-Бакер. А я был ранен и контужен при инциденте на китайской границе. Теперь здоров. Может быть, приедут домой даже раньше, чем дойдет письмо. Милая мама. Я не раз поднимался в небо, совершил много прыжков с парашютом. Глядя на землю с высоты, я понял, насколько она мне дорога, насколько нуждается в тепле человеческих рук. Я тоже человек земной, во мне течет кровь папы, живет тяга к земле, к хлеборобству, заложенная в нас крестьянским жизненным укладом. Не буду больше мучить ни тебя, ни себя своим увлечением самолетами. Продолжу на Тереклинской земле дело папы. Буду растить хлеб, а сестренки пусть своими серебряными голосами, как жаворонки, славят землю и небо, поднимают нам настроение. С надеждой на скорую встречу любящий вас Дауд». Сын в самом первом письме сообщил, что будет служить на южной границе страны, и Мадине место его службы почему-то представлялось где-то в Средней Азии, в жарких песках. Она переживала из-за этого, хотя Дауд попал на самом деле на Дальний Восток. Но ладно, это несущественно, главное, наконец-то получила весточку от него. Радостные слезы капнули из ее глаз на тетрадный листок с письмом. Тмхил прижалась к ней. «Мама, не плачь, брат ведь жив. Не плачь, мама». Человек может заплакать и от очень большой радости, заступилась за маму Купфхилу. У нее и у самой в глазах стояли слезы. Она погладила конверт и поцеловала его. «И это прочитай». Отец придвинул к Мадине письмо Абу-Бакера, которого тоже очень любил. Может быть, от того, что спас его мальчонкой от трагической смерти. Увидев в глазах отца нетерпение, Мадина торопливо развернула второе письмо. «Здравствуйте, мама Мадина, дедушка, бабушка, сестренки. Я жив-здоров. Закончил службу.
Самая большая моя новость – нашел Лидию Николаевну. Я никогда не забывал эту святую женщину. Ведь тем, что когда-то остался жив, я обязан ей и дедушке Хашиму. Сейчас живу у нее. Хочу поступить на вокальное отделение консерватория. Лидия наняла для меня репетитора. Собираемся вдвоем навестить вас, как только сдам экзамены. Впечатлений у меня столько, что не пересказать, если даже буду рассказывать подряд 3 дня и 3 ночи. Всех вас обнимаю, целую, люблю. Абу-Бакер. Теперь затряслись седая голова и плечи Хашима. Мадина впервые видела отца плачущим. Не зря, видно, говорят, что теплое слово даже и лед может растопить. Участливая Купхыл взобралась на колени деда, погладила его, успокаивая, по лицу, по волосам. Купхылу, взревновав, обняла его сзади. «Я тоже дедушку люблю. Мадина, дочка, ты уж прости меня. Почему я ни разу не обнял тебя, когда ты была такой как внучки, хотя бы по голове не погладил? Глупец я. Не расстраивайся, папа. Зато сколько уж лет ты защищаешь меня и моих детей. Ты тоже святая душа. Ну, ладно. Идемте-ка, дети, теперь ко мне. Отец». Мадина помедлила, подыскивая нужные слова. «Я давно собиралась тебе сказать. Понимаю, тебе дорога мамина изба. Но тяжело уже тебе на 2 хозяйства разрываться, и нам ты постоянно нужен. Переселись уж к нам совсем, а? Я сам тоже об этом давно думал. Но работа меня держала там. Теперь я ее почти завершил». «Какая работа? Там увидишь». Хашим поискал свой пасашок. «Идемте». Мадина обомлела, увидев мозаичное панно во всю стену избы, в которой выросла. Горы, скалы, леса. По гребню, за которым видны дальше вершины, идет корова с теленком. Подаль, сзади, женская фигура. В синих, как небо, глазах женщины, восхищение окружающей природой и уверенность, видимо, в том, что она найдет свою скотинку и дорогу домой. Ее босые ноги избиты до крови, платье задрано, но в тонкой, гибкой фигуре, во взгляде угадывается удивительная сила духа. Несомненно, это Тандыса. В ее лице Мадина уловила и черты лица своей мамы. В панно чувствовалось незаурядное художественное мастерство. А создал его отец, скрепляя глиной простые природные материалы, разноцветную речную гальку, мох, древесную кору, шишки, засушенные головки цветов, осколки стекла. «Папа, да ты же художник!» «Великий художник!» — воскликнула Мадина. «Хы!» Отец смущенно хихикнул. «Вроде получилось, как хотел. Абделяхут это видел? Я от него, дочка, ничего не скрывал. Только от меня скрывал. Мне это твои песни подсказали. Закваска тут твоя. Вот, значит, из-за чего ты не переселялся к нам. Жаль, что не перенести это панно в музей. Самое бы ему место там. Тысячам людей оно добавило бы жизненной энергии». Мадина отступила назад, села у входа на скамейку рядом с дочками, притихла, задумалась. Стоит ли переживать, изводиться из-за потери работы на ферме, из-за мелочного пакостничества Саяфа? Перед величием человеческого духа это всего лишь мусор. Взгляни в глаза Тандысы, вот где почерпнешь жизненную силу и уверенность в себе. Конец 4 части.